друг друга. Вот одна семья против другой семьи. И вот каждый день Ну, из-за это, того, что 200 лет назад кто-то украл овцу у кого-то, это реально мне так рассказали. Кто-то 200 лет назад ну, украл, это вот мы мочим человеческая до сих пор. суть. Это Хотя по человеческая исламу такая ж суть. типа они мне доказывают, что нельзя. Хотя они вот и мусульман, мусульманин убивает мусульманина, как бы тоже нельзя. Ну, Но сколько им мы в пофиг. Европе встречаем этих арабов, беженцев из арабских стран, скажем, из Сирии, там, Иордании, далеко они не мусульмане, далеко не поддерживают своих вот этих канонов ислама, абсолютно. Нет, только Держат дай им многие, вырваться. многие из них в доме держат собак. Шалинский, домовенок, если бы, как вы говорите, большинство мусульман были бы вот такие же заряженные, как вы говорите, что типа там со всеми там драться, воевать и так далее, то, ну, представьте, 2 миллиарда человек с таким взглядом на жизнь, да. Может быть, мы, наверное, в другом мире бы жили. В основном это абсолютно не Угур так. вай хэнях, угур дикч бусулбстега жикти Добрый ма'лурия день. цацас. Добрый день, Маша. Добрый день. У меня вопрос. Настолько я радикально отношусь к этому вот этому фактору, даже ни одного вот этого мизинца ногтя я бы не отдал бы еврея за этого мусульманина. У меня вопрос, Еврейского кто здесь ногтя. топит за Палестину? Пока Вот, еще это я никто. слышал. Пока еще люди Дай бог. Упаси бравые, я Господь. вижу. Чуть раньше я зашел в одном касте. Леон, стриме. надеюсь, вы на меня не подумали, Один- а то я еврей, мне не с руки за Палестину быть. Один напросился на священную войну со мной. Адрес, я говорю, адрес не дам, но назначь встречу. Ох, как он пожалеет теперь. Я-то приду на встречу, он-то не придет. Ну, а когда он придет, он пожалеет. А я-то приду с властями. У меня И он подозрение. не знает, где... Он Что ты говоришь? он такой мусульман на лайте такой, мне кажется. Такой же, смотря что вы имеете в какими виду. были мы в советские времена. Такой. Смотря что вы имеете в виду на лайте. Ну, такой легкий И мусульманин. агрессивный. Да. Рамазан, Не, с ним- взрослые С дядьки, ним более стыдно за вас. приятно, с ним более приятно, актуально поговорить. Мы с ним затронули очень много серьезных тем. И это было так, знаешь, на таком, но на спокойном уровне. Ну вот, смотри. Я задаю вопрос, мне просто интересно всем мусульманам, да? Вот есть пророк Мухаммад, правильно? Да. Да, что там мне, валайкум салам, шмалам, алам, он не говоришь это. Ладно, видишь, я тебе говорю, он на лайте, он... Смотри, Я как... про себя говорю. Про себя? Ну, мы же в эфире. Давайте я сейчас начну здесь читать молитвы. И вот это же как бы неуважение получается в том плане, что Как вы забирать время. определили, как вы определили, что он, Мухаммад, он пророк? Смотрите, Леон. Делил Луну пополам. Ты можешь себе представить такое чудо? Мне так объясняет один сириец, что он разделил Луну. А ведь другой пророк, он же разделил море, говорит мне он. Блять. Нет, но он же Слова говорит... у меня нету. Никакого. Сейчас, секундочку. Мне вот они говорят, что он пророк, правильно? Как они поняли, что он пророк? То, что он, ну, скажем, вот вы говорите пророк. Пророк это не совсем, наверное, точное слово в том плане, что пророк, он как бы, ну, пророчествует, видит, там, скажем, наперед, да. Скорее, как посланник. Тот, кто пришел с посланием, да, соответственно, вот есть Коран, и вот на основе этого. Окей, значит, он уже посланник. Теперь, а что он послал? Ну вот он послал, значит, слово Всевышнего через Джабраила. Определение посланника, как можно определить посланника? Вот я могу сейчас стать на стульчик и рассказать всякую сказку, и как его могут определить, что я посланник?
Ну, нужно смотреть на то, как это все. Ну, понимаете, если брать то понимание, там, знаете, как было? Вот был, например, язык, на котором люди разговаривали, да, того времени. Вот, приходит вот этот, ну, значит, он рождается, среди них живет, этот Мухаммад, да, саллаллаху алейхи вассалям. Он живет, там, сидит, живет спокойно, никого не трогает. Ну, есть разные точки зрения. Там одни, что он вообще не умел ни писать, ни читать. Но это больше всего вот именно такая точка зрения. Вот, соответственно, живет, о нем говорят, что он очень честный человек, что он там не лжет, что он правдивый. О нем так говорят даже его враги. Вот, соответственно, ну, прожил он так 40 лет. То есть вы знаете человека, о котором все говорят, что он надежный человек, ему оставляют свои вещи, там, ну, свое имущество, там, ну, типа как банк. То есть доверяют не на словах, а на деле. Я секунду, секунду. Да, я с тобой. Да, не, извини. Ну, вот, далее, соответственно, Подожди, они подожди, разговаривают заново. на... Мне звонили, просто не слышал. Вот, скажем так, Ну, я смотри, имею в виду, я, ну, вот, смотри, давай да. скажем так, вот я посланник, да, я посланник мусульман, и как вы должны определить, что я посланник? Я вот там тоже чистый, не вру, и все вот это вот, попам оно, все вот. Ну, смотри, если брать, я тебе говорю вот именно то, как вот это видит мусульманин, да, вот. Соответственно, мусульман видит это следующим образом, что в разных писаниях. Вот, и, соответственно, вот живет Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, 40 лет, живет достаточно справедливо, нормально живет, никого не трогает, все хорошо у него, никаких проблем, о нем знают только хорошее, даже его враги. Вот, соответственно, в какой-то момент к нему снисходит откровение, и он вдруг начинает говорить не совсем на том языке, на котором говорят все вокруг. Понимаете? Вот, то есть, вот если вы посмотрите первые тафсиры, да, они были, они очень странные. Вот если вы обратите внимание на арабские тафсиры, на арабском языке будете читать, они немного странные. Они берут аят Корана, а потом пишут все то же самое, но только просто обычным арабским языком, то есть без пояснения. И вот возникает вопрос, а зачем делать как бы просто переписывание одного и того же? Вот. Там идея была в том, что этот язык не совсем, ну, как бы понимали, то есть была такая определенная разница, ну, типа, как между, там, не знаю, русским и украинским, что-то такое, понимаете? Подожди, ты То сейчас есть сам что-то веришь? понять можно было, но как бы Эй, язык был отличительным, вот, понимаете? подожди секундочку, братан, ты сейчас сам веришь, что ты сейчас говоришь? Ну, вот вы меня попросили рассказать, как это вот видится. То есть если вы Ну вот хотите... сейчас ты сейчас... Я думал, что вы хотите именно изучить или просто посмеяться. Нет, я просто хочу понять вот это всю логику мышления. Так. Вот, короче, Ну, условно, вот вы говорите, давайте, вот Вопрос поверил бы ты сильный. сейчас. Доказательство заключается в предоставлении чуда. Я тебе предоставляю чудо, и вот от Бога. Вот оно, это чудо. Иисус так сделал, я сейчас Моисей так нарисую, пророк. Я так понимаю, я нет? сейчас нарисую тебе что-то непонятное, скажу, я тоже вот, я посланник, пацаны, вот, это чудо, и все, блин. Я Ну, смотри, Леон, если вот ты 40 пытаюсь... лет проживешь, я буду знать, что ты достойный человек, что ты не врешь, что тебе А можно как ты доверить свое определил, что он... имущество. А как вы определили, что он достойный человек? Вот Ну, поэтому смотри, вы я говорю поняли, еще раз. вот на таком, Пишется, что он был высокоморальным человеком на таком всех примитивном, живших на, на земле все, всей когда-либо в истории. на все вот таком примитивном вы поняли, что он посланник. Ладно, он уже не пророк, это уже хорошо. Он посланник. Так я спрашиваю, как вы поняли, что он посланник? Ну, ты говоришь, ну, он писал на каких-то непонятных языках. Смотри, он дал... Я тебе отвечу, смотри, он дал послание, да. Вот приведи мне, пожалуйста, вот другое послание, которое повлияло на человечество. Ну, скажем, вот давай так, вот вы думаете, что он просто там что-то придумал, там на ходу придумал и так далее, да. Вот приведи мне, пожалуйста, вот второе. Вот, то есть это получается достаточно, скажем так, ну, успешная тема, да, в том плане, что много было завоевано, много там всего было сделано, да.
То есть это же не просто маргиналитет, что он там что-то придумал, ну и там же заглох у себя там в Аравийском полуострове. Но нет, здесь очень такая успешная тема. Вот приведи, пожалуйста, мне после Мухаммада, да, саллаллаху алейхи вассалям, какое-то, вот что кто-то другой смог провернуть что-то Не похожее. не проблема. Марксизм, ленинизм. Мира, больше полмира завоевал. До Кубы. Куба далека, Куба рядом. Как ты... Алло, ты что несешь? Так, ну хорошо, марксизм в каком смысле ты приводишь? Как что вот? Как комплексное Как учение или как имперскую политэкономия? идеологию, так и как и Мухаммед. Политэкономию. Имперскую Политэкономию. Как идеологию. идеология. Но она же не комплексная, понимаешь, Бхармат. Она не учит, как жить там, как мироздание и так далее. Она просто говорит, политэкономия, вот можно есть средства Какая производства. разница? да. Это такая же идеология, которая учит, как жить и Хорошо, вот охватывает самый все простой сферы ответ, жизни. Бхармат. Кто сегодня... Я хочу простой пример Марксизм дать. жизни приведу все тебе охватывает. простой пример. Леон тебе 100% без знает, о ком речь идет. Сейчас, секундочку, вот смотри, я отталкиваюсь от того, что вы сказали. 40 лет, жил, все без грехов, там, туда-сюда. Окей, без проблем. Смотри, был такой человек, умер в 90-х. Называли его, Леон знает, о ком речь идет, Баба Сали. Я не верю в чудеса, но предположим, но он не ел мясо, не убивал животных с 13 лет. Умер он в 90 с чем-то лет, считался святым. Исцелял типа людей бесплатно, ничего там не брал, там его могила стоит одна из самых красивых, ему отгрохали, да? Почему он не пророком не стал? Ну, образно. А вот я спрашиваю, человек 90 лет прожил без греха. Без греха, и к нему прилетали из-за границы люди. Вот почему. Я извиняюсь за шум на работе. Он себя объявил даже- пророком, правильно я понимаю? Он даже глаза прятал, у него был туннель, да, что не идти, то есть говорят, что грех идет через глаза. Он даже глаза прятал, в капюшоне был. Вот. И на самом деле он лечил. И Веришь, не веришь, пророком но он не считался. А где да, он был, и можете у подсказать? людей у нас Он и был в людей вылечил. Марокко. В Марокко был, и в Израиле, и еще где-то. Он пешком ходил в свое время, там что-то такое говорят. Было Он плохо. он остался в Израиле, и на самом деле еще лечил людей. Это факт. Это Я не факт, видел, который ну, ты... Я маленький был, когда или меня еще не было. Его В есть каком сын, году он и умер? там, В 90 каком-то или в еще его 80? сын, там, и это. Но они же тоже, я могу сейчас сказать, что он праведник. Скажу, что он пророк или он посланник, и все, блин, да, по вашей логике. Ну, здесь, понимаете, не совсем. Почему? Потому что вот можете тогда рассказать, он написал какое-то свое учение, да, написал некую книгу. Можно я вам приведу пример, который вы по пророка хотите? Понимаешь, Точно? все, подожди, Герцог, дай мне довести до мысли, не прибавь. А пожалуйста. Расскажи понимаешь? ему про Бахаев. Бахайские Да, сады. не хочу Появился никому и человек- говорить. Я не хочу ничего Они же наших- хотят это услышать. Появился Нет. человек, который объявил себя пророком. Герцог, У него 15 миллионов Но последователей. почему меня мешает? Я хочу провести линию, понять логику, если она там есть, хотя я уже подозреваю, что там ничего нету, как они думают, как они вот это ихнюю, оставь, что у нас, что у христиан, меня это не волнует. Я хочу понять мусульманов. Вот он говорит, что он уже не пророк, окей. Он говорит, что он посланник. Я говорю, окей, а как ты определил, что он посланник? Да? Он говорит, ну он что-то там написал в непонятном языке, и он был чистый. То есть мы сейчас, если начнем копаться, он не будет чистый, поверь мне. Я сейчас тебя затрону, что до ислама, что он там и кто, и как. Однозначно не чистый. Значит, ты историю Мухаммада не знаешь. Теперь начнем с того, какая связь, что-то он там написал, не на понятном языке, значит, он посланник. Блин, примитивно все такое, знаешь. Я пока не иду дальше там с тобой, да? На твоем Нет. уровне я сижу вот сейчас. Леон, понимаешь, смотри, это вот примитивно, вот такое вот снисходительное у вас отношение. Мне бы хотелось просто понять, смотрите, Леон, правильно я понимаю, что, на ваш взгляд, мусульманином может быть только какой-то идиот, да, человек, кто не умеет читать, там, ну или, скажем, Я только же- читать умеет. Я разговариваю. Или же это уже не совсем как бы правильный мусульманин,
Потому что мусульманин мог быть только идиот. 100. Ты же слышал от меня комплимент, что я сказал, с тобой приятно разговаривать, мы с тобой затронули... Кафир, Яхуд, можно я ему отвечу? Приветствую Да. всех Яхудов, многобожников, безбожников. Смотри, ой, мусульманином может стать только тот, кто готов обмануться, покориться и необразованный человек. Потому что ни один образованный человек, который умеет писать, читать, и если он прочитает, у него в мозгу он может выстроить логическую связь, он никогда не будет мусульманином и не будет считать себя мусульманином. Понимаешь, в чем проблема? И ты сам прекрасно понимаешь, я же тебя слушаю, ты далеко не дурак, ты прекрасно понимаешь, что ты сам не мусульманин, им не будешь никогда и не был. Но тебе приходится защищать эти позиции по тем или иным принципам. Не знаю, что тебя гложет, и с чего ты взял, что ты, ингуш, должен защищать ислам. Вендетта, можно вопрос? Именно вам. Вы в исламе разбираетесь? Да, бисмилля. У меня вопрос такого плана. Ну и Фархату тоже, если он услышит. Похруди. Да, у меня вопрос такого плана. Я подрабатываю в магазине, да? И когда приходит месяц Рамадан, как будто они с цепи срываются и начинают реально водку покупать в больших количествах. Блядь, каждый вечер втихаря заходят там, дай мне в черном пакете. Вот имя и до хера. И только в Рамадан. С чем связан Рамадан, что они бухают? Именно в Рамадан. Все мусульмане приходят, начинают покупать. Вот что в Рамадан происходит, что им можно бухать. Может какая-то новая фетва какая-то была. Какая-то новая фетву кто-то выпустил. Это первый, может, словили. Вендетта, можно Так вам за 4 вопрос? года постоянно одно и то же. За 4 года как бы каждый месяц Рамадана они приходят, одни и те же люди начинают бухать. Вот это меня убило просто. Уходим Ну, от смотри, темы. Подожди, мы уходим а от можно темы. мне задать вопрос? Леон, ну можно я задам Вендетте вопрос, чтобы он меня правильно понял? Потому что тут простой вопрос. Я понимаю, я тоже не понимаю, что такое Мухаммед. Грамотный человек не пойдет. Но это мегапроект, это большие деньги, люди зарабатывают. Но вопрос у меня такой. После Мухаммеда, вы меня извините, что опять повторяюсь, после Мухаммеда появился человек, который объявил себя пророком. И у него 15 миллионов последователей. Просто тех другие... Пророк. Сказали тебе, что он не пророк, он посланник. Армат, ты можешь мне объяснить вот это все, вот это, как они поняли, что он посланник? Это как бы честно. А то я от них уже ничего не понимаю. Потому что варака христианин Еще один сказал, объявился сам пророком. Мухаммед Он даже и... понял. Герцог, он не пророк, сказали тебе, он посланник. Хорошо, он посланник, но я просто рассказывал про Бахаев, который тоже объявил себя непонятно кем. Он и в Мухаммеда верил, и в Кришну, и в Будду, там, и в Иисуса, и черт его знает что. Вот такой человек появился. Потом, есть последователи Бахаи, и у нас остались бахайские сады. Вот есть такие последователи, тоже за ним много пошло, пока ему не объявили войну мусульмане, потому что отнимает кормушку. Вот, Я понял, пожалуйста, все. вот. Вы, давай сконцентрируемся на моем вопросе. И давай вместе разберем, подумаем, как мусульмане поняли, что он посланник. Без приколов. Ну, смотри. Логически, давай так подумаем. Разберем это. Силой, наверное. Ну, это мое Нет. предположение. Смотри, Порассуждаем, логически- называется. Вот логически то, что вот мы рассуждаем, да, логически это одна история. Вот, если брать... Я тебе Кстати, говорю, логика в исламе запрещена, Вот. она харам. вот опять же, Вендетта постоянно, видимо, путает, что я салафитского толка, мусульманин, вот, которые действительно отрицают и логику, и вообще много всего отрицают. Давай порассуждаем, давай. Ты будешь кафиром. Я беру на себя это, давай. Мы просто с тобой разбираем эту тему,
без всяких оскорблений. Вот, соответственно, вот привели примеры, да, здесь, например, коммунизм там и так далее. Вот вопрос, ну и где этот коммунизм сегодня? Не-не-не, давай не уходить от темы. Мы Ну, сказали, вот что... просто вы мне сказали- вот В Китае сказали, вместо- коммунизм. Вот я сегодня Ну, сказал, что я пришел... Какой там коммунизм, мы же понимаем. Я, да. я скажу, В я Северной посланник- Корее коммунизм тоже, к Я сожалению. посланник, вот, причем коммунисты. Я подпосланник, вот все, как вот, я ваш посланник, мусульмане, услышьте меня, и как вы должны определить, что я посланник? Смотри, ты, во-первых, должно быть предсказание о тебе, понимаешь? Окей. Вот. Соответственно, если о тебе предсказание есть, что ты вот придешь, то, значит, это начало. Все, понеслась. Затем ты А, должен первое, соответствовать подожди. определенным там моментам. Вот. Да. Далее мы смотрим, значит, ну, ты говоришь, что через тебя, значит, передается Слово Божие. Надо смотреть, Окей, что три, это за все, слово. давай три. Три вещи, давай три вещи. То есть ты сказал первое, что ты сказал? Должно быть послание, правильно? Ну, как бы... Нет, фундамент должен быть, что придет кто-то. А Да, где он болтовня, фундамент? болтовня. А кто Болтовня должна сказал? быть. Да, кто сказал, что Мухаммад должен прийти? Ну-ка, где? Расскажи мне, пожалуйста. ну, это в авраамизме, понимаешь? Где? Где? Да, покажи мне. Вот прямо сейчас показать не укомпактно. Мне интересно. Не, ну мы же с тобой... Это типа, в авраамизме сказано Машиах, а не пророк. Никакой, не Мухаммед. Написано, Так что мы- придет лжепророк, а потом придет типа Машех. Там очень много чего написано. Люди писали, когда им скучно было. Подожди, вот ты говоришь, сказал, что должно быть послание. СМС, там должен WhatsApp прийти к кому-то, Telegram. Где это послание, кто написал? Ну-ка, давай будем разбирать эту тему. Смотри, вот Моисей дал вам Писание, да, то есть Слово Божье он вам передал, ну, иудеям. Ну, Вот, соответственно... Не, Он нам подождите, передал заповеди, почему? заповеди, Не, подождите, а Тору мы сами написали. почему мусульмане всегда ссылаются на христиан-иудеев, когда А он же свое иудей, хотят понимаешь, оправдать? где-то, он же не мусульманин. Как это у вас работает? Он же иудей, Почему нет, вы если я ссылаетесь не на их ошибаюсь. писание, если вы им не следуете? Алло. Ну, Вендетта, смотри, он же иудей, разве нет? причем Ну здесь ты по-другому, зачем ссылаешься на его веру, Чтобы свою? ему легче было понять меня. Почему ты свою мне понятно? веру должен на кого-то? Почему, например, мне, чеченцу, который верит в Отца, Святого Отца, не нужно опираться на иудеев, на христиан, на мусульман? Я не должен на их религии опираться, что я верю в Отца. Понимаешь, в чем у вас проблема? Вы должны на кого-то ссылаться. А мне Я не догадываюсь, на кто кого. послал. Вендетта, я догадываюсь, кто послал. Пармат, ты здесь? Он тут? Пармат, антитеррор. Намаз-то делает. полудень. Он намаз делает, молится. Ладно. Смотри, Здравствуй, Зураб! или он послал Комарджоба. сообщение, или уже не знаю кто. Вы исламофобы конченые, послушайте меня. Тихо. Ладно, особенно Так, Ты- еще один пришел. Защелкни там свой хавальник. Пидорас. Спокойно. Что Кто там? спокойно? Он сказал, что его... Ты сказал, что твой папа это, педагог? Хлеборезку ты именно, нормально да. открываться будешь, нормально будешь разговаривать, зайдешь. Что у вас так всех подгорает, бля, бабуины? Абдуллашки, успокойтесь. А ну-ка давайте Зура, соберемся, давайте. Маршвовел, Гамарджоба, сосед, Зура. друг. Машуа, брат, Машуа, Гамарджоба, шалом, всем привет, братцы. Здравствуй, Зураб, как у тебя дела? Потихонечку, брат, с Божьей помощью. Скажи мне, пожалуйста, он нашел ФК. Да, Где да, там послание было? Кто сказал, что там... Два на первой стадии. Иначе было послание, что Мухаммед станет пророком. Мухаммед. Давай начнем с того, где это послание, и как вы поняли, что это Мухаммед? Ну, Смотри, смотри. брат, подожди, вот Вендетта тоже подтвердит, что Мухаммед говорил, что Ленин был шахидом, брат, понял?
А кто не верит, вот спросите меня. 100%, 100%. Это слова Здравствуйте Мухаммада. всем. Мухаммед говорит, что был Ленин был шахидом. Маршал. У нас Всем интересно. добрый день. Что вот здесь Добрый происходит? день. Кипиш какой-то происходит. Пытаюсь Ну, у разобраться, нас, пока не получается. у нас Да тут тут мусульмане пытаются логическая оправдать цепочка. своего пророка, ссылаясь на ваши писания, на христианские писания. Но почему-то в их писаниях говорится, что вы все нечисть. И вас нужно заставлять платить джизью, пока вы не уверите в последний день, и Аллах вас там секирит. Короче, ваших женщин насилует, это отникахает. Ваших детей и женщин делает из них рабов. А у меня, Но когда а у им меня нужно... Вендетта, это же нелогично. Нелогично, знаешь а у почему? меня Потому другой что главный Конечно, вопрос. сейчас, конечно. Ленчик, дай, Ленчик, дай Главный быстренько вопрос. скажу. А, Главный вопрос. Нелогично, потому... Лень, дай сказать, 2 секунды. Нелогично, потому что когда ты говоришь, что то или иное писание искажено, но тем самым ты опираешься на это искаженное писание, чтобы доказать свою правоту, это очень-очень алогично. Вот. Все, я все. Привет, Саш. Я хочу вам подтвердить такую вещь. Смотрите, у мусульман такая тактика уводить от темы. Они идут на Тору, на христианство, на Будду, на кого угодно. Я стою, потихоньку вцепляюсь и держу позицию. Меня не волнует, что написано сейчас в Торе. Меня не волнует, что написано у христиан. Меня не волнует, что написано у кого-то там из Будду. Я чисто конкретно задаю вопрос. Как они поняли, что он пророк? Теперь он говорит, что он не пророк, он говорит, он посланник. Говорю, окей. Он говорит, что там непонятно написано, не на понятном языке написал. Это Не, раз. подожди. Что объясняю? Давай, Смотри, давай, вот если- давай подчеркнем. Давай. Главный вопрос сейчас всему этому будет. Подожди. Ты говоришь, есть писание, что он вот определил, что он должен прийти. Окей. Где писание, кто написал, никто не знает. И главный вопрос, как посланник может принести писание, а не пророк. Это что за новая канитель? Это что за апгрейд такой? Что такое посланник? Вы можете мне объяснить? Смотри, Видишь, я сейчас Я нашел сейчас бабуина, я его послал. почтальон. я тебе объясняю, Почтальон. Леон, смотри. В смысле, вот если ты имеешь в виду, в смысле пророк, что он там все, вот, знаешь, в любой момент мог наперед видеть пророчество, то есть каждый раз там будущее по своему там усмотрению, скажем. По вот таким понять, то есть пророчествовать, как вот постоянно видеть будущее, там, да, ну, или там, скажем, ну, вот в таком смысле. А если в таком смысле, то мы не говорим, что он, знаешь, как там бывает, типа говорят, вот ясновидящий, вот видит все вперед. А сам вот просто захотел, посмотрел и увидел. Такого понятия нет. Вот, но если по-другому, там Наби, Расулилла, это, конечно, есть, да. Но это слова, они в русском языке не так просто переводятся. Вот в чем прикол. Не, прикол в том, что когда евреи вашего пророка позвали к себе, они спросили его: «О, Мухаммад, знаешь ли ты будущее?» На что он ответил: «А будущее знает только Аллах. Я всего лишь почтальон». Вот. Это слова вашего пророка. Что, откуда он... можно- От кого он послал? От кого он посылал это послание, если с Творцом он не разговаривал? Он разговаривал с ангелом Джабраилом, который его почему-то душил. Кстати, почему он его душил сзади? И ногой бил. Ну, смотри, то, что вот Есть он другие душил методы. Есть. и был как бы под большим таким, знаешь, впечатлением, там, да, вот, скажем так, очень сильно впечатлился от этой встречи с ангелом. Это как-то странно даже, я правильно понимаю позицию? Ну, ангел Джабраил приходил другим тоже. И он что-то никого не пиздил, не бил, никого не бил и не душил, и не подходил сзади, не пинал. Вот. Здесь Ну, вот проблема в чем? есть В же- том, что вот он его есть же душил, другие- или в том, что он его как бы напугал. Напугал? Чем ангел может напугать? Почему ангел других не пугал? Он же другим приходил, ангел Джабраил, кстати. Так. Ну, и он И никому никого не там напугал, верно? Нет, он говорил, Вы ангел уверены? прикреп... Ну, а кого еще ангелы пугали? Не, ну ты вот уверен, что он точно никого не пугал? Ну, кого? Покажи мне, кого он там напугал. Давай рассказывай. Мне аж самому интересно стало. В общем, Леон, смотри, вот
как бы убеждение о том, что ангелы это какие-то, знаешь, такие, скажем, розовые такие существа, как, знаешь, купидончики, да, оно не совсем соответствует авраамической традиции. То есть Хорошо. столкновение с потусторонним, да, оно всегда описывается как очень сильный шок. Понимаешь, очень Я сильный понимаю. шок, А у трепет. кого еще был И, такой шок? У кого такой ну, был шок, вот трепет? просто, понимаешь, это сейчас надо вот, я прям так наизусть я не помню, но ты можешь просто это сейчас прям проверить. Вдруг я сейчас гоню, вот проверь. Как вот это столкновение с ангелами, как оно воспринималось пророками в Ветхом Завете. Ну и вот все, соответственно, все очень просто. Я не Там не было понимаю такого, тебя. что они, о, привет, там все нормально, давай вот, какая у тебя инфа. То есть такого не было. Это Ну был У вот. всегда шок, Моисея трепет. куст горел, и с ним Бог Я, заговорил. Все. я имею в виду, в целом, мы же говорим Никто его не бил. о столкновении с ангелами. Вот это столкновение с ангелами, если вы почитаете вот Ветхий Завет, оно не было, как вот мы с вами разговариваем. Это был шок, трепет, страх. То есть люди... Но Давай никто же никого не бил. давай Представь, что логично. такое ангел? Он пережмет шею и нету. Как бы если взять сейчас в теории, да? Да. И Небесная зачем сила и так ангелу? далее. У него же небесная сила есть вроде, правильно? Ему же надо там пугать кого-то. Сейчас тебя съем. Я Крылья страшный открыл и волк. все. Я страшный серый волк. Я знаю в поросятах толк. Вот такого он не делает. Не, так не работает. Если я не ошибаюсь, пророки у них были эти помазанники. Они никогда не становились царями, предводителями. Ни один пророк не был вроде если я не ошибаюсь. Они как бы вели народ, но они были как священники, а не как Почему? эти. Почему к нему Вот многие говорят, почему к нему пришел ангел? ошибка. Царь Давид, что он был пророк. Он не был пророк, он был помазанник. Это раз. Его Самуэль его помазал. Если мы сейчас оттолкнемся просто теоретически. То есть Да. пророки, Почему? они помазывали людей, чтобы были царями. Скажи мне, Почему Мухаммад почему- это не сделал? Никого не Подожди. помазал. Он помазал, Аишу он помазал. Аиша? Да, он Аишу Да, размазал. народ 9 лет. Алзут тоже вазелином помазал. Его народ, да, его Не могу помазал. это. Его народ из Зута помазали, у них там такие штабеля были. Они на нем скакали. Что у него потом вышел хадис, что если муха залетит в одну точку и Это, вылетит. Леон, этому своему интернет-шейху вопрос задай. В каком образе приходил Джабраилович? Знаешь, что? Самом красивом мальчике на Куяне. И, кстати, его поймали, когда он выходил рано на рассвете от его жены. У пророка спросили, о, посланник Аллаха, это тоже Джабраилович? Да, тот самый Джабраилович, короче. Насиху делать пришел жене. Короче, обшиковый у нас был Джабраилович. Интересный Джабраил. Ну, дай прочитать, Леон, своему шейху интернету, кто он такой. Самый красивый мальчик на Куяне был. Что Мухаммад был первым космонавтом. Летал на Хочешь еще больше шокировать? лошади, которая с крыльями. Или ишаки, Понимаешь? я не понимаю. А как Я не Аиша понимаю. могла быть халифом? Вот кто ответит на этот вопрос? Не, вот Если ее Мухаммад помазал. все так примитивно, оказывается, Леон, здесь идет. Леон, Да. смотри, ты вот говоришь, что он именно душил его, правильно? Или я аж неправильно тебя услышал? Но он его там Да ногой... там, Леон говорит, это ваш пророк говорил. Что именно ему Можно- сзади можно я кто-то задам прижимал вопрос? душ. за горло взял, Извиняюсь. там душил, правильно? Вэй, можно я вам вопрос задам? Конечно. Скажите, пожалуйста, когда Мухаммед получал первое откровение, вот про этот случай вы говорите, когда его как бы душили и говорили «читай», а он говорил «я не умею читать». У меня вопрос, что он должен был прочитать? Ну, для начала именно душил вот такого понятия, как, знаете, сдавливание. Ну ладно, душение. все равно продушил. Что он должен Душил был такого прочитать? понятия там не было, жало есть. И он Окей, ощутил жало. как Что бы он должен был дискомфорт. прочитать? Ну, если брать по традиции, Что он он должен был должен был прочитать? читать, то
То есть он должен был Что? читать. Читать в арабском языке это не так, как в русском, что ты сел там книжку читаешь. Это не обязательно читать и говорить, именно произносить. А что там Как бы речь, говорится? как речитатив. Вот рэп, знаете, вот рэп читают. Окей, Есть же смотрите, такое. подождите Да. секундочку. Ну, Не-не-нет, читаю рэп, подождите, то есть подождите. можно Нет, так в нет, нет, русском нет, языке нет. сказать. Нет, нет. Смотрите, он ему говорит, читай. А он ему отвечает, я не умею читать. Можно, пожалуйста, минуточки, не Нет, удаляйте меня. можно я договорю? Просто Я с скажу, я не буду человеком, материть. я с Пусть он человеком ответит. разговариваю, можно я договорю? Вэй, скажите, пожалуйста, он говорит ему читай, а тот ему отвечает, я не умею читать. Так. Да, что он должен был читать? Что он не умеет читать? Вы не можете сказать, что это такое в переносном смысле, потому что там читать как рэп. Он же говорить Почему? умеет, Почему? правильно? Может, Потому что Давайте он же мы говорит, прочитаем этот аят. да Икра, подожди бисми ты, раббика аллази ёпрст, ты халяка. не Давайте влазь, прочитаем этот аят. не Давайте влазь, я прочитаем. разговариваю с человеком, не влазь. Третий лишний, здесь сейчас третий лишний. То есть, получается, он же говорить может, то есть повторить слова он мог. Если ему Джабрил что-то на ушко нашептывал, он повторить эти слова мог. Но суть в этом другая. Суть в том, что он говорит «читай», а ему отвечают «я не умею читать». А он говорит «читай», а он опять «я не умею читать». Так что он не мог Так. прочитать? Скажите, Ну, пожалуйста. вот я просто не совсем понимаю здесь логику. Смотрите, Как еще это раз не говорю. понимаете? Все Вот очень логично. мы на рэп-батле. Я говорю, человек читает. Ну, вот это плохой пример, я понимаю. Но дальше что говорит? Это Допустим, вообще не он может пример. быть вне контекста. Не, стоп, смотрите. Если у нас есть слово «читай», которое может быть в разных значениях, то, соответственно, когда к нему обращаются, он пытается понять контекст этого слова. И он спрашивает, что это, в каком контексте ты говоришь, что именно читать. А дальше он поясняет, что нет, это не имеется в виду именно читать. Нет, вы В знаете, вы смысле, как выглядите прочтение, сейчас? передать как некое Вы слово. выглядите сейчас как уж на сковородке. Вы пытаетесь выкрутиться из ситуации, и у вас очень плохо получается. Не, Очень почему? плохо. Ну, потому что вы действительно пытаетесь найти сейчас лазейку, а у вас не получается. Объясните, пожалуйста, что должен был прочитать Мухаммед? Не надо рэп-баттлы, это вообще полная чушь, и вообще не подходит ваш пример абсолютно, он нерелевантный. Что должен был прочитать Мухаммед? Ответьте мне, пожалуйста. Еще раз говорю, если смотрите в слово, у него нет только лишь одного значения, то тогда у нас сразу А что решается он не вопрос. мог прочитать? Он рэп не мог прочитать? Что он не мог прочитать? Ну, Могу ответить? Нет, Так, не можете, я разговариваю с другим Хорошо, человеком. хорошо. еще раз говорю, смотрите, если у нас есть некое слово, у которого есть разные значения, то та сторона должна понять это значение. Объясните Она мне, может задать пожалуйста, вот я вопрос. не понимаю, что должен был прочитать Мухаммед на тот момент? Это простой вопрос. Ну вот смотрите еще раз, вот вы согласны или не согласны с тем, что слово может иметь разные, например, толкования? Скажите разные мне, смыслы. какое значение имеет слово «читай» в контексте, который описан в вашем священном писании? Вот смотрите, в контекст, ну вот еще раз говорю, читая, это как раз-таки подразумевалось дальнейшее, что было передано, понимаете? Подождите, что вы вот пытаетесь уйти от ответа? Ну, здесь же конкретно простой вопрос поставлен. Что он должен был прочитать? Ответьте мне, пожалуйста. Ну, еще раз говорю, смотрите, Какое если там вот... слово? Вот возьмите, пожалуйста, Да. откройте этот аят, да, выделите это слово, да, читай, которое перевели, и Да. переведите мне его. Дайте мне перевод этого слова, а потом дайте мне перевод ответа. Он говорит, я не могу читать. Скажите, пожалуйста, что означает это слово и что он не может читать? Вопрос тяжелый. Очень тяжелый вопрос. Я знаю, там еще что-то за Бога было, что-то Моисею он сказал, я Бог твоих отцов, а Мухаммаду он сказал что-то другое. Пармат, Там Нет такого добрый день. подозрения, что Мухаммад шел в формат пещеру, знает. курил Как что-то он там, ответил? серьезно, такую травку. Не, он там сказал Время- что-то, я Бог там чего-то, я так не помню, Фархад Нет. знает, он говорил это. Он там не по-другому как-то говорит. Я сейчас пытался найти в гугле, не нашел.
Пармат, в то время траву курили? Колеса там, что-то такое было? Есть свои высокосортные с Йемена трава, которую жуют, а не курят. У них свои приколы. гад. Все, я понял. Гад. Да. Кстати, пока вот человек пытается найти ответ, скажите, пожалуйста, что вы думаете, немножко уйду от темы, о вчерашнем бое с Хамзата? Вы как чеченцы, мне просто интересно. Вы закончили свой диалог с Нет, девушкой? я жду ответа пока, вот у меня другой Нет, вопрос вы не уже по теме идете был. к каким-то боям, чеченцам и так далее. Мне, В чем мне это? интересно, я хочу услышать ответ у ребят. Вот они, Так я люди уверена, они занимаются, смотрели. смотрите, люди занимаются, чем они могут. Дальше. Вот, все, человек вернулся, наверное, с ответ. А нет, еще не вернулся. Дайте услышать. Пока он не нашел... Ну, бой сам неплохой. Стрикланд, как и говорил, наговорил много лишнего перед боем. Потом он извинился, короче. И Хамзат, на удивление, ну, он насчет до боя все, что говорил, там, Стрикланд, да, там, ну, как он сам, опять же, сказал после боя, доля правды в этом есть. И, ну, единственное, с Хамзата стороны я скажу, что он как профессионал отнесся к этому бою. То есть он близко к сердцу, все, что он говорил там, не дал эмоциям, короче, на личное, не перевел это как профессионал. Отработал, ну, за это, с моей стороны, можно сказать, уважение он заработал. А так, ну, Стрикланд, ну, чемпион. Я за него болел, если честно сказать. Мне понравился. Я почему-то была уверена, что Хамзат победит. Вот у меня какой-то прям... Вот я была уверена в этом. Я даже 1000% давала. А я был уверен, что Стрикланд победит. Было бы у меня, не знаю, $1 миллион поставил бы на Стрикланда. Говорят, люди очень много денег потеряли, вот, потому что ставили на Хамзата, и вот такой поворот. Хорошо, ребята, можно не будем уходить от темы? Это, сестра Яхутка, ты знаешь, проблема в чем? Даже если Хамзат выиграет все бои этой планеты, всех мужчин, он проиграл. Он раб. Ну, Он да. раб. Он еще плюс добровольно пошел в рабство. Вот это самое важное. Давайте мы обсудим... Покинул Швецию, где ему дали гражданство. Вэй вернулся. Где ему дали... С ответом. Смотрите, смысл слова Можно мне «икро», слово? вот это легко очень почитать. «Икро» — это не однозначный термин, то есть не однозначное слово, как, например, русское «читай», хотя Так, даже русское. скажите слово Там есть, еще раз. там есть вот «читать». Подождите, вы уже, пожалуйста, вы уже по кругу ходите. Вэй, скажи, пожалуйста, если у слова есть много значений, как определяется его данное значение? Вот мы с тобой разговариваем, допустим, я тебе что-то говорю, ты говоришь, что ты имеешь в виду, я тебе объясняю. Нет. То есть вот «икро» Определяется контекстом, сказано, не есть 4 надо там... смысла. Он не Слышишь? «икро» есть Не надо 4 там... смысла. Алло. Да. Не надо там усложнять. По контексту устанавливается значение в данном случае. Антитеррор, смотри, я тебе И говорю... тебе эта девушка, эта женщина говорит правильно. Там говорится, я не умею читать. Да, так. И в чем Что он не умеет читать? По контексту икра ты можешь понять, Ну, нет? «икро» есть 4 смысла, понимаешь, у слова. Вот в чем прикол. Я сейчас проверил. По контексту, какое ты... По контексту... пожалуйста, подожди. Дальше, антитеррор. По контексту, какое значение По будет в данном контексту? случае? Рэп По читать? контексту? Нет. Ну, смотри. Рэп читать, тебе она это тоже правильно сказала, но ты, не знаю, ты недостойно себя ведешь по кругу, ходишь, как будто дурку включил. Смотри, я же не оскорбляю вас тут, я не смеюсь над вами, смотри. Тебя никто не оскорбляет. Нет, секунду, ты не Недостойно веду в чем? упуск. В чем Еще недостойно? Я раз. пошел проверить, Еще чтобы раз. вас не запутывать. Еще раз. В чем здесь Ты недостойно? секунду
ты секунду не упускаешь, чтобы упрекнуть из этой группы людей. Как только у тебя ну, ты говоришь, появляется недостойно веду. А в возможность, чем я ты недостойно веду? упрекаешь, недостойно ведешь, как будто ты не понял, сочиняешь, сидишь, как будто рэп Да читает, нет, я бывает тебе же отвечаю, значение. я пытаюсь По понять, контексту, правильно что там ли будет, ответ. не умею читать, он говорит. Он что, не вдуплял, что у него спрашивает? Ну, конечно. Что он не говорит, что он не умеет читать? Что он не умеет Нет, читать? Армат, смотри, он говорит, ему говорят, читай. На арабском Ну, что языке мне Коран читать? правильно, Не умею который читать, ему так. принесли. Не умею читать. Зачем ты усложняешь? Ну, потому что, Армат, все сложнее, чем просто, понимаешь, вот. Что поверь, значит один все смысл. сложнее? У тебя говорится мубин на каждой странице, в каждой суре Корана, что эта книга ясное слово от Господа, ниспосланное вам как руководство, каждому человеку. так, Что так, значит, еще что есть там проблема. все сложно? По контексту, что он отвечает, я не умею читать тебе. Час один вопрос по кругу ходите. По контексту, что он не умеет читать? Ему говорят, смотри, читай. Он спрашивает, что мне читать, как я могу дать, я не умею читать. Он Дальше не ему спрашивает, Ну, ну. что мне читать. Что ты лжешь? Подожди. Он Можно я спрашивает, отвечу? он не спрашивает, он говорит, я не умею читать. Откуда ты взял, Не умею что читать. мне читать? Не Короче, умею я понял, балабол. Вот, смотри. Всем всего доброго, я извиняюсь, мне надо Очередной- идти. Всем всего очередной доброго. балабол. Я тебе помогу. И Я мира тебе вам помогу. всем. Давай мы будем Всего доброго. вдвоем кафедры. Четыре есть давай. смысла, из которых он говорит, то есть я не могу читать. Можно да. я отвечу на Он это? Он пытается сказал, понять. он дал ему читать Коран. А он говорит, я не умею читать Коран. Иди отдохни, пожалуйста. Ты возводишь навет на Аллаха, коверкаешь его аяты. Аллах в Коране говорит, кто несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха. Ты вообще Вот в своей именно. же религии никто. Поэтому Именно. давай иди, становись мусульманином, принимай ислам, шахаду прочитай. Есть шахада очень хорошая, ла иля илля ва ашхаду анна Натаньяху расулуллах. И возвращайся, поговорим. Это означает, что каждое чтение Корана начинается с именем Бога. Икра бисми роббика лази халяка. Переведите мне это слово. Что здесь непонятно, примат? Нафиг нам твой бред переводить. Там ясно написано, читай нам, а он говорит, я не умею. Знаю во имя Каждое чтение икра Корана, бисми раббика лази халак. каждое чтение Да. Во Корана имя начинается с Господа именем твоего. Бога. Да? Каждое Да. чтение И Корана что? Теперь начинается с вопрос идет, именем смотри. Бога. Антитеррор, ты говоришь, что Мухаммад не был грамотным, правильно? Второй этот кто? Подождите, это- второй кто? Те это Тима, я признают- понял. Второй кто вмешивается? Подожди. Не, я второй не знаю. Я. Маулен, я не знаю. Я После этого Маулен. все признают то, что Мухаммад Подожди, тогда, не саллаллаху алейхи вмешивайся. вассалям, был неграмотный. Это все признают. Дальше, вот из-за этого, то, что он был неграмотным, это чудеса Аллаха, то, что он специально сделал его неграмотным. Почему? Вот настоящий мусульманин. Вот. Что он Подожди. говорит, не умею читать? Подожди, дай мне 5 минут. Что Дай он мне договорить. отвечает, не умеет? Не надо проповедь читать, сразу отвечай. Аллах. Что в аяте он говорит, я не умею читать. Я Аллах. Ты можешь подождать? Отвечай. Нет, ты Я можешь не могу, перебивать отвечай, меня? воду лить не надо, проповедь Ты читать боишься, тоже что не ли? надо. Давай отвечай. Ты боишься? Что он антитеррор? отвечает? Тебя тоже Чтоб именно такие, как ты, не говорили Мухаммаду, что он И сочинил, еще раз, последний раз, смотри, даю тебе шанс. чтобы он не... Что Смотри. он... Я Аллах. Давай сразу подойдем к концу, не надо удалить. Я говорю, Что он антитеррор, отвечает, я не тебя умеет читать. прочитал, что ты будешь говорить. Это имеется в виду. Хорошо, Я тебе вы говорю. согласны слушать воду 5 минут все? Давайте послушаем. Давай прочитай нам исламскую проповедь. Смотри, антитеррор. Что там, Ты подожди, кто там? Подожди-ка. Я Вот Аллах. смотрите, логическая лингвистика, просто не надо никакие там исламы знать, религии знать. Спрашивают человека, говорят человеку, читай. Если он понимает, что надо читать, как мы понимаем книжку, он говорит, я не умею читать книжку. Если читай слово означает говори, то он говорит, я не умею говорить. Если ему сказали читай, и он понимает это слово как ходить, он должен говорить, я не умею ходить.
что означает слово «читай». Сначала выясните, и что он не умеет. То есть глагол этот что означает вообще? Что он? Вот это сделай. Я Он не... передал. Подожди, Вот подожди, посланник, подожди, Расуль. подожди, говорю. Вот смотри. Просто он говорит, сделай то-то. Он говорит, я не умею делать то-то. Вот что именно он говорит ему сделать и что он не умеет делать. Вот и все. Прекрасно подошел к этому, молодец, прям Он прекрасно. еще и говорит, моя ума неграмотная, прикинь. Значит, еще другие То есть, тоже могут. если ему говорят передавай, вот если говорит означает, передавай, что вот еще, если он не может передавать. Извините, что перебил. С именем Бога. Извините, что перебил, он еще там добавляет. Это означает, что каждый судный день знает скажут, именем Бога. где община неграмотных и пророк неграмотный. Что Фулейт употреблял, Теперь по-моему. Антитеррор. Мы А община, что ты не под- умеющая антитеррор? читать и писать. Антитеррор. А что ты подразумеваешь к слову неграмотный? Скажи мне, пожалуйста. Я хочу очень понять, как ты это понимаешь. Слово. Ты же по-другому все понимаешь в этом мире. Не. Просто ответь, что он отвечает, не умею читать в контексте. Скажи, Что он вообще не умеет читать, это означает. Нет, тебе Надо, ответь на этот вопрос. Скажи, Коран Куран. с именем Бога. Слышишь, я тебе подсказываю. Давай. Скажи Куран Ты или ответишь Мечеть. на этот вопрос. Леон, помолчи, Да. пожалуйста. Я тебе подсказываю. Дайте мне ответить. Вы же не даете мне ответить. Я вам еще раз говорю, чтобы такие, как... Отвечай, давай. Я вам еще Не раз надо говорю. на личность переходить. Что он Мухаммад- имеет в виду в контексте, не Мухаммад- умею читать? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был неграмотным человеком. Ты проповедь читаешь? Почему он был неграмотным? Потому что, чтобы такие, как вы, в дальнейшем будущем, не говорили, что он сочинил Коран сам. Понимаете? А то, что он говорит, читай... Не, мы не об этом спрашиваем. Так я тебе... Ты же говоришь контекст. Вот тебе весь контекст. Мы спрашиваем в Нет, то, что ты контексте вырываешь данного контекст, это аята. другое. Нет, смотри. Нет, ты, такие, как вы, где там вообще в аяте такое сказано? Ты напридумал? Ну, хорошо, опять навет следующий, возвел на Аллаха. Но теперь возвращайся к вопросу. В контексте данного аята. Икра бисми раббика лази халак. Что он отвечает? Я не умею. Икра. Что? Ты же сам сейчас говоришь же, что он должен начать читать с именем Бога. И каждое чтение Ты Корана можешь начинает... подождать, или тебе надо спустить, я не знаю. Ты не вмешиваешься, сейчас он закончит, поговорим. Ты же не даешь мне вообще говорить. Убегаешь от контекста слов. Тебе общего. вопрос задали, вопрос отвечай. Ты не можешь время мне не трать задавать зря. вопрос. То, что ты хочешь. Понимаешь? Или нет? Как я понял, ответа от тебя Нет, мы не ответа есть. дождемся. Ответа есть. Навет, Скажи мне, навет. ты все равно... Я его спускаю. Подожди, дай секундочку. Смотри, как ты все равно быстрее нал. Ты сказал, потому что он неграмотный, чтобы мне сказали, что он придумал. Получается, он не пророк, он не Контексте посланник. слов всего. Подожди, получается, он не посланник, потому что посланник должен писать и читать. Мало того, он говорит, что моя ума, она неграмотная. То есть он не может не проверить, его писари тоже неграмотные, это раз. А если он не может писать и передавать информацию, такой и не посланник, и не пророк. Понимаешь? Ты сейчас себе яйца отрезал. Еще добавлю, где я спрашиваю вот человека, где он взял, где написано в аяте, что он не умеет читать и писать. Покажи аят, где он не умеет читать написано. Каждый пророк пророчествовал. Мы идем играть сегодня, да? Роман, Понимал, за что он попался на капкан, блин. Я что, тебе ну, еще раз говорю, Леон. Конечно же, я уже играю, Ваш если пророк, что. вашего Каждый пророк Я пророчествовал или нет? Вашего пророка вызвали на ковер евреи. Пророчество Спросили,
Спросили пророка, так называемого Ашуа. Ты знаешь будущее. На что он ответил? Будущее. Будущее знает только лишь Аллах. Я всего лишь почтальон Печкин по имени Муха Грибоедов. Не-не-не, почтальон Печкин это твой отец, хорошо? Алло, Расул Аллах и почтальон посланный. Будешь оскорблять, я в 3 раза больше тебя буду оскорблять. Ты меня понял? Алло, тебе меня оскорбить ты не сможешь меня. Я могу тебя вот так опущенным сделать. Смотри, как я умею. Давай, сделай, гандон ты ебаный. Нет, твой Аллах даже не может, понимаешь? Я могу. Подождите. О, видел? Подождите. Видел? Опущенным сделал. Ну, подожди, он на 70 лет, короче, от рая отдалился, сквернословить начал сразу. Подорвался. Да еще плюс он за Аллаха отвечает, там, получается. Парват, где, в каком аяте сказано, что пророк не умел читать и писать? Где это написано? Ну, он там же дальше. Я этот суру не помню там. Я читал, Можно я отвечу, да? Это первые аяты, короче, читай. Там не написано, что он не умеет читать. Там, знаешь, как написано? Там написано, что он не читал, то есть именно не читал предыдущие писания. То есть там не написано, что он не умел читать, а написано, что он не читал предыдущие писания. Не надо лгать здесь. Так, можно я отвечу, да? Пожалуйста. Посмотрите на арабском, как там икра читать это. Икра это получается читать. Это получается читать, декламировать, то бишь пересказывать. Смотрите, можно я скажу быстренько? Ему говорят то, что читай, он говорит, я не могу читать. То бишь он не умеет, он не может пересказывать, он был неграмотный. Если сейчас неграмотного человека попросить читай, ну или перескажи что-то, он скажет, я не могу пересказать, потому что он неграмотный. По-моему, Zero был у тебя ник. Ты путаешь это со словом умми, типа, где он в другом месте говорит неграмотный, там, то есть не люди писания. А там в аяте, по-моему, там я не умею, ну, там в арабском надо посмотреть, что написано. Если икра сказано, то читать не умею. Если мне скажут, перескажи что-нибудь очень важное, мне, например, я скажу, я не могу, пересказать. Ты сейчас пытаешься выйти из ситуации. Нет, я не пытаюсь. Икра, подождите, Фаиз, подождите. Смотрите, на иврите, да, языки, да, они как бы чуть-чуть похожи, да, моментами особенно. На иврите слово читать будет ликро, окей? Или они карат, да, я читаю. Вообще, сама глагол слова ликро, да, очень созвучный со словом икра. Да, то есть практически одно и то же слово. Окей, и пытаться вывести это на уровень того, что оно имеет очень много значений, это полный бред. Потому что слово «ликро» или «икра» означает читать, хорошо, декламировать, как вы сказали, неважно. Да. То есть если я сейчас, вот вы, Архангел Джабраил, да, вы ко мне подходите и говорите «икра», да, декламируй или читай. И я вам отвечаю, я не могу читать, я не неграмотная, я не могу читать. Я не могу декламировать, пересказать, это что-то важное. Подождите, значит, вы хотите мне сказать, что... Сейчас, Леня, подожди, дай я мысль это и закончу. хочу сказать, да. Вы хотите сказать, что он не мог пересказывать, да? То есть он был настолько немощным, настолько необразованным, что он даже какой-то аят, да, из одной строчки или двух не мог пересказать? Вы на это намекаете? Ну, откуда вы знаете то, что там одна строчка или две строчки? Откуда вы знаете, что он имел в виду слово «декламировать», а не «читать»? Потому что это так в словаре переводится. В каком? Так в словаре переводится «читать» тоже. Я прочитаю текст. Да, читать. Но вы же согласны, что арабский язык, он очень богатый? Нет, я не согласна. Я согласна, что это очень скудный язык, на самом деле. Это имеет много значений, вы можете сами проверить. Все, тихо, подождите, послушайте, я сейчас включаю, да и буду играть, слушайте. Перечитай мне заново текст. Перечитай мне заново...
как может быть у людей, которые не могут писать и читать, не умеют Твой богатый текст язык? почти точный. Это классический хадис из Сахих Аль-Бухари номер 3 от Аиши, да будет доволен ею Аллах. Точная арабская фраза пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Ма ана бикари». «Ма ана бикари». В большинстве русских переводов это передается именно как «я не умею читать» или «я не чтец». Это же событие есть и в других местах у Бухари, например, 4.05.300, и в Сахих Муслим. В самом Коране эпизода нет, только слова, что он был умми, неграмотный. Хочешь, могу дать более дословный перевод всей Прочитай мне этой полностью части все хадиса. тексты. Смотрите, даже вот сейчас ты очень хороший ответ дал, потому что, например, если мне скажут «пой», я скажу «я не умею петь». Или, например, он скажет, что «читай», я скажу «я не Ты чтец». что, не понимаешь, Или скажет если он не «перескажи», может читать, я не могу пересказать. Джимми, себе когда ногу ему стреляешь. сказали, Джимми, Почему стой, много? Это и спел. есть ответ. Это и я есть тебе ответ. объясняю. Логическое понятие ответа. Если он не может перечитать и не может объяснить, он не пророк, он не посланец, он никто. Он поц, понял? Он просто никто. Почему ты так решил? Ну, С потому чего что ты так решил? если он Человек не может неграмотный. пересказать, если он не может пересказать, что ему сказали, и прочитать, и передать, да, даже запомнить, он никто, он не посланник. Он Но не, мы же согласны, он не не у посланник, всех он не пророк. людей. Мы согласны, Ну, то, что не у так всех кто же людей, передавал? например, есть Подожди, а кто какие-нибудь же передавал? качества некоторые, да, например. Я вот, Секунду. например, тоже не могу что-то пересказать, декламировать, Ты не- или я ну, так, сам значит, по ты не- себе не чтец. Ну, Я то, значит, сам по ты не себе не чтец, чтец. правильно? Значит, У значит, меня ты не нету чтец. этого качества. Ты сам Он также подтверждаешь мои ответил, слова. что у меня нету этого Правильно, качества. красавчик. Включи мы логику. Значит, как я тебе сказал, значит, ты не чтец. Значит, он не посланник. Значит, он не пророк. Потому что пророк, он передает. Он послание от Творца. Или, как ты говоришь, посланник, он должен что-то передать. А если он не может передать, так он не посланник, он поц. Все. Но по итогу он передал потом же. Передавал же все это. Так, Коран если он же не может передал. передать, Это слово Всевышнего. Он так же если передал. Подожди, а откуда ты знаешь, что он передал? Давай откуда? Где, как? Но Если он не Коран же может передать, существует. Коран же он же существует. сказал, а кто написал Коран? Он сказал, что он не может передавать. Но по итогу он передавал потом же. Коран же Откуда ты знаешь, существует что у он нас. передавал? Как передавал Откуда он? что Как он он кто еще передавал? тогда Если он передал? читать не Кто умел, тогда Вот еще? писать мы не умел. спрашиваем. Вот мы классный вопрос. Молодец. Вот тут уже подходим к истине. Вот видишь? Начинает включаться логика. Думайте, я пошел пока поиграть, это... Включайте логику немножечко, чуть-чуть. Ну вы Да, тоже вот, включите тогда. Фаиз, вот смотрите. Ты вы просто сам на говорите- свой вопрос ответил. Фаиз, подождите, не спешите, успокойтесь. Все хорошо, от этого ваша жизнь не зависит в любом случае. Смотрите, если он говорит, что я не могу читать, да, или, как вы говорите, декламировать, или передавать, то есть он вообще ничего не может. Скажите мне, пожалуйста, в какой момент его эти знания посещают, он становится образованным, он становится человеком, который может читать, может передавать. Возможно, он становится каким-то большим оратором. Расскажите, когда это происходит, в какой момент? Он никогда не читал, он никогда не писал. То есть он никогда не получил эти пророческой знания. Подождите, он никогда не получил эти знания. Он всегда Он был такой- немощным, необразованным, человеком, который не умеет читать, человеком, который не умеет передавать. Тогда скажите, пожалуйста, каким Виталий. образом он передал вам все то, что вы называете священным Из писанием? чего вы взяли передать? Там четко Подождите, это написано. уже другой вопрос. Но мы, Ну, мы же получили ответ. Нет, мы не получили ответ. Ответ Почему? не получили, потому что вы не Вы дали меняете ответ. тему, Потому вы что меняете потому тему. что вы Прочитать да потому что вы льете воду, очень много воды, и ходите, как сказал Пармат, по кругу. Есть- Да, вы не если- дали ответа. Ответа на Можно этот я вопрос дам? нет. Нет, я Можно сейчас я закончу. Я закончу, потом дадите. Окей, ответа на этот вопрос нет и никогда не будет. Поэтому я считаю, что эту тему уже стоит закрыть и последовать на следующую тему. Если вы говорите, что у Можно вас я есть священное откровение, Можно да, я священное отвечу? писание, каким образом вы его получили, если он не Не, мог ни читать, можно ни я передавать, ни отвечу? декламировать?
Можно я отвечу? Там написано в аяте «Икро, бисми, робика». Имеется в виду то, что каждое дело и чтение начинается с именем Бога, сотворившего все сущное. И каждый мусульманин в своей сунне, когда что-то начинает, он должен начинать свое дело с именем Бога. Это вообще, в принципе, не отвечает ни на один поставленный вопрос. Ради Бога, начинайте как хотите, с имени Бога или с имени Зевса. Не имеет Сам аят значения. же так начинается же. Это не имеет значения. Скажите, пожалуйста, не имеет. Скажите, пожалуйста, как вы получили откровение, если посланник, которого вы называете Мухаммедом, не мог ни читать, ни передавать, ни декламировать? Откровение мы... Промат, я зашел. А как найти тебя? Алло, всех приветствую, в общем говоря. Меня слышно, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ой. Их заходят и занимают, садятся за место Аллаха и начинают что-то рассказывать. Каждый тут. Вот еще раз всех приветствую. Да, я вас послушаю, потом мне надо уходить уже. А вы иудейка, да, получается? Да, получается так. А вот вы читали хоть раз Талмуд? Скажите, пожалуйста, вы сейчас, пытаясь не ответить на вопросы, которые были поставлены, переключиться на Талмуд? А, у нас вопросы Скажите были? мне, пожалуйста. Давайте, да. Вот вы же тут сидели, я же видела, вы писали, поднимите. Вас подняли, у вас есть ответы, на которые были заданы? Или вы хотите уйти от ответов и переключиться на другое писание, лишь бы не отвечать? Ладно, хорошо, давайте это обсудим. Вы можете свой вопрос так коротко задать, чтобы я, Вопросы уже были заданы достаточно коротко, и миллион раз их обсосали, но ответа не дали. Хорошо. Скажите, пожалуйста, если, как его зовут, Джабраил, да, говорит Мухаммеду, читай, а тот отвечает, я не умею читать, окей? Что он должен был прочитать? Он должен был прочитать Откровение, Коран должен был прочитать. Какое откровение? Было написано книга какая-то, свиток, может быть, что он должен был прочитать? Нет, свитка не было. Потому что, как вам Так уже что он должен объясняли... был читать? Но что должен был прочитать? Откровение Какое должен был откровение? прочитать. Оно где было написано? На стене, на камне, на земле? Где оно было написано? Джибриль, алейхиссалям, имел в виду, чтобы он прочитал божественное откровение. Посланник Аллаха, саллаллаху Где алейхи оно? вассалям, Что можно? Если ты что-то читаешь, это что-то должно где-то быть написано. ну, потому что, как вам уже объяснили, что икра означает декламировать. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, должен пересказать что-то. Хорошо. Он говорит, Что пересказать он должен был? он говорит, что я не умею читать во всех смыслах, что я не умею Скажите, читать. пожалуйста, то есть, подождите, вот вы опять повторяете, делаете ту же самую ошибку, что делали вот ребята до вас. Окей, если вот в контексте предложения написано «читай», окей, «икра». «Икра» означает «читай». И не пытайтесь как-то выкарабкаться из этой ситуации, потому что это означает «читай». И он отвечает на слово «икра», «я не умею читать». То есть если бы это означало декламировать и имело смысл декламировать, он бы ответил, я не умею декламировать. Или он сказал, я не умею ходить. Или он сказал, я не умею летать. Он отвечает на вопрос так, как вопрос этот был задан. А вопрос был задан, читай. То есть не вопрос, а как бы восклицание, да? Читай, ему говорят. А он говорит, я читать не умею. Окей, теперь это первое. Второе, что должен был читать человек? Да, у него должно было быть что-то написано. На бумажке, на листике, на камне выбито, на стене нацарапано. Что он должен был прочитать? Я опять повторяю, что он должен был прочитать Божественное откровение, которое он не мог прочитать по причине того, что он не знал никаких... Где оно было написано? Он не знал, да, тебе говорить, да, по-братски? Подождать, Промат. Где оно было написано? Потому что он ничего заранее никогда не учил и не заучил. И он всех Где смыслов... оно было женщина, написано? иудаизм, все, тихо, можно сказать, пожалуйста. Где оно было написано? Скажите, пожалуйста. Не было написано, откровение. потому что я вам объясняю, потому что слово «икра» означает декламировать и читать. Есть несколько Хорошо, то есть- сразу Также предупреждаю, Аллах в с Коране этим упоминает это слово в бесполезно говорить вообще. Он То не есть- понимает. То есть я поняла же. То есть ты хочешь сказать, что он был настолько немощный, настолько Кто немощный? глупый человек, ну, твой пророк, что он не мог
повторить 3 слова, да, если декламировать ему, как ты говоришь, декламируй, повтори за мной, а он говорит, я повторять не умею. Он 3 слова повторить не мог? Какие 3 слова, не понял? Ну вот первые аяты, которые ему вот были якобы внушались, да, или там написаны были, выбиты, я не знаю. И если ты отрицаешь слово «читай», а настаиваешь на слове «декламировать», окей, то твой пророк не мог 3 слова повторить. Ну, потому что он никогда не заучил ничего наизусть. Да при чем здесь заучивать, если я тебе скажу сейчас, Потому что он был повтори неграмотным. Подожди секундочку. Во Да, всех ты смыслах. сейчас ерунду говоришь. Вот я тебе, это вы ерунду говорите, сейчас, алло. вот я тебе, подождите, я тебе, Привет. подожди, да, секундочку, закончу мысль Дальше. быстро. Вот, закончу быстро. Смотри, вот я тебе сейчас говорю, да, повтори за мной. Меня зовут Вася, мне 16 лет. Например, да, я тебе говорю, повтори за мной. Ты не можешь повторить, меня зовут Вася, мне 16 лет? Можешь или нет? Не, потому что Джибрил, он изначально откровение не сказал своего. Он не сказал, Ты «Икра, можешь, бисмиллахи рахмани рахим». ну ты же ерунду сейчас несешь. Вот Ну ты вы же сам ерунду себе в несете, ногу, алло, ну ты женщина, сам вы не себе можете в понять, что... ногу, Подождите, ну вы не ты можете сам понять, что себе в значение ногу слова «икра». стреляешь. Значение Ты слова себе, «икра». ты только что сказал значение слова декламировать. Да, Ты только что декламировать, сам верно. сказал. Ты не хочешь принимать слово читай. Ты настаиваешь на слове декламировать. Тогда Ну. он должен был повторить, да, какое-то предложение или 2. Просто повторить 2 слова. Он не смог. Он настолько немощный, что он повторить не мог. У него что, амнезия какая-то, Нет. или деменция какая-то Не, вы была у неправильно него. понимаете, я вам Ему могу сказали- сказать? Не, в смысле неправильно я понимаю. Потому Но что это насколько Джибрил- нужно быть дебилом? Что тут неправильно понимается? Да Смотрите. насколько нужно быть дебилом, чтобы здесь что-то неправильно понять? Все, вы закончили, да? Смотрите, Джибриль, он не произносил, он не внушал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он не Ара, внушал, он не читал. Бичо, слушай, смотри, у меня есть вот сын, да, ему 3 года, да, вот мой сын Рюрик, да. Я ему скажи вот так и так, да. Но он, он живет со своей матерью, я живу один, да. И, как понятно, да, он говорит на датском, на норвежском и на английском языке, да, вот пацану 3 года. И когда я встречаюсь со своим сыном, я с ним стараюсь его учить на чеченском языке что-то сказать. Я ему говорю, произноси, скажи вот это слово. Он это произносит. Я ему говорю, скажи вот такое слово, учу его по слогам. То есть твой пророк настолько тупой, что вот в отличие от моего сына, 3-летнего, да, взрослый 40-летний не мог повторять за ним. Ты сказал это, он декларировал. Сначала ты сказал это читать. Я не говорил, читай. Хорошо, все, я могу сказать. Все, я понял твой Слушай посыл. сюда, Так, подожди. я подожди. извиняюсь, я должна Подождите. уходить. Хорошего стрима вам, ребята. Хорошо, Ливия, давай, берегись, давай, пока. Смотри, в отличие от моего сына, от чем тут отличие от моего сын? сына, слушай сюда, бля, я тебе говорю. Мой Можно сын ответить Рюрик... на этот вопрос? Саранча. Подожди, ёбаный рот, блядь. Мой Это сын что, Рюрик... чеченские адабы, да, походу? Слушай, не твое дело, это мой собственный адат. Закрой свой рот. А, твой собственный, да? Ты создал Мой его. собственный. Закрой рот, или я тебе нахуй... Можно, да, ответить на этот вопрос? Нет, не можно, я сейчас разговариваю. Мой сын Рюрик, ему 3 года. Этот пацан, он разговаривает на нескольких языках, но на чеченском он не ерунду не говори, разговаривает. да, подожди, дай Давай ответить иди на вопрос. нахуй отсюда. Очередной петушок улетел петушатник. А теперь слушать будете нахуй. Теперь слушай сюда. Чтоб ты не, если не хочешь, чтобы я тебя выкинул. Если ты хочешь нормально разговаривать, слушай внимательно. Моему сыну 3 года. Я ему говорю, повторяй, скажи это, то и все, то другое. Мой сын не знает чеченского языка. Опять повторяю, так как я развод уже несколько лет, живу отдельно и редко встречаюсь, но он может повторить. Твой пророк 40-летний не мог повторить то, что ему говорят. Элементарно с ним разговаривать на арабском языке. Слушай сюда, не смей разговаривать. На арабском языке, на его родном, мать его, языке. Мой сын, который не умеет на чеченском говорить, он сразу начинает это повторять. Как так получилось, что твоему 40-летнему пророку, блядь,
не мог на родном языке просто элементарно за ним повторить «Икро бисми роббика лази халак аль инсана бил алак». Короче, забыл я это. Короче, я 30% раньше знал Коран наизусть. Как твой пророк не мог знать? Он что, блядь, тупой, что ли? Что, вы Как закончили, у него ум, блядь, хуже, чем у моего ребенка, не развитый, что ли? Пожалуйста, не материтесь, Неокортекс до дети. сих пор не развился, что? Ты до тебя не доходит, что ли? Ладно, вы Вот закончили, почему, вы закончили? слушай сюда, вот что бывает, когда сношаешься с ослами. Все, он закончил, да, я как понял? Теперь я могу отвечать. Кто мне нахуй выключает микрофон? Не материтесь, пожалуйста, тут дети смотрят. Слушай, детям тут делать нечего, запрещено сидеть. Кексан, скажем, успокоиться, О, да, правильно нормально. было. Теперь я отвечаю. Нормально, Опять же, нормально. Мож вазудри буду, а шварт айши бу, гюржи бу, зулхой бу, царах тардел, дуэр дацой. я могу уже ответить на это высказывание? Не понял, кто выкинул его? Кто по кайфу выкинул уже есть. В общем, я могу отвечать, я думаю. Ты на его вопросы нормально отвечай. Если ты нормально скажешь, то я нормально пойму буду. Хорошо, смотрите, вот Крикс равен, вы путаете. Теперь я буду сейчас спокойно говорить, потом поднимешься, скажешь. У этого пророка даже ума нету повторить, в отличие от моего малолетнего сына. Вы можете представить? На его родном языке, который он каждый день говорит на этом языке. Ему просто сказали, прочитай. Этот суру, я когда был маленьким, я его выучил, хотя я не владел арабским языком. Уже просто сидел там за пару минут, сел. Ой, бисмалш дух татнанс амен дух сун ламазда. Это я диш я душ сак дикият ирамен даст тонанс халар душ эст я душ. Има дуй до тяр алаца ихний пророк не мог вообще повторить хотя бы. Читать, уже аллак дал тяр алаца аукон язеца аукон. Это урмя уечляча битил вахи чит олш да язеца аукон придуркан. Хедаром, дицердац. Не, вот что самое интересное, представь себе, ладно, он был пророком ихним, они избрали его как пророком, как лидером. Представьте себе, они говорят, что они наилучшие из людей там когда-либо вжившие. Представь себе, это не я пересказываю, это не я говорю, это из их источников рассказывается, как он залезал на дом, там делал, там идет сразу на месте делал, там 148 хадис Буари на улице срал, 155 хадис на крыше родственников жены срал. Короче, маньяк какой-то. Одевался с одежду своей жены, да, как уже представляю, Кончита Вурст, да. Это не я говорю, это ваши источники мусульманские. Но я что хочу сказать... Можно узнать, что вы евреев не осуждаете за то, что они... Подожди, это, ислам это и есть иудаизм. Я вот говорю вам. Что вы не осуждаете? Я и сейчас говорю, ислам это иудаизм, Мухаммад был евреем. Нет, что ты не осуждаешь тогда евреев на то, что они делают? Слушай, кого хочу, того осуждаю. Не твое нахрен дело. Брови там. Представьте себе, вот такой чувак, да? Сейчас, минуточку, гость, здравствуйте, приветствую тебя. Гама Джоба. Я не знаю, забыл уже, как на вашем здороваться. Все равно приветствую. Машвол, да, Машвол ваша. Да, Машвол ваша. Я что хочу сказать? Вы представляете себе, этих людей хотят преподнести как лучших людей. Ладно, представь себе дикарей, которые учатся за Мухаммадом, как он это делает. Вы можете представить, насколько вот вообще вот были такие вот аборигены, вот эти люди, которые за ним последовали? Хадис, помни, когда одного, как мы прикалываемся сейчас, одного кто-то прикольнуть решил и спросил, неужели вас посланник Аллаха учил очищению даже после большой нужды? Тот встал и, да, конечно, и начал рассказывать, придурок, короче. Он даже нам говорил не поворачиваться ни спиной, ни лицом к Каабе и использует меньше 3 камней.
как потираться камнями. Представляешь, вот так ходили. Вот представь себе, какой должен быть тот народ, который следовал за ним и смотрели, даже не знали, как в туалет пойти. Хотя там были отдельные народности, как я понял, там были изутта тоже, которые вот такими с длинными там огурцами, там, ну, мы знаем эту историю, там были разные люди, там разные народности, вот каждый, ну, как убегал, да, каторжники там, да, кто убегал там с темницы и так далее, туда прибегали, как мы поняли, да, разные народности там были, но сами курайшиты, которые там были, да, ну, из их истории смотришь, они благородные. Самое позорное, знаешь что? Сейчас они вот типа кафиров из-за того, что они бумагой потеряются, считают грязными свиньями. Понимаешь ли? А свой пророк бы камнями вот это место, короче, ты представляешь, какой ужас там? Леон. Да, и представьте, Англии один проповедник, который сбежал с своей исламской страны. Кстати, вчера вот этот боец, который дрался против этого Аллах Акбер там, да, на UFC, ему все сказал правильно. Единственное, одно он не сказал правильно. Он сказал, это чеченцы надо было сказать там, либо чеченцы мусульмане, либо вообще нохчу мусульмане, да, потому что как-то вот так было бы правильно, если бы он ислам тоже использовал, да, там. Вот это было неправильно, надо было сказать. Ну так он, да, он сказал, этому твоя религия учит, то и все, да. Походу парень не знает, что не все чеченцы нахи там являются не мусульманами. Что хочу сказать, он тоже даже намекнул то, что я говорю, попросил помощь, убежал от этого диктатора, потом прибежал, да. И вот этот мудила, который в Англии сидит, рассказывает, мы приехали сюда с миссией, потому что эти люди, европейцы, они невежественные. И вот сидит молодежь, тоже приезжие, да, там видно, по лицам вот это кучерявые все такие, да, там с имбридингами и все такое, там прибамбасами сидят вот эта молодежь. Им рассказывают, знаете, в чем их это самое невежество? Они пользуются туалетной бумагой. Серьезно, он рассказывает это, что невежествами являются европейцы, кефиры, за то, что они пользуются туалетной бумагой. Блин, я не знаю, при шумерском цивилизации уже найдена археология, что уже было мыло. Люди во время шумерской цивилизации используют мыло. Я не знаю, да, у нас там тоже бани есть люди. даже, бани есть, Римская империя, Мухаммед проекта даже нет, бани общественные, туалеты есть. Не, христиане в средневековье даже не мылись еще. Они не мылись даже. Я говорю, для меня христианство, ислам, иудаизм, это для меня одно и то же, секта от иудейства. А атеизм как? Но скажу про язычников, которые купались и мылись. Да? Язычники, они палцам поклонялись, члену поклонялись язычники. Смотри. Я вот, допустим, то, что ты говоришь, так будет, да? Вот то, так что и есть. Да, сегодня вы дырки Аллаха поклоняетесь. Вы дырки Аллаха поклоняетесь. Король, дайте ответить. Он мне говорит, дайте мне ему ответить. Он мне такой говорит, дайте мне ему ответить. Я же одно язычник. слово скажу ему, одно слово скажу. Хорошо. Язычник это ты, язычник это ты. Я язычник. Я просто члену не поклоняюсь, как это делали язычники. Я ему говорю. Я говорю, что я язычник. И тут, но он, я что, слушай сюда, чувак. Хиджра, да, переселенный у нас, переселеныш. Лучше я буду поклоняться вот построенному, да, допустим, как ты есть, хотя такого нету, своему вот нашему национальному вот этому фалусу, чем ты поклоняться арабской, да, вот этот вагине, понимаешь, и туда голос сувать, откуда ты вылетел, это святая щель Аллаха. Это святая щель Аллаха. Я пускай буду делать так, вот свое национальное, по своей вере. Чем ты, как ты суешь вот эту черную промежность, да, вот это женский вагинай там, как говорил Барат Сагдигдай. Я лучше вот это буду делать, хотя мы этого не делаем. Кстати, еще хотел сказать, был один мудак из Бельгии, Али Алиев. Он заходил сам на жаюрта, да, там,
гордый такой националист, там, плюс любитель ислама, да, там, родственник министра связи этого самого, тоже Алиева, который был в этом, при Ичкерии. И этот Алиев все, короче, ну, мудаки одним словом, что этот, что его брат, короче говоря. И он говорит, у этих язычников горских, вот этих утымкалинских, у них, знаете что, мы принесли им ислам. И вот чем они занимались? Вот в тот момент, когда мы были мусульманами, да, на нашей территории Ичкерия, Ичкерия, чтобы вы знали, это территория Нохчумакоевская, не вся Чечня. Нохчумакоевцы это и есть ичкерийцы. Это исторический факт, это до сих пор есть, даже в Википедии можно найти. Не вся Чечня является Ичкерией. Нохчумакоевцы это ичкерийцы. И он говорит, мы ичкерийцы там, в тот момент, когда это самое жили по исламу, а это язычники, где его предки происходят, в этом Калининском районе, у них там праздники были, они там дурдалит делали, там лозер делают, и женщин типа хватает, да? Вот грузин знает по-любому, где в этом Калининский район. Мы с вами недалеко, по соседству, кстати. Я оттуда, кстати, родом. Да, брат. И вот он рассказывает, мы были мусульманами, представьте, эти язычники занимались тем, что выключали там свет, не знаю, откуда в те времена электрический свет, и что типа мы женщинами там занимались вот это, ну, непристойным, да, рассказывает этот гнида. Я вот ему говорю, слушай, я говорю, слушай тот факт, что рассказывал Шамиль Маликов, что чтобы избежать харама, чтобы женщинами салам алейкум не делать, да, что они с ослами сношались. Я ему говорю, лучше всего, чем вы, которые из Дагестана стали сюлей, приносили нам сюда, на моим предкам, этот ислам ваш, пускай допустим, что мы были сношались с женщинами, но лучше, чем вы, которые сношались там с мальчиками, там, с ослами, как вы мусульмане утверждаете. Вы же говорите про иман ислам. Возьмем Пакистан, да? Пакистан в мире считается на первом месте самым сильным иманом. Место по населению среди мусульман стран. И вы не поверите, сами пакистанцы говорят, что они 80%, что они это заднеприводные муджахиды, кто активный, что пассивный, а оставшиеся 20% это бисексуалы. Вот что бывает, когда иман возвышается. Понимаете ли? Это везде бывает. Когда женщин нельзя смотреть, ты смотришь на осла, ты смотришь на мальчика, это тебя обуждает. Понимаешь ли? Все, закончил. Брат, знаешь, что я хочу сказать? Одно слово скажу, ребята, и все, замолчу. Там говорят, что вот пророк ходил с бородой, и мы тоже поэтому ходим с бородой. Пророк тоже на верблюде ходил. Почему тогда ты на машине ходишь? Зачем тебе машина? Купи верблюду и ходи тогда вот так, если ты истинный мусульманин. Вот и все. Вот это я хотел сказать. А самое главное я забыл. Мухаммед сказал, что Ленин был шахидом. Шахидом был Ленин. Можно да сказать? Да, говорите. Извините, спасибо. То, что я там оскорбил, наверное, кого. Слышно, да, меня? Я извиняюсь, если я кого-то оскорбил. Вот, и там про сына кто-то что-то говорил. Вот. Я извиняюсь насчет этого. Вот, у меня этот простой такой вопрос был. Простой вопрос такой был. Вот чеченцы, когда ислам приняли, когда они были язычниками, у меня такой вопрос, без лишних вот этих, на самом деле, хочу от души спросить. Вот, они испугались, приняли ислам? Или они сами по доброй воле приняли ислам? И из этого истекает два вопроса. То есть, если они
мужчинами, да, или они, допустим, были глупыми, продолжение. Их история, для меня история, чтобы учиться на нем и быть лучше и развиваться, понимаешь ли? Согласен, согласен. Допустим, понимаешь, о чем Да-да. я? Да, Вы, я вы понимаю. тот народ, послушай сюда, вы, мусульмане, тот народ, который застряли в 7 веке, там буксуете, дальше никуда не продвигаетесь, и никогда в жизни вы не продвинетесь. И тем более, если вы даже захотите продвинуться, такой как я, мы вам будем мешать, будем ставить вам подножки. Любому, Вообще нет кто бы ни проблем, был. вообще нет Слушай, с этим не проблем. только мусульманам, вот, Ага. слушай, не только мусульманам, любой идеологии, да, такой как я, анархисты, такие как я, бунтари там, да, революционеры, они всегда будут, понимаешь ли? Согласен. А вы Согласен. вместо того, чтобы развиваться, останетесь Да. в этом 7 веке, 2000 веке с этим крестом, там кто-то там 5000 Я с лет этим назад не с спорю, этим честно. Яхова, понимаешь ли? Или Да, кто-то я там понимаю с тебя, о Буддой. чем ты говоришь. Понимаешь, о чем я? Конечно, я Вы понимаю всегда будете прекрасно, о чем ты. застрявшиеся Вот смотри. именно из-за того, что... Подожди. Послушай сюда, слушай. Слушай, История давай. служит для того, Ага. чтобы учиться не совершать ошибки своих предков. Да. Если они были у меня, допустим, я из Утукалийского района, мой орден клана это Ченти, мой клан это Хачро, понимаешь? Да. Если они где-то дали заднюю, Да. но это не значит, что на них все остановилось. Значит, Хорошо. я продолжаю их дело. А с То, чего ты взял, они что они допустили заднюю ошибки. дали? Подожди, Я говорю дайте я два приблизительно, слова говорю, сказать. допустим, я тебе говорю, понимаешь? А я не Но считаю, что они мне- заднюю дали. Слушай, что меня, знаешь, что радует? Да. Мы прошли войну, мы видали такой трэш, понимаешь? Когда Я город знаю. Грозный был... Слушай Да. сюда, слушай меня. Я слушаю, елки-палки, что ты мне постоянно говоришь? Вот Слушай смотри, же. когда город Грозный был полностью стерт, разрушен, я был ребенком, я помню. И мы, слушай, не включай, пожалуйста, микрофон, эхо бывает. И мы, когда ездили в Хасаюрт, короче, я тебя выкину, ты меня задолбал. Я сказал, эхо бывает, не включай. И вот я помню, я ребенком был. Город Грозный разрушен, стерт. Вот просто стерт, он уничтожен. Хаос, травматизированные люди, да, там, из-за войны, да, там, посттравматические, там, травмы, там, люди еще не восстановились, город, разруха, вот это все завалы, да, там. Народ и то хотят возвращаться как-никак. Я пересекаю Дагестан. На тот момент чеченцы ездили закупаться в Дагестан, да, продуктами и так далее, да. То бизнесом, кто просто покупал. Я просто видел свой народ, который прошел вот этот весь хаос, и видел вас. Мне казалось, что я попал из мира планету обезьян. То, как вы себя там ведете. Это в Хасаюрте, кстати. Я представляю, что было бы в глуби. Когда я приехал, парень, пацаненок, да, и там женщина такая, сидит там в хиджабе. Я смотрю, я ребенок, мне интересно, пожилая женщина на меня говорит, ты что смотришь? Если берешь, бери, убирайся, ты что, с гор спустился, что ли? Я такой думаю, да, я войну повидал, я много чего видал, да, и это самое, вот мы хотим восстанавливаться, но то, что как вы между собой вели, как вы разговаривали, Чечня разрушенная, и ваша страна, которая не коснулась войной, которой и бордели были, и сауны были, и все было, да, и ваши женщины, кстати, которые вы нахрен залетаете к нам, говнюки, к вам мы не ходим, мы не говорим, почему вы дагестанцы, вы мусульмане или не мусульмане, вам какого хрена делать, чем чеченцы занимаются, вы у себя дома смотрите, я такой трэш у вас там видел, у вас в Хасаюртском районе, чуть ли не каждая язва желудка, потому что у вас и вода, которая идет из-под крана, канализационная, елки-палки. У вас везде говно. Я видел это. Мне казалось, я попал в планету обезьян. Интересно, что здесь за катастрофа здесь была? У нас-то война была. Вы лезете везде, вы что там, то и все. Я понимаю, это ваше дело. Вот сидят среди нас тоже, да, чеченоговорящие там мудаки, которых учат наш народ, да, какими быть, как нам правильно жить и не жить, да. Даже элементарно эта война мне показала, и окружность этих республик мне показала, кто как живет и кто кого должен учить.
И у нас женщины, которые вы говорите, хиджабы не носили, то у вас вон ходили обтягивающих штанах, то, что я даже среди русских девушек, кстати, не видел на тот момент, когда я жил в России. Вы кто такие нахрен, чтобы заходить сюда чеченцам что-то втирать? Вы у себя говно уберите, понимаете ли? У вас, например, даже возьмем, да, Кадыров, он диктатор. Но у вас, он диктатор, но у вас, которые вы крутые, муахиды, вы мужчины, вы борцы с сломанными ушами, как бакланы там ходите. Федор Щукин. Да плевать, кто бы у них не было. У них и своего народа были. Они элементарно над своей страной даже не могут позаботиться. Вот эти люди, я говорю. Кадыров, он диктатор, базару нету. Не отрицаю. Да, для меня он диктатор. Но он лучше даже заботится о Чечне, чем вот эти, которые приходят к нам учить нас жизни. Вот эти соседи из Дагестойла, понимаешь? Кадыров хорошо заботится. Пусть лучше заботится, чем вы, понимаешь? Потому что... чем как Кадыров будет заботиться о вас. Ты мне будешь рассказывать, как Кадыров заботится. Подожди. И вали свой Дагестойл, хорошо? Я что говорю? Я не говорю, что Кадыров хороший, но это показывает менталитет, кто над кем выше, и вы будете приходить учить нас. У вас были ваши лидеры, понимаешь, вы настолько, впали в это рабство, когда арестовали ваших лидеров, вот этих всех, да, там, с каждого народа, оказывается, у вас свои аксакалы были, свои лидеры были, вы начали плачать там, ой, мы осиротели наших коррупционерных там лидеров, посадили, кого-то там что-то сделали, кто-то убежал, как нам быть, мы рассеянные, как бараны, вы сидели там. И вот эти, которые вы гордятся над вами, они вас просто-напросто доят. И вы кто такие нахрен приходить? Каждый раз приходят, каждый раз из другой нации, как будто у них внутри нету своих проблем. Дагестан это Дагестойл, понимаете? Вы хотите сказать, такого не было? Чеченцы, вы же свидетели. Как вы можете говорить там, давать с ними вообще дискутировать с этим Дагестойлом? Это стойло просто-напросто, параша. Посмотрите, что с ними ислам сделал. Если среди них появляется нормальный человек, который говорит правду, критикует коррупцию, хочет их вести какой-то правильный путь и так далее, они его устраняют, они нанимают киллеров, они просто гнобят его, понимаешь? У этих народов там, я что хочу сказать, у них, вместо того, чтобы выбрать какого-то там себе лидера там, или не знаю, там, человека для подражания, там, умного человека. Коррупция процветает, брат, да? Правильно, да? Коррупция процветает. Да, коррупция процветает. Но я что сказать, в Чечне тоже есть коррупция. Но я что сказать, как-никак, вот эти люди, которые приходят сюда, Кадыров как-никак что-то строит. Ты от паводков там потерял дом, дает, да, он ворует бабки, он кайфует, шикует, да, он ворует чеченские бабки, он ворует дотации, он занимается рэкетом там над чеченским народом. Это я все говорю как есть, но как-никак, если ты сравнишь... Тогда какая разница, подожди, какая разница тогда между Чечней и Дагестаном, если все есть в Чечне тоже? Большая разница, потому что посмотрите на свои дороги. И на дороги, которые построил Кадыров. Опять говорю, я не защищаю Кадыров. Материальный Это дело в том, от вашего менталитета... Давай, брат, скажи. Я могу объяснить коротко вот этот вопрос, почему приняли ислам. Ислам насильственно приняли, их обманули. Почему? Я подтверждаю это, если взрослые здесь есть, могут подтвердить, что нам сказали вот эти проповедники из Дагестана, которые к нам шли, что точно такие же законы, как у вас, вам только остается молиться и уразу держать. И сейчас это говорят в Чечне. А все остальное одинаково. Подожди, да слушай меня, еще раз слушай. Потому что вот сейчас в Дагестане можно жениться, вот я тебе пример приведу, на двоюродной сестре, а ты попробуй чеченцу скажи это. Ты принимаешь вот этот довод? Кто, я? Мы же не об этом говорим. Как об этом не говорим? Здравствуйте. Смешиваешь жениться на двоюродной сестре. Причем, если это мы же об этом не говорили.
Я спросил, я говорю об этом, приняли да. ли предки наши, я их Вот. считаю нашими тоже предками. Не наши, чеченцев. наши Я считаю- предки, подожди, Послушай. наши предки не приняли ислам. Еще раз Приняли я ислам. говорю. Еще как приняли? Да? Ну-ка. Да, ну-ка. конечно. Конечно. Ну-ка, Приняли. скажи мне. Во-первых, скажи, подожди. они- Вот Дагестан, ты из Дагестана, ты сказал, это ты Да. был, да? Что? У вас женится на двоюродных сестер? У нас в Дагестане нет, не женятся. Да ты что? Да. У мусульман женятся. В Дагестане не Вот женятся, видишь, ты да? смеешься сейчас. Я Конечно, же тебе сказал, смеюсь. у дагестанцев не женятся, у мусульман женятся. Вот приходишь, Есть же разница. компостируешь, не женятся. Что ты рассказываешь? Ярослав, ну, опять ты смотри. Здравствуйте Опять всем, Ты всем сейчас врешь, ты здравствуйте. дагестанцу рассказываешь, как у нас в Дагестане. Я тебе объясняю. Ты же мне вопрос задал. Подожди секунду. В 99-м году вам пришли с исламом. Почему вы им стреляли в спину? А я это не поддерживаю, честно сказать. Вы знаете, Ну, я вам тогда- скажу, можно... Это не поддержал. Почему тогда ты это не поддержал? Почему вы такие крутые мусульмане из Дагестойла не поддержали тогда? Не Я не вышли? поддержал. Почему? Не поддержал. Почему ваши женщины в хиджабах кормили российскую Рус- армию? Я что, должен за Правильно всех сказать, отвечать, что ли? Российскую, правильно сказать. Там не только русские были. Там... Ополчение у вас было против мусульман. Ваш, Ополчение. Я не согласен вот с именно этим ополчение из Ахлюсунна валь Джамаа. Слушай сюда. Ваш Сагид Паша Умаханов, который является Ахлюсунна валь Джамаа, который каждый месяц прочитывает весь Коран, собрал ополчение из самых верующих мусульман, из этого сброда, из этого Дагестойла, да? И вы Ты выступил оскорбляешь против... всех. Зачем ты всю нацию Я говорю, оскорбляешь? подожди, какая нация? Подожди, разве существует нация Чеченец, Дагестан? вроде гордый чеченец ты. Чеченец есть вот нация. имам Шамиль, Покажи мне в расскажи Дагестане одну нацию, которая по нации называется Дагестан. Какой нации нет? Какой Дагестан? Ты о чем говоришь? Дагестан это то же самое, как США, как и Российская Федерация, Правильно, которая да. там Да. как СССР, которые смешаны все расы, понимаешь? Да, Микс конечно, расы, понимаю. смешанная, без нации, без ничего, понимаешь? Вот что такое Дагестан. Нету такой национальный Дагестан. Там есть кумыки, аварцы, лезгины, табасараны, там это самое, Ну, агульцы. Кто странно там мне только рассказывать нету. про Дагестан, Там чеченец, 48 или понимаешь, 50 наций живут, и в том числе чеченцы там живут, понимаешь? Нету такой национальности Дагестан. Кто тебе И сказал, что поэтому есть я- Дагестанцы, национальность такая? Ты мне сказал, что я оскорбляю всю нацию. Я сказал страна под названием Ты когда Дагестоль. говоришь Дагестан, ты же это оскорбительно виде Не, говоришь? я Нет говорю разве? Дагестоль. Ты знаешь, что такое стойле? Где вот бараны пасут, там, это в стойле гоняет, там, это Что коров такое гоняет. сюли? Вот Знаешь ты сюли? Что такое сюли? Я знаю, сюли это мусульманин. Сюли это мусульманин, да? Да, сюли это мусульманин. Чтоб ты знал, это не аварцы. Чтоб ты знал, многие чеченцы, сами являясь мусульманами сюли, считают, что этот термин относится именно к аварцам. Это ты, может, так относишь, но большинство Аварец, не, потому что они тоже быдло стали, поэтому они не знают, что они сами превратились в сюли. Аварец. Вопрос был, вот смотри, давай от души Слушай, спрошу я еще раз. тебе, чтоб ты знал, говорю, аварец на чеченском будет джерхо. Джерхо. Все, я тебя а не услышал. сюлей. Я тебя услышал. Вот вмешаться в ваш сейчас, спор? Александр, сейчас минуточку я быстро скажу и выключу, хорошо? Я сегодня очень такое злом настроении, извиняюсь, да, что выступаю. Поэтому вы сейчас к нам лезете с исламом, когда к вам пришли ваши мусульмане, ваши братья-мусульмуни пришли к вам с шариатом, Хатаб, Матаб, там Россия, ФСБ, там этот ваш Багаудин, да, который в итоге свалил там в Турцию, да, который сам и звал: братья, помогите нам, Чабан Махи, Каран Махи, нам не дают шариат. И убежал сам, а своего сына отправил кафиром во Францию, понимаешь? Этого Багаудина, как его звали, Мухаммад Багаудин, как звали это чмо? Слышал, он сдох? Не знаю. Надеюсь, он, если и сдох, то он долго-долго страдал. Я очень на это надеюсь, да, что он мучился там годами, да, и по частям там Мы гнил. не знаем же наш Вот. конец какой Слушай, и вот когда к вам пришли шариатом, который вы сейчас к нам лезете со всего угла, вы вместо того поддержать шариат,
Вы стали против. Я лично видел эти хроники, как ваши Ты что, про шариат сказал, что ли? Ты же меня не знаешь вообще. Послушай, слушай. Ваши женщины в хиджабах там копали окопы для российской армии. Я не говорю для русской, потому что в этом российской армии была микс-раса. Кто только там не были. И мусульмане были, из Дагестойла были, из Ингушетии были. И даже вот этот бывший президент, да, который был в Ингушетии, как его, Евкуру, он там был там. Этот, который у вас перекрестился автоматически, да, Абдулатипов, он тоже был. Поэтому Мне это вообще не были не только интересно, русские. честно говоря, вся шушера. Понимаешь? Я тебе вопрос поэтому другой задал. говорю, у Ты вас сказал, что твои будет, предки вы когда заднюю будете кинули. Ты сказал, мужчинами, что? вы когда будете мужчинами, я спрашиваю, убрать Ты же бордели сказал, что и твои навести предки порядок. задние кинули. Вот я не Давай. сказал, слушай, Сказал, что твои слушай, предки кинули заднюю. слушай сюда, слушай, пускай мои предки кидали задние, но вместо того, то, что делали твои предки, сношались с ослами, они это не делали. И то, что вы сношались с Ты же ослами, балабол. Ты же это доказать не можешь. подтверждает... Ты балабол ты. Ты не Что? мужчина. Ты то, что нету, говоришь. Это очередной петух уходит петушатник. Свидетель тому, что вы сношались массово с ослами в вашем Дагестоле, является ваш имам Шамиль Маликов Одусуль Сиру, да, который подтверждает сам, что они сношались с ослами, занимались ослозаврством, ослофилией, чтобы избегать харам с женщинами, понимаешь? Пускай мои предки, я не говорил, что мои предки дали заднюю, я сказал приблизительно, пускай, допустим, это я говорю. Но пускай они давали заднюю, но зато они с ослами не сношались, понимаешь? Как твои предки. Все, закончил. Теперь говорите, кто хочет говорить. Я хочу поздороваться со всеми. Здравствуйте, уважаемые гости этого стрима. Я с Израиля, меня Александр зовут. И никто лучше нас, кто живет в Израиле, не знает, что такое бедуины на самом деле. Потому что я вообще хочу выразить благодарность чеченскому народу в большинстве своем, когда поддержали нас 7 октября, когда у нас здесь трагедия произошла очередной раз. Вот. Наоборот, И большинство чеченцев, наоборот, против вас, естественно. это те, которые живут в самой Чечне, кто находится под властью Кадырова. Ну хорошо, ну значит 90% чеченцев вас не любят. Зачем ты так говоришь про чеченский народ? Нет, я говорю, что поддержали нас, поддержали. Еще очередной петушатник, улетел петушатник. Будете выпендриваться? Я говорю, чеченцы нас поддержали, а, к сожалению, жители Махачкалы, я не знаю, кто там живет, искали нас в турбинах самолета, чтобы зарезать, уничтожить, убить. При том, что я хочу просто-напросто... Мне было непонятно вот эта ситуация. Я объясню, что мне было непонятно. Здесь у нас в Израиле живет очень много горских евреев, которые приехали с Грозного, с Дагестана. И они как бы никогда не отзывались о кавказцах, что... Вот у нас, допустим, я с Узбекистана приехал, там у нас был погром. В 1988 году узбеки погром сделали в Андижане, в Коканде, в Ташкенте нет, в Фергане. Я жил в Фергане, я все видел своими глазами в то время, как они убивали турков, месхетинцев, а нас пугали, нам говорили прямо в лицо, что сейчас с турками разберемся, потом за вас возьмемся. И поэтому мы все уехали. У нас было время уехать, мы побежали все в Авир. Это все мусульмане, вот мы жили тоже дружно, ну как бы дружно. Оно все было в таком состоянии, с их стороны всегда были взгляды такие недоброжелательные. У нас не было прямых таких дискуссий с ними, контактов. Ну тогда все контролировалось КГБ в свое время, когда уже началась стадия развала Советского Союза, то вот эти вот народы, они начали давать волю своим амбициям. Вот. И мы под горячую руку попали, и 1,5 миллиона евреев бухарских пришлось покинуть свои дома и сбежать в Израиль. Но мне было непонятно никогда одно. Вот смотрите, дагестанцы, те, которые живут в Дагестане, они жили бок о бок с евреями и с большинством из них, да, то есть они семьями, многие дружили, многие там обменивались опытом, культурой, ходили друг к другу в гости, на свадьбы, дни рождения, жили дружно, да, по сути.
А потом кавказские евреи уехали. Но, в принципе, эти люди были знакомы с еврейской культурой. Они понимали и видели, и ощущали на себе, что от евреев никогда не было никакого зла в их адрес. Евреи никогда не претендовали на их землю, как на автономию. Евреи никогда не устраивали террор. Евреи там никогда не обзывали их, не унижали. Не было никаких со стороны евреев каких-то таких нападков, да, которые можно было сказать бы, что вот евреи нехороший народ. Да? То есть евреи мирно пришли, мирно поднимали культуру там, образование, учили людей, учились чему-то тоже сами у людей. А потом мирно ушли, когда их попросили уйти. Они взяли, собрались и ушли, и ни на что не претендовали. Они оставили все свои дома, все оставили. Все, что наживали, кладбище оставили своих родных. Все оставили и уехали, сказали, ладно, это ваша земля, мы поехали на свою землю. Но когда мы приехали на свою землю, и с нами здесь устраивают террор те, кто с ними никогда не контактировал. Ни один дагестанец, ни один чеченец не знает так близко этих бедуинов, как знаем их мы. И я хочу сказать, если взять 10 дагестанцев, и взять 10 бедуинов с сектора Газа, и вот посадить их рядом, чтобы они обменивались какой-то культурой, те своей, эти своей, я вам слово даю, через 2 часа там будет поножовщина. Ровно через 2 часа они будут друг друга резать. Настолько они будут вызывать агрессию друг к другу. Да? То есть дагестанцы не примут то, что в секторе Газа пропагандируют. Они не примут эту культуру, они начнут возражать им, и те на фоне этого возражения начнут их тушить, убивать. Это вот реально так, по-другому нет. Вот смотрите, в секторе Газа нету другой национальности, нету, там никто не живет, кроме этих бедуинов, которые приехали туда как варвары с разных стран, с разными паспортами. Нету никакого палестинского паспорта, нет никакой палестинской страны, нет никакой палестинской монеты, валюты, нету частной собственности никакой палестинской. Нету вообще ничего. Есть клан, который как мафия собирает деньги со всего мира, присосались к Израилю для того, чтобы на дотациях Израиля, на электричестве Израиля, на воде Израиля, на пище Израиля, на деньгах Израиля, на соцпакете Израиля. И еще устраивают нам здесь этот террор. И если бы в Дагестане такое было бы, чтобы какое-нибудь смежное государство рядом с ними, граничащее так варварски и так похабно в отношении них, проявляло свою агрессию, да, то я не знаю, то есть это было бы примером, на который можно было бы обратить внимание в качестве сравнения. Но пока эти люди, ни один дагестанец, ни одного бедуина в жизни своей не видел. Вот им сейчас привезли туда там несколько семей богатых, да, чтобы укрылись они там, спрятались от израильского возмездия, да, вот они укрыли у себя вот этих богатых, там, которые миллионы наворовали здесь, да, то есть эти миллионы они в Дагестан привезли, и вот им дали там какой-то кровь. Там же немного семей, там 100 семей где-то, 70-100 семей привезли туда. Вот это единственный экземпляр, да, на который можно было бы просто как приехать, как в зоопарк, посмотреть, что они из себя представляют. На самом деле, они очень, когда приживаются куда-то, да, то есть они себя якобы показывают с хорошей стороны. Но как только они там корни свои будут пускать, вот как в Ливане они государство внутри государства сделали, как они короля Иордании хотели свергнуть, как они переворот в Египте сделали, как в Турции братья-мусульмане пришли. Это все Хамас. Да? То есть если им дать такую волю в Дагестане, они там корни пустят, вот размножатся там, туда начнут наплывать, вот тогда они дагестанцев оттуда выдворят. Они начнут там создавать тоже большие проблемы. И я хочу вам сказать, что дагестанский ислам и ислам, который проповедуют в секторе Газа, это абсолютно два разных ислама. Это как, сравнить эти два ислама, это как сравнивать небо и землю. Это очень далеко. Два этих ислама абсолютно разных.
Если имамы будут слушать имамов сектора Газа, они перестанут, имамы Дагестана, они сразу перестанут быть имамами. Потому что из всего того, что пропагандируют в секторе Газа, даже 1% не используют вот этот настоящий шариатский ислам в Дагестане. Даже 1% из этого. То есть они просто горды тем, что они себя считают мусульманами, и на фоне этого они чувствуют свою вот эту мужественность дагестанскую, кавказскую. То есть они смешали мужество кавказца и присосали туда ислам, и думают, что вот это мужество ислама очень похоже на мужество кавказца. Это абсолютно неверно. Если бы сейчас дагестанцы пришли, вот у нас здесь в пустыне, где эти бедуины, откуда эти курайшиты, которые принесли ислам в этот мир, эти бедуины, которые сегодня в пустыне живут, они намного еще грамотнее, чем те бедуины, которые принесли этот ислам миру. И если эти дагестанцы попробуют пообщаться с этими бедуинами, которые живут в пустыне, сейчас у нас здесь, в Израиле, да, они будут себя считать униженными, что они с этими людьми общаются вообще. Потому что идите посмотрите, как они живут, о чем они думают. Вообще, можно ли назвать это развитым обществом? Я вам хочу сказать, в Израиле весь рынок наркотрафика держат арабы-бедуины. Весь рынок воровства машин держат арабы-бедуины. Весь рынок контрабанды держат арабы-бедуины. Это весь рынок принадлежит им. Евреи здесь этим не занимаются. Да. Бедуин, пророк Мухаммад тоже был наркоторговцем, поэтому это делают. Приветствую всех. Маршал Тимосяга хотел от себя еще сказать. Между чеченцами и евреями никогда вражды не было. Мы возьмем свою историю. У нас жили в республике евреи. Я не думаю, что найдется хоть один пример, чтобы чеченцы и евреи враждовали. И вот нам сегодня искусственно это навязывается исламской идеологией. Даже если у наших отцов спросить, мы же уйти в историю. Вы враждовали с евреем когда-нибудь? У вас были стычки, войны? Они ответили, нет, никогда. Они даже этот вопрос как-то считали бы абсурдным. Не было. Чеченцы и евреи никогда не... У нас даже территориально, насколько они далеко от нас находятся, что у нас никаких претензий нету. Я понимаю, там арабы, палестинцы. У палестинцев везде. Они в Иордании, Ливане, что они только не делали. В мире нету у чеченцев претензий к евреям. У евреев нету. Но чеченцам сегодня нужны помощники, союзники, чтобы создать и дальше строить чеченское государство. Я и поэтому говорю, я думаю, уверен, что на этом пути создания чеченского независимого государства, евреи, государство Израиль нам поможет. И все делается так, чтобы этого не было. Вот эта пропаганда, которая в Чечне ведется через этих мул, через духовенство, они насаждают. А у нас, мы знаем, духовенство, мулы, это же продажное. Они на зарплате, они машины, чего только, их семьи жируют. Через это духовенство насаждают. Нет у нас чеченцев, евреев вражды нету. Так как и у евреев нету. У евреев нету вражды с чеченцами. Я говорю, если чеченцы протянут руку евреям, они с радостью эту ответ руку протянут и крепко пожмут. Но сегодня через исламскую пропаганду делается все, чтобы вот это... чтобы чеченцы и евреи друг другу руки не протянули. Все делается. А когда мы протянем руку, они протянут. И мы тогда с помощью евреев и других, даже европейских, потому что, чтобы построить чеченское независимое демократическое государство, нужна поддержка европейских стран, не арабских. Арабы никогда ничего хорошего не сделали. Это свежие примеры. Даже после войны первой чеченской, они нам один дом не восстановили. Даже, я не говорю, многоэтажный, частный дом. Ни одного врача. 3 рубля не дали. Ничего не сделали. Наблюдали. Они что сделали? Посылали нам эмиссаров всяких, всякие Аль-Каиды, Маль-Каиды, братья мусульмане, которые непонятно кем финансируются. Через этих эмиссаров опять они начали, мы пошли на поводу, за этим деньгами потянулись. Они создали у нас джамааты.
Вот за этим деньгами потянулись, пошли в Дагестан. Первый раз в 97 году Хаттаб пошел. Чеченцы пошли за Хаттабом. Ну, кто такой Хаттаб? Чеченцы должны сами решать. Если мы будем за Хаттабами идти, за его деньгами, конечно, чеченского народа так через какое-то время не останется. В 99-го опять Хаттаб пошел. Этого человека надо было остановить, как говорит Хултыгов. Давайте остановим этого человека. Он принесет чеченскому народу проблемы. А у него были деньги. Он это продажный, вот есть у нас среди чеченцев участвовал. Он финансировал, давал деньги. Да, он же иорданский палестинец. Да, Он же, мы вот, это вот, знаем. вот, Я видите, сам что этого палестинцы Хаттаба по делают? Первой, Второй войне знаю, как туда приходили у него, просили деньги. Даже Вторую войну, когда они чеченскую конституцию меняли, как в горах сидят два араба, два дагестанца, два чеченца, решают судьбу чеченского народа, какие законы принимать. Два араба, два дагестанца, два чеченца. Представьте, сидят. Арабы говорят, если вы не сделаете, что мы говорим, не поменяйте свой конституцию, закон, мы вам деньги не дадим. Эти два чеченца деваться некуда, в горах сидят. А если деньги эти не дадут, все, пропало дело. Так они нас под себя подмяли за эти их деньги. Вторую войну чеченцы, получалось, боролись не за свою независимость. За нее бороться не надо было, мы ее добились. Мы боролись за арабские деньги, за чтобы их не законы. Вот вторую войну чеченцам были обмануты. Вот первую, если они боролись за свою независимость, вторую они уже были обмануты вот этими хаттабами. И уже война шла за то, чтобы укоренить и укрепить исламские позиции, исламскую позицию. Рядовая часть была обманута, а которая верхушка, она была подкуплена. Там сомнений нету. Верхушка была подкуплена, они верхушку кормили деньгами, а рядовая простая часть была обманута. Но их тоже там $100 в месяц. Кстати, вот этот вопрос, когда вот задал сейчас тот человек, как ислам формировался, да, то есть путем насилия или путем убеждения. Путем обмана, насилия и убеждения. То есть и подкупа. Вот этих были ханы, шейхи, которые руководили разными племенами. Их подкупали, а такой народ простой, который шел за этим ханом на любую войну, это были в основной массе своей далеко не грамотные люди. Все, что они умели, это воевать, грабить, насиловать, убивать. Самое интересное, когда чеченец что-нибудь делает, они что делают? Сзади сразу арабский нашид. Делает чеченец, они сразу подменяют. Это делают чеченцы. Но люди должны знать, что чеченец, что это чеченец воевал за свободу. Он что-то говорит, сразу арабский нашид туда. Что-нибудь хорошее, сразу арабский нашид. Все подменяется. Представляете? Все подменяется чеченцам. А знаете, почему между мусульманами нет и никогда не будет, всегда будет вражда между ними? Потому что когда ислам формировался, все эти племена, из которых формировался ислам, они внедрили в ислам еще свою собственную культуру. И получается, когда один клан и другой клан, одно племя, другое племя, у одних была одна культура, и у других была другая культура, и они смешали в свою культуру, еще внедрили ислам. Они, когда между собой начинают спорить, они внедряют туда в спор свои собственные культуры, которые находятся вне ислама. То есть они в любом случае гордятся своим происхождением, которое находится за рамками ислама. Вот, допустим, дагестанец, он себя в первую очередь считает дагестанцем, а потом мусульманином. Многие чеченцы сегодня, которые живут в Европе, сегодня от ислама отворачиваются. Это заметно и на стримах. Александр, извиняюсь, что перебиваю, нету такой национальности, как дагестанец. Дагестанец, но они себя считают. Это я сейчас понимаю. Они даже понятия не имеют, что такое Дагестан. Я забыл. У них нет... Сейчас вспомнил я. Я сейчас забыл, хотел вспомнить и сказать. Я сейчас вспомнил как раз. Многие слышали, наверное. Они там говорят, это там Халид бин Валид, это сделал какой-то Мехмед II, захватил Константинополь. И перечисляют этих. И потом Хаттаба. Вот это дома я слышал, они ролики пускают исламские. И про Хаттаба что говорят? Хаттаб освободил Грозный. Представьте, вот это вы слышали, сами эти ролики выпускают, там всяких арабских этих
И в конце Хаттаб освободил Грозный. Вы слышали, нет? Я слышал. Вот, представьте, Хаттаб освободил Грозный. Получается, не чеченцы воевали. Представьте, Хаттаб перечисляется, освободил Грозный. Представьте, арабы как издеваются над Чечней. Я этот ролик слышал. Если вы поищете, вы найдете. Представьте, вот так над чеченским народом. И всех перечисляя, известных таких там, всяких перечисляют. И потом там Хаттаб освободил Грозный. Какой Хаттаб освободил Грозный? Чеченцы свой город освободили. Хаттаба Грозными не было, он был в Аргуне. Не было Хаттаба. С Хаттабом 100 человек было в Первую войну. И то там где-то 10-15 карачаевцев, дагестанцы, арабы, там, турки, чеченцы. Чеченцев половина остальных. Их 100 человек. Представьте, Хаттаб освободил. Вот так нас подменяется все. Если чеченец что сделал, сразу арабский нашит сзади. Как будто чеченцы своих героев прославлять не должны и не могут на своем языке. Представьте, Хаттаб освободил Грозный. Какой Грозный Хаттаб освободил? В чем было? Вот представьте, вот чему все это? Вы слышали, видели, наверное, ролики? Да, Думаю, видел, видели. ветеран. Да, ребята, я пойду, меня зовут в другой эфир. Я что хотел сказать, мусульманам забегаешь сюда. Вам Аллах сказал, не трогайте ни их родственников, то есть пророк сказал, не трогайте ни их родителей, не задевайте ни их богов, то они тоже будут задевать и меня. Но вы, кафиры, ослушаете своего Аллаха. И потом не жалуйтесь, не говорите, они нас оскорбили, нашему Аллаху что-то сказали, там нам что-то сказали. Для меня лично, для меня как язычник, да, выше всего, да, если вы спросите, вот, кто мое божество и так далее, это, первое, конечно, моя мать, да, выше, чем Всеотец, чем Один или кто-либо, да, и дальше те, которые мне приближенные, да, мои друзья, да, они для меня святые тоже, вам же сказано, святость не затрагивать, да, мои друзья, мои близкие, да, и то, что я верю. Потом не плачьте. И еще что хотел сказать, вы говорите о каком-то статье, за оскорбление чувств верующих. Тут сидят бывшие мусульмане, тут всего лишь осуждают свое прошлое и свою прошлую жизнь, потому что ислам у бывших мусульман это их прошлая жизнь и имеет право критиковать свою прошлую жизнь. Так что, ребята, вы имеете право на критику, критикуйте, ничего страшного, говорите правду. Я спускаюсь, Адакюэл Марш-Аль. До свидания. Туда про таких говорил Йоусарш и Котамаш говорил он. Котамаш. С акцентом немного. Котамаш и Котмаш. Это курицы. Вот эти курицы, которые придают все чеченское, вот он и точно и верно замечал эти вещи. Котамаш вот эти. Котамаш. За деньги, за что угодно придают все родное чеченское. Многие за деньги. Я не от себя, потому что я видел эти арабы, они финансировали вот эту верхушку, они деньгами подкупали. А рядовые это молодежь. Эта молодежь в Первую войну не участвовала. Это 100% мы знаем. Это молодежь, потому что в Первую войну, к концу войны где-то 2000-2500 человек воевало. Потом, как война закончилась, эти жулики, все эти создали джамааты. И где-то 50 тысяч у нас набралось тех, кто... Считайте, война кончилась, 50 тысяч человек под ружьем. На каждом углу. Представьте, вот закончилось 50 тысяч человек. И вот эти верхушка их, они воровали людей. Но чтобы людей воровать, им сила нужна. И они, вот эти молодежь подтянули, им давали по $100. Арабы, у Фатхи деньги были, у Хаттаба, у всех у них были деньги. Их эти финансировали. Вот они верхушку подкупили, начинают Яндербиеву, вот эти Халимову всякие. Они ездили в Афганистан, Пакистан, везде, в Катар ездили. Просили деньги у них, а они просто арабы деньги не дадут. Они ставили условия. Согласен, дадим. Нет. А кто воевал за чеченскую свободу, независимость, они 3 рубля не получили. Я там саму свидетель. Я же помню, как они говорили, если ты не воюешь за наши эти джихады, ни копейки. И также и командиры, которые воевали за свободу, они 3 рубля не получили. А вот арабы давали деньги, но только на условиях. Ты даешь нам отчеты, все, как кассеты, все, и законы наши принимаешь, все. Так мы свою свободу потеряли за арабские деньги.
Я тебе больше скажу. Вот смотри, я занимаюсь в Израиле сбором металлолома, да, то есть, ну, дорогого металла. Я работаю с дорогими видами металла, да, то есть и работаю с промышленными центрами, заводами, фабриками, ну, с промышленной индустрией. То есть я захожу на заводы, заключаю с ними договора, чтобы забирать у них отходы производства по металлу. Там разную. И вот есть один очень дорогой металл, на который сейчас взлетела цена, но сейчас она начинает очень сильно на бирже падать, эта цена. И люди, которые занимаются этими заводами, здесь очень много этих заводов, которые производят детали. Ну, разные детали, механические, для авиационные детали и так далее. И вот эти заводы, они используют определенный материал, который очень дорогой. И он как бы и как инструмент используется и очень быстро ломается. Да? То есть вот эти отходы, осколки, поломанные инструменты, я их закупаю. И арабы, они их обслуживают, стружку у них забирают, да, то есть по дешевым ценам. И по ходу они как бы метят глаз постоянно свой на вот этот металл. И вот они сделали акцию всем заводам на северной части нашей страны. Один там, который тоже занимается металлосбором, бедуин, он взял, собрал несколько бригад, около 30 пацанов таких подростковых, и пустил их по этим заводам и сказал им, что типа, ну, почти по 60, по $70 он готов за килограмм покупать этот металл. Если будет не меньше 100 килограмм, и за наличку он готов купить там по 60, по $70. Вот, они все там, он сделал эту акцию за один день, они прошли 40 заводов, кто им 100 килограмм, кто 200 килограмм вытащил, да, и они всем дали наличку, и получается сверху были купюры нормальные, там 10-15 купюр, снизу было тоже нормальные купюры, а посередине, короче, 80% купюр были все фальшивые. Вот это вот их род деятельности. Теперь, когда они ко мне обращаются, я вот уже год этим занимаюсь, и по рекламе очень много арабов ко мне звонят и как бы интересуются ценами на те или иные виды металлов. Они проверяют цены и потом приравнивают эти цены к своим, чтобы как бы перебивать мою цену. И с ними невозможно вести бизнес вообще, от слова совсем. Они обманщики, они воры. Когда они привозят, допустим, 300 килограмм какого-то металла, допустим, они смешивают, сверху насыпают один вид металла, который ты покупаешь, а снизу железо простое накидают, да? То есть ты проверить это не можешь сразу, а когда высыпаешь... Одноразовые получается, потому что в следующий раз ты с ними уже не будешь строить отношения. Вообще одноразовые. Они тупые, они воры, они обманщики. Это вы просто не представляете. Если бы у вас в Дагестане, в Чечне этот народ появился бы и с вами пытался бы как-то вести какой-то бизнес, какие-то дела, или вообще какие-то были бы отношения, поверьте мне, это был бы всегда, всегда в новостях была бы Чечня на первом месте, что тут изнасиловали, там ограбили, тут убили. Вот такое было бы. Такие новости были. В Германии, я в лагере сейчас, в одном, раньше в другом лагере был, сейчас в другом. И я администрации говорю, я чеченец, но не тот чеченец, а настоящий чеченец. И чтобы у меня контактов с ними, чтобы меня с ними не селили. Я ей говорю, у нас у чеченцев другие традиции, обычаи, потому что я их традиции, я открыто говорю, что это звери, дикари. Поэтому меня с ними как-то не равняйте. Я тебе говорю, мы понимаем, мы тебя видим. И этих зверей они знают, дикарей-то. Представляете, если в 21 веке они так живут, но в 7 веке или в 10, представьте, как они живут. Сегодня, благо, все цивилизации есть. У них тогда и благ не было этих, воды не было, ничего не было. Да у них и сейчас... Веке, вокруг, если видишь, смотришь, люди как живут, уж можно как-то посмотреть, как... свиньи. Поэтому я говорю, меня с ними не равняйте, я другой человек. А мы не равняем?
Они здесь также живут, без воды, без ничего. То есть у них задержка платежей все время, они не платят ни за что. Они как хотят себя, так ведут. У нас в Киеве я никогда не видел, вот говорили цыгане. Я когда пришел к цыганам, познакомился с цыганами в Киеве, я поменял полностью о них отношения. Это абсолютно культурные люди, цыгане. Ну, придите сюда, приедьте, посмотрите, зайдите в эти бедуинские, посмотрите. У нас здесь друзы живут, да? Вот вроде бы они тоже на арабском языке говорят, но у них совершенно другая культура, совсем другая идеология. То есть у тебя все арабы плохие, потом ты будешь говорить об антисемитизме, да? Нет, я не говорю, что все арабы плохие. Но ты приедь в Израиль, ты приедь, подожди, ты живешь в фантазиях об арабах. Ты фантазируешь себе, я их знаю. Подожди, Саш. Я говорю, что арабы все плохие. Что здесь проблемы? Все мусульмане это говно. Потому что религии такой не может быть. Я тебе объясню почему. Видишь, Александр, и потом вот этот твой сосед, ты будешь защищать его. Тихо. Не надо меня защищать. Я тебе говорю, что религия мусульман это говно, потому что в религии не может быть убей, Видишь, Александр? Открой свою порнографию. А потом ты его будешь защищать и говорить, нет антисемитизма. У нас мусульмане говорят, что они кафиры. Почему? Потому что они живут с евреями, они работают в Израиле, они некоторые идут в армию. Они говорят, что они кафиры, потому что когда придете к ним сюда, вы первых же их убьете, понимаешь? Это не мусульмане. А то, что у тебя написано, то, что в твоей порнографии написано, Камасутре, прибей, забей, взять заложники, это Камасутра, это не религия, это сатанистская книга. Понимаешь? Я считаю, так, Александр, ты будешь его защищать и кричать об антисемитизме? Не надо меня защищать. Послушай, я не прокурор его и не адвокат его, чтобы его защищать. То есть он имеет право оскорблять? Он взрослый человек, он не оскорбляет. Он не оскорбляет. Он был тем, кем он говорит. Понимаешь? Ты, допустим, смотри, давай так. Ты здесь не был. Ты ни одного бедуина в своей жизни рядом не видел. Возможно, да? То есть ты с ними никогда не контактировал, у тебя не было возможности с ними общаться. Ты не знаешь, что это за народ. Ты не знаешь, что это за народ. Я здесь в Израиле живу 32 года. Послушай, я живу здесь 32 года. Я до этого 16 лет прожил в Узбекистане. Я знаю, кто такие узбеки. Понимаешь? Я знаю, кто такие... Я, допустим, у меня вот сосед был узбек, дядя Алик. Да, его сын, звали его Умид, да, вот его Умид, сын, он был приемным сыном у него, да, вот он недавно умер, царство ему небесное, да, то есть они с моим отцом были не разлей вода, да, то есть они, вот мы жили дверь против двери, на хрущевка у нас была, вот, если знаете, 4-этажные дома эти, да, то есть хрущевки, вот и параллельно друг другу наши двери были, мы дружили, друг к другу в гости ходили. Да? То есть, и когда у нас в 1988 году началась вот эта вот война между турками и узбеками, да, и когда они друг друга резали, это два мусульманских народа. Послушай, когда два мусульманских народа дерутся на почве каких-то междоусобиц, да, у меня задается вопрос, если эти мусульмане... Секундочку. До того, как у нас началась война, у нас прошлась перепись населения. 2 раза проходили перепись населения. Нашу квартиру отметили как еврейскую квартиру. Евреи, потому что задавали вопрос национальности. Это было за месяц до того, как началась война. А теперь за день до того, как узбеки начали акцию против турков-месхетинцев, всем узбекам, я не знаю, то есть у них что, была такая узбекская внутренняя почта, что ли? Всем узбекам сказали, у них был такой, на чапанах они платки носили, такие из атласного материала. Они сказали на окна повесить всем узбекам платки, чтобы в эти дома и в эти квартиры не заходили, чтобы было видно, что когда будут погром делать, да, что вот здесь живет узбек. Понимаешь? Нам дядя Алик, сука, не сказал, повесьте платок. Он не пришел, не сказал нам, повесьте платок. Как сосед соседям, понимаешь? Саш, подожди.
А что ты говоришь, видишь, бля? Что ты видишь, бля? У вас в натуре, бля, мусульманская такая блядская, вы натворите что-то, а потом ноете, бля. Вы Не, ноете, что-то подожди. потом делаете. Я, наверное, Подожди, Александр сказал, я хотел последний. я тебе говорю, А слышишь? куда он ушел, У вас этот кавказец? У вас натура у Хотел вас с ним такая, еще да? договорить. У вас Ау? натура такая, вы делаете что-то, вытворяете, мусульмане, а потом плачете, у вас душка нету. Видишь. Что я должен видеть? Что вы вытворяете в мире? Что я должен видеть? Что вы делаете теракты? И посмотрите, сколько вы войн делаете. Что я должен видеть? Хороший мусульманин, это мертвый мусульманин, все. Вот, видишь, У вас Александр, душка, потом... у вас, да, видишь. Потому что у вас душка нет. Ты его выгнал, что ли? Зачем? Вроде невежливый. В общем, Александр, вот смотри. Вот вы говоришь, арабы звери. Немцы тоже про вас так же говорили, помнишь? Кто Лет мне 100 говорит? назад. Слушай, ты не сравнивай. Мы Ты смотри, немцам- как немцы про вас, и вы сейчас про Послушай, арабов говорите. послушай, мы немцам такой террор не устраивали, как они нам здесь устраивают. Мы с немцами жили так, что мы не претендовали на их землю и на их территорию. Мы немцам автобусы не взрывали. Мы им каждый день ножами по 10 человек не резали. Понимаешь? У них не было причин к нам так относиться. У них не было причин. Александр, смотри. Слушай, у нас немцев во не было, время у испанской... ты знаешь, шведов, чехов, украинцев, русских, послушай, испанцев, скажи мне, англичан, пожалуйста, французов, итальянцев. Не было причин? Конечно, не было. Исторически, это тысячелетиями всё Исторически. длилось. Послушай. Спасибо. Что? Александр, Приветствую. представляешь, человеку, который идеологии, Аллах говорит, отправлять на концерт Кобзона всех, кто не согласны с этой идеологией, 9 сура 29 аят. Убивайте всех неверных, пока они не веруют в последний день его Да, Аллаха. и он это Заставляйте оправдывает. платить жизнью, да. И он это оправдывает. На А теперь себе скажи мне, детей. а ты сейчас еще Что и именно? Я об оправдываешь этом разве с тобой говорил? Подожди. Я Ты об этом сейчас- не разговаривал даже. Послушай, ты сейчас оправдываешь то, что делал Гитлер с евреями? Я тебе Скажи говорю, мне, пожалуйста. смотри, немцы тоже так думали. Скажи мне, пожалуйста, Карл II, почему евреев При начал... чем тут Карл II? Я тебя Секунду, немцы, куда ты меня потому опять что уводишь? я тебе объясню. Карл II то же самое делал с евреями, что Гитлер. Он придумал инквизицию для того, чтобы катализировать евреев. Скажи Ты мне, согласен, пожалуйста, что это ужасно? А зачем? А почему Карл II это сделал? Знаешь, я тебе объясню. Причина Карла II была, что он не хотел евреям возвращать долг, который ему дали для ведения войны. И когда пришло время этот долг возвращать, он придумал инквизицию, чтобы не отдавать долги и не опустошать казну. Он занял у евреев деньги, а потом придумал инквизицию и изгнал их из Испании. Потом эти евреи образовались на Карибах, и они создали пиратство против испанского флота. Это они кошмарили испанский флот, мстили, Подожди. и чтобы вернуть Так, свои опять. деньги. Ну да Пираты ладно, закончи, Карибского моря пожалуйста. кто был? Евреи были. Синяя борода это кто был? Это еврей был. Религиозный еврей. Теперь я тебе хочу сказать еще одну вещь. Где написано в Германии, что евреи устраивали террор? Ничего не будет, Турпа, ничего не будет. Нету. То, что я Где говорю, подожди, написано, Саша. что Не террор так, что- устраивали? Да, Что я где говорю, в ничего не Германии, будет. что евреи устраивали террор, на что Гитлер отреагировал тем, что он 6 миллионов в печах сжег. Что делали евреи в Германии? Зарезан посол во Франции немецкий. Кто? Евреи зарезали? Да. Еврей И что? один. Еврей один. Ты мне И что, говоришь 6 теракт, миллионов? я тебе говорю. Даже, После этого... я об этом не знаю, я эту информацию проверю. Но даже если это сделал еврей Подожди. один, нужно было Ну ты 6 миллионов даже не сжечь. даешь договорить, я за тобой не успеваю, за твоей мыслью. Жихадом на Кавказом интересует, евреям на свою жизнь живет она. Кавказ не приходит она. Евреям не мешает она Кавказа. Евреям живет у себя. Риббентроп сказал, когда посла Германии во Франции... Русский с арабами пришел она. Дагестанский брат. Видишь, Александр, даже договорить тебе. Евреям не трогаем, евреям не а хорошим парнем. Мужчинам добрым, евреям.
Кавказом не трогаем, Шишаном не трогаем, на. Евреи наши братом, на. Наши врагам на арабам, на мусульман, на ислам, на русским, на. Туркам, на персидским, царицам, на. Понимаешь, так Дагестаном, на братом, на хишкам, на. Александр, смотри, запоминай историю, читай, вы прочитай. Помнишь? Подожди, мы, мусульмане, должны понять одну вещь. Подождите секундочку. Когда вы Александр, ты сказал, что проверишь, проверяй. Услышь, мусульмане меня, и все мусульмане внизу. Вы должны вбить себе в бошку, в голову очень сильно. А когда вы что-то будете делать, на кого-то нападать и будут получать ответку, вы не должны как бабы плакать. Вы знаете, что вам и будет идти ответка. Вот и все. Окей, сейчас вы это ваша натура такая, бля, исламская, понимаешь? Вам нельзя доверять, вам нельзя верить. Почему мусульмане? Это правда. Вам будет прилетать сразу жесткая ответка. То, что мы вам сейчас делаем. Раком вам оставим на Ближнем Востоке. Все. И хватит ныть, как баба. Александр, ты проверяешь? У меня нет возможности сейчас проверить. А, ну тогда... Смотри, ты сказал, теракта не было. Вот же теракт, зарезан человек. Зарезан. Хорошо, зарезан человек. На какой что почве терактов его не было? зарезали? Я тебе сейчас только На что какой сказал почве? о теракте. На какой почве? На политической, на бытовой почве. Безусловно, на Неважно. политической. На политической. Даже если на политической, это дело рук одного человека, да, Вот. за которое ответило 6 миллионов. Это ты считаешь Нет, ты, оправданием? подожди, не уводи в сторону. Ты мне сказал вопрос. Теракта они не делали. Я тебе сказал теракт. Это Ну, теракт. хорошо. Зарезать политическое. Ты сказал Теракт. мне? Я тебе сразу же Один сказал. теракт, хорошо, но не тысячи. Ты посмотри за последние Подожди, 20... ты сказал, за что нету 25-й терактов, а год. теперь я тебе За- сказал, что есть теракт. Послушай, хорошо, получи... Ты признаешь это, что теракты были? Я еще не проверил. Если даже есть, я признаю, конечно. Если даже Вот. было, и я признаю, и что? Я это оправдываю? Нет. Вот именно. Человек стрелки, блядь. Да, какие мы там теракты делали? Что-то я не понял. Что он там... Не знаю, он говорит, что еврей в Германии посла зарезал. В Германии еврей какой-то посла зарезал немецкого. Я говорю ему, что у Гитлера не было оснований, повода и причин уничтожать 6 миллионов евреев. Он уничтожал 6 миллионов евреев только на основании того, Хорошо, что он... а что он говорит? Подожди. Титков это, да, это что? Титков это. Почему он не говорит то, что мусульмане все теракты сделали в мире? Так Почему он не говорит? я ему объясняю, он не Я ему понимает. так делал, я ему сейчас объясню. Я ему объясняю, что он ставит... Не, мы на- же не будем хорошие, блин. Мы же не будем с вами толерантны. Мы вас будем ставить в позу, блин. Смотри, мы Как никогда сейчас не там, были... весь Ближний Восток. Мы никогда не были хорошими. Мы просто никогда не имели возможности быть сильными в чужих государствах. Быть настоящими Извиняюсь, меня что-то евреями. выкинуло. Александр, они мы с тобой не об этом речь начали, а о терактах. Ты сказал, что не было терактов. Я тебе говорю, я тебе был даже теракт. я тебе еще раз Где говорю. теракт даже- был? Покажи, где был теракт. В каком году был теракт? Давай. Зарезал еврей посла Германии во Франции. В Из-за каком этого году? понеслось Риббентропа Подожди, в каком слова. году? Вызов Стоп, принят. тихо. Посмотрите, В пожалуйста. каком году? В каком году? Ну, Риббентроп, это что, до Второй мировой? До 42-го, скорее всего. Посмотри. Я сейчас, Александр, кто вы? Я вот сейчас зайду, мне плохо, нужно... извиняюсь, работает Секундочку, интернет иногда. Я сейчас выйду и зайду, мне Что нужно ты говоришь? перезвонить, хорошо? Ты не говоришь, что твои мусульмане по всему миру делают теракты. Аллах Акбар кричат еще, да? Что ты не говоришь? Это что Леон, ты говоришь? Я просто Александр или ты, извиняюсь? Аллах Да, говорит да, в Коране, аяты, терроризируйте их. У вас Аллах главный террорист. Алло, 29. Давай, сейчас. Это Леон теперь? Ну, Леон, ты, по-моему, вопрос хотел задать. Открывай аят, читаем Коран. Терроризируйте их. Ваш Аллах призывает к террору. Хатаб для тебя террорист? Вендетта? Хатаб террорист, Аллах террорист. Который на твоей земле умер? Да, террорист гребаный. А Абу Валид тоже? Террорист гребаный. Который умер за тебя на твоей Да мне, земле? за меня он не умер. Он умер за установление арабской говнявой вот этой идеологии на моей земле.
Мои предки умерли за свободу, за свою землю, за свой народ. Ни за какой шариат ни один чеченец не умирал. За арабское Шариат? дерьмо те, кто умерли, все террористы. Террористы, которые на твоей земле за твою свободу, да? Мне похрен, на какой бы земле они не умерли, все, кто хотят установить там шариат, они террористы. Они приходят в чужой дом, туда хотят установить арабский закон, арабский судебник. Они террористы, захватники имперской, фашистской, Ты чуть-чуть террористической медленнее идеологии. говори, извиняюсь, Подожди, интернет плохо Вендетта, работает. подожди, да, я скажу пару Леон, нет, слов дайте вот Леону этому сказать. Вообще Узеру, Леон да, первый я начал. отвечу. Это Да, справедливо. я Узеру отвечу насчет Хаттаба и Абу, кто это был, Абу Валид, и, ну, скоро Абу кто там Валид, был. бо шлангбук, Слушай, Узер, я не знаю, Нохчево или какой-то национальности, если он Нохчево, если нет, то я на русском буду говорить, чтобы все понимали. Хаттаба я лично видел в 95 году в селении Тойзинчу, у людей в доме Хаттаб, там рядом с ним таких еще несколько Хаттабов. Первая война закончилась. Первая война, это сейчас молодые ребята, вот, пасунни, которые, такие, которые с дома там пострадали, у них там родители, отцы погибли, братья погибли на Второй войне. Но они Первую войну не видели, не знали вообще, или не были на этом свете вообще. Но во Вторую войну они слышали джихад, джихад, джихад. И когда сюда вот эти каналы заходят, они говорят, что разве Первая война это не джихад был? Нет, Первая война это был газоват. У нас на Первой войне объявили газоват. Мы даже не знали, что такое слово джихад. Я лично ходил в зеленой какой-то блузки, рукав отрезал, из него сделал ленточку зеленую. Я пацан, 18 лет. Вышел защищать свою родину. И эта защита родины называлась газоват у нас. И после Первой войны были песни чеченские, эти народные артисты исполняли там на балалайке, там на аккордеоне, хорошие такие душезатрагивающие, на гитаре песни. Газватях, типа умершие на газовате, лучшие парни там, типа такого. Первая война закончилась, все, фини. Были выборы, стал президент. Что делает Хаттаб? Зачем он сидит у нас в республике, развернул вот это сержанюрты, которые в советское время, я здесь в школе еще пионерский, вот этот лагерь, где школьников водили, лагеря были, там горный ключ, горный воздух, там сколько их там было, хорошие в лесах, Автуры, там Сержанюрт, вот эти места. Полностью там лагеря, учебка называлась. Туда заманивали, был кризис, вот полностью всю республику, всю индустрию, все заводы с первого дня войны с воздуха бомбили все фабрики, заводы, чтобы полностью экономику на ноль. Потом война закончилась кое-как. Весь чеченский народ вышел. Вообще беженцев не было. Вообще. Чуть-чуть было в Дагестане беженцев, и которые там при монете, которые в России крутятся там своими семьями в России. А так весь чеченский народ просто по республике передвигался. То в горы, то на равнину, то туда, то сюда, на север, юг, запад, восток. Из республику народ не покидал вообще. И помогал вместе с этими, кто воюет, наравне с ними женщины, старики, дети.
с этими как-то Молотовым, коктейли, все, что под рукой попало, с двухстволками. Там у одного гранатомет, трое там с гаечным ключом, там, если там какую-то технику подбить, с него какую-то пушку, что-то снять. Все это время прошло. Выбрали президента Масхадова, Дудаева убили во время войны. Да, первого президента убили, потом второй президент. Что делает Хаттаб нашей республики? Разворачивает лагерь в республике, кризис, голод, все такие потрепанные, бедные, голодные, дети, молодежь, там, взрослые, все там на улицах, конденсат, все руины, хлам, медь, алюминий, провода, кабеля. А там Хаттаб, туда пойдешь, там молодежь, 40 дней, по-моему, было сейчас, не помню, там учебка учат там, вообще, которые в городе, пацаны не знали, даже родители не знали, какую сторону молиться, пацаны ходят туда, там им дают по $100, их кормят хорошо там, красиво, по ушам проезжают, потом они приходят обратно в город с короткими штанишками, потом начинается, там своих родителей даже не уважают, короче. И вот так до второй войны Хаттаб сидит. Что он делает? Война закончилась. Если он даже принимал участие, воевал, война закончилась, Хаттаб должен был уехать со своим Абдул-Валидом, Абдул-Хамидом, всякими Ясирем, этими. Нет, почему-то он остался. Почему остался? Потому что у него было задание какое-то. И он свое задание выпил. Он ешь морды. Он на Пушкинске он сел, 2 грузовика, водовозку, какую-то бензовозку, какой-то блокпост, который подвозил, подбил это. И вот этот пиар еще в 95-м году сделал. Вот из-за этого пиара он такой знаменитый Хаттаб стал, понимаешь? И когда в Грозном, еще когда в Грозном был, Хаттаб был уже в горах, Тевзинчу, после Шали, Агишты, село, потом уже Тевзинчу, Хотинчу, Махкиты, там уже дальше некуда. Потом можно через реку, там через другие горы в сторону Урус-Мартановского района, это Комсомольская, Алхазурово, можно в Урус-Мартан выйти, там уже российская вот эта нейтральная зона, там тоже беженцы, какая-то власть там совместно с чеченскими этими коллаборантами, как всегда. Вторая война уже это все уже завербованные исламисты, радикалы, джихадисты. Никакой, они ни за какую чеченскую свободу не воевали. Да, были ребята, чеченцы, которые... Я полностью против таких утверждений. Все, что вначале было сказано, подтверждаю, но то, что вот во второй вот этой войне, что все какие-то завербованные были, это вообще... Я не досказал, Ибрагим Машулов, я не досказал. Именно в этот момент ты меня перебил. Я про Хаттаба закончил и перешел на молодежь. Именно этот момент ты меня перебил. Не согласен я. Да, была молодежь, которая даже вообще понятия не имела, выходила тоже защищать свою родину, сопротивляться, уходила в горы. И вот попадало все эти джамааты были просто как бы джамааты, там эмир, так, как бы это нормально считалось и для меня, и для Ибрагима, и для другого, 3-го, 10-го. Но там дальше больше, чем годы проходили, вот первые пару лет, это 2001, 2, 3, там 4 уже прошло, потом уже дали фатву. Чеченцы уже, вот это, которые на равнине уже, с оккупантами, с русскими, которыми сотрудничают, русские так и так захватили всю республику,
все чеченцы покинули, весь народ практически покинул республику, никто за этими родовыми вот этими хатабами, никто не хотел эту войну, вторую войну, этот джихад, который они объявили с кафиром, впервые нападем на кафир. 14 октября, по-моему, первый поток беженцев в Ингушетию, даже Дагестан не пускали, с Ингушетию не упускали. 2 недели стоял поток беженцев, с вертолетов обстреливали, самолетов обстреливали. Первый проход 14, по-моему, числа был, ноября или первый пропуск им дали, короче, там уже все подтянулись там туда-сюда. А эта молодежь ушла в горы, еще с гор, с Грозного, она вместе с этими эмирами, там, Бараевы, наши чеченцы, которые приближенные к этим арабам, этим хатабам, туда-сюда, ушли в горы, там уже дальше, глубже, вот эта исламизация, радикализация, потом началось вот эти полицейские, ППСники, они все мунафики, уже дали фатву, что их надо убивать. Уже чеченцы начали друг друга убивать. Те называли этих шайтанов, этих называли не мунафиками. Вот Хаттаб лично за нашу республику Хаттаб не воевал. Хаттаб воевал за своих интересов. Понимаешь, я тебе хочу объяснить. И от того, что он умер на нашей земле, это не значит, что он нам свободу хотел завоевать. Нет. Если бы он хотел бы свободу завоевать, когда Первая война закончилась, его работа, все, война закончилась, он ушел бы себе куда-нибудь в другое место джихад делать. А не ждал бы до определенного времени свое задание, которое изначально, когда приезжал со своим заданием, довести до конца. Он его довел, он и другие, и вот эти всякие. Сейчас я уже не помню, но Ибрагим помнит. Извиняюсь за эмоции, короче. Просто несколько дней слушаю. Вообще, es просто перебить, он неправильно и хулцунах, он дальше. Вот, я озраил чувак, там вообще вахабич. Бубат, юх потом ты эрбол шай нам бетагир, кош цельцем шай штай. Потом Самбях, там Джимсак, там вахабистов вообще мало, короче, в основном весь самый костяк вот этот, он полег весь вот в этом Комсомольском. Там и Наурский вот этот батальон оказался. Да, согласен. Но на выходе и Комсомольского. Сокровища нравится того. Кто это вот, кто интересовался израильской историей, и не израильской, называл евреев там террористами, что они что-то там терроризировали. Это кто? Это да, пытается отбелить. Я хочу, мне насрать, что он говорит вообще. Вы должны Леон, вбить ты свою посмотрел? бошку. Вы должны вбить свою тупую бошку. Леон, ты посмотрел? Теракт, как еврей зарезал посла Германии во Франции. У юзера спросить. Ты посмотрел, Леон? Юзер, можно ты с тобой спроси. подискутировать? Не, дай мне с ним поговорить, послушай меня. Я просто, вы у меня Слушай. перехватываете инициативу. Давай. Я вот у юзера хочу спросить. Вот в 99-м году прогремела серия терактов по всей России. Был взрыв в Буйнакске, Рязанский сахар. Да, потом Волгодонский. И вот Рязанский сахар. Что там произошло с этим Рязанским сахаром? Что там не так? Я это не знаю, это не ко мне. Я вообще с Леоном разговаривал. Я слышал, что ты говоришь, но я об этом ничего не Вы разбираюсь. рассказываете о каких-то там исторических моментах. Я вот Да. сейчас то, что у нас перед носом, вот здесь, вот, на нашем веку, то, что происходит. Почему Рязанский сахар на 75 лет? Это были учения.
Ну? Это действительно были учения, которые на 75 лет засекретили? Да. Фараты. Вы можете чуть-чуть, скажем так, ввести нас в это дело тоже? Вот нам интересно, вы россияне, у вас больше, наверное, информации. Раз вы о евреях знаете, там, 17-х, 18-х, 19-х. А, подожди, он еще русский? Ты вообще кто? Казак? Ты кто? Юзер. Нет, я не казак, я Грок. И от X. Ты кто? Просто говорю... Леон, ты же сейчас первый, я тебя жду, твоя очередь. Ты мне сейчас, Ибрагим, подожди, извиняюсь. ты кто? Леон, ты же говорил о мусульманах, Подожди, террористах, меня спросить хотел. Секунду, стоять. Ты кто? Казак? Стоим. Русский? Кто ты? Откуда? Я еврей, Леон меня зовут. Какой ты еврей, блин? Если ты был бы Даже евреем... это отделовский. Леон, давай сейчас ты сначала вопрос свой задавал, я тебе должен на него ответить. Я не успеваю. Ибрагим, ты и уже третий вопрос, нужно хотя бы начинать отвечать. Сколько мусульман делают терактов в мире? Сколько мусульман? Вот ты мне этот задавал. Ага. Да. И вы приходите, постоянно ноете, понимаете? Вы ответку не можете держать. Вы начинаете пить, начинаете плакать, давить на жалость. А он, а там, а здесь. Получайте ответку, будьте мужчинами. Вы же мусульмане, бля. То, что вас сейчас то, что мусульманин вас Израиль поставил на Ближнем Востоке всех в позу Г и показал, что это мы держава, так это и будет так, все. Привыкайте к этому. Это чтобы вы на будущее задумались, да? Чтобы вы на будущее задумались, когда вы будете нападать на кого-то, что вам будет жесткая ответка. Подожди, мы еще не закончили. Это еще только начало. Это только начало. Мы еще и газу опять вернемся. Леон, понимаешь? вот начнем с терактов, да? А вы будете подгорать. Если Леон, он его завалил, я не знаю, послушай меня. Если его завалили, того немца, значит... Я не знаю, послушай меня. Если его завалили, того немца, значит было за... Все сказал? даже Куран... Вот я тебе задаю вопрос. Сколько мусульман в мире делают терактов? Да, я на него должен ответить. Ты первый его задал, это справедливо. Я буду голосовать за Путина, за халифа, как за халифа. Вот я тоже хотел. Отсюда. Так вот, Леон. Где я живу, да, вот отсюда, Леон, с Австрии. знаешь, сколько... Я просто кивну, да, вот за Владимира Владимировича, чтобы он стал халифом. Прям отсюда вот сижу и уже кивнул. Я должен ответить же, Леон, мне он вопрос задал. Леон, знаешь, сколько от терактов умерло людей в целом? От мусульманских? Около 220 тысяч человек с 1978 года. Нет, не давайте ему уходить этому юзеру. 240 тысяч. Из них около 90-95% мусульмане. Слышишь меня? 90... Где живешь? Я спрашиваю, где живешь? Что ты несешь? Я должен сначала ответить тебе. Из них 90-95% это свои же мусульмане. Ты можешь проверить по терактам. Алло, меня слышно? Меня слышно? Маша, Леон, я же должен сначала это ответить. Так вот, 90-95% терактов, трупы умерли, это мусульмане. Мусульмане убивают мусульман. Можешь набрать 10 самых знаменитых терактов. Мусульмане убивают друг друга. Видишь, Леон? Из Ваши них около мусульмане друг друга убивают. Ваши же мусульмане валят друг друга. Да. А ты где живешь? Так вот, ты говоришь о терактах. Подожди. Знаешь, сколько христиан умирают каждый день от христиан? Спокойся. Я тебя спрашиваю, ты где живешь? Так, я сначала отвечу. Я к тебе пример. Ты где живешь? Он с России, что ли, не понял? Свой это, с конторский. Он с Лубянки прямо, с кабинета вещает. Понятно. Дайте вот это, не будем уходить туда далеко. Он зашел в гости. Да, это вот этот рязанский сахар, мне интересно. Валят друг друга. Ваши же мусульмане в Ираке завалили друг друга. Ваши же мусульмане сейчас в Сирии и в Иране завалили людей. Вы об этом ничего не сказали. Знаешь, сколько христиан ежегодно умирают от
от христианского создано Подождите, вот интересно, меня Сирия не беспокоит, Израиль не беспокоит, меня беспокоит моя родина. Вот рязанский сахар был вопрос задан. Эти теракты, кто сделал эти теракты? Можешь сказать, Юзер? Давай от этого начнем. А потом вот дойдем до Ирака, до Сирии дойдем, давай. Я не успеваю всем отвечать. Мне сначала нужно Леону. Мне всем не надо. Вежливо нужно ответить сначала Леону. Всем не надо отвечать. Ты по рязанскому сахару скажи. Давай скажи про рязанский сахар. 4 дома взорвали. Я же говорил Ибрагиму, я не знаю. А кто это сделал? А кто это Ну как сделал? не знаю, я про это слышал, но это не знаю. Да, Так да, вот, да, Леон, ты ничего не слышал. от террористов Ты ничего не умерло знаешь. 240 Не, тысяч человек. подожди, ты знаешь, что сделал еврей там в Хаслом, ты знаешь, что сделали палестинцы, что евреи с ними сделали, ты во всем мире все знаешь, а то, что вот весь мир знает У тебя про дома, рязанский у тебя сахар, дома ты не не знаешь. Рязанский сахар, ты ничего не знаешь, оказывается. Это как, Так вот, джентльмены, Леон, удачи у знаешь, нас. что создали Вы помните? христиане? Героин. И про героин все расскажи. Леон, Только- ежегодно только умирает не- от героина около 600 Кокс тысяч. с этого, Каба Верды, или как оно называется, оттуда, который Кокс ходил, его несколько раз тормознули. Только- Ты сейчас в одну кучу берешь. Хорошо, хорошо. Патрушева самолет, короче, поймали за хвост, Да, который с 400 посольства килограмм. перевозил кокаин чистый, да. 400 килограмм, да. Да, 420 килограмм. 485, не надо А врать. вот видишь, я иногда ошибаюсь килограммом. Короче, я нашел, слушай, в 1938 году еврейский поляк убил в Германии посла. Причина, я сейчас включу, чтобы вы послушали, что этот пидор сделал. Он преследовал евреев, да, и делал геноцид. Правильно он завалил его. Я бы тоже завалил бы. Правильно он сделал его. Этот Леон, твой это немецкий теракт? посол, Леон, это не теракт? теракт, это возмездие, он его убил, его родителей. Семью его завалил. Не, я не пойму здесь русский это и возмездие. израильский. Подожди, у вас русско-израильский конфликт здесь, я не пойму. А теперь скажи мне, русский, вот куда вы приходите, везде получается это в говно. Вы нападаете то на Грузию, то на Чечню, то на Украину за 3 дня. Везде вы везде обсираетесь, блядь. Да, везде, во всем. Ни хрена не производите, вообще ничего не производите. Да? Они скрытые мусульмане, Леон. Вы тупые, бля, вы кричали, что вы даже Леон, так ракеты вот, делаете. теракты, Ну. я уже тебе ответил, 90... Где ты такое берешь? Я живу на Ближнем Востоке. О чем ты теракты, говоришь? 90-95% умирают мусульмане от мусульманских терактов. 90, Давай считать. Ты знаешь, в серия Германии терактов произошла в Буйнакске, министр в Москве, образования, в Волгодонске. И на Рязанском сахаре остановились эти теракты после Рязанского сахара. Что произошло? Ответь. Леон, так вот, а ты знаешь, что создали иудеи? Какое оружие? Не, значит, я просто есть ясно петух, да, твоя? Петуха. Тебя спрашивают одно. Я просто вот реально, да, чисто человечески. Я вот, несмотря на то, что, да, там даже чеченское государство находится в состоянии войны с 99-го года и захвачено, но тем не менее, вот женщины, дети, которые взрывали в этих домах, я 100% вот против этого, соболезную этим людям. Даже если их близкие там куда-то шли, даже они благословляли убивать наших женщин, детей, я против, чтобы эти женщины и детей взрывали в этих домах. И действительно, я вот не понимаю, после всего вот этого, после Рязанского сахара, после того, как за 2 дня до взрыва в Москве объявили не тот адрес, то есть объявили адрес предстоящего теракта в Госдуме. Я не пойму, вот так вот, это все нормально там для русских братьев-мусульман? Для вас это нормально вот так все?
Я хочу послушать, чтобы он послушал, что этот посол сделал. Посмотри, кого он дает пример. Он дает фашиста пример, то, что еврей его убил. Леон, это Я не теракт. понял. Какой теракт? Это фашиста завалили. Послушайте, что этот сделал, вот этот сделал. Александр спросил, это не было терактов? Я Вы на самом деле фашисты. сказал, что это теракт. То есть твою семью убили. А Рязанский сахар был терактом? Рязанский сахар – это теракт? Я не знаю Рязанский сахар, мне кажется, это ФСБ сделало. Но я не разбираюсь. Альхамдулилля. Все, что ли, вот так и все. Ибрагим, я же тебе сказал, я не знаю на это ответ, честно. Смотри, и Слушай ответ. ты будешь в 17 веке искать, Один в что один. сделал какой-то. 17-летний Гершель Гриншпан 7 ноября 1938 года пришел в немецкое посольство в Париже и застрелил дипломата Эрнста фон Рата. Главная причина – именно протест против массовой депортации польских евреев из Германии. Его родители и еще около 17 тысяч польских евреев в конце октября 1938 были внезапно арестованы, лишены всего и вывезены к польской границе. Большинство в район Сбаншиня, Сбаншина. Польша их не хотела принимать, Германия не пускала обратно, люди месяцами жили в ужасных условиях в приграничных лагерях. Гриншпан получил от сестры открытку с описанием этого ада и решил действовать. Перед выстрелами он действительно крикнул: «Ты грязный бош, именем 12 тысяч преследуемых евреев, вот тебе документ». Цифра 12 тысяч, которую он называл, это округленное число тех, кто оказался именно в Сбаншине. Всего депортировали около 17 тысяч в разные пункты границ. Нацисты получили идеальный предлог. Через 2 дня после смерти фон Рата, 9 ноября, началась «Хрустальная ночь». Первый общенациональный погром с сотнями убитых, десятками тысяч. Ты знаешь, что сказали с этими 12 тысяч, когда вот он их отправил? Их убили. Он пришел там, и ты, ублюдок, сейчас говоришь, что это был теракт. Я твою, блядь, всю фамильное дерево, блядь, буду. Слышишь, И подожди, такие, как ты. я с тобой не Я тебе разговариваю. буду- Александр, ой, Леон, Подожди, мне сказал подожди. Александр, Я терактов тебе не говорю. было. Я тебе сказал, это теракт? Я тебя Это спрашиваю. месть, это месть, это месть, месть. А, ты считаешь это Давай местью. сейчас твою семью сейчас отведут куда-то в лес, будут над ними издеваться. Ты знаешь про это дело, кстати, что их всех убили? Там было 17 тысяч на самом деле, не 12 тысяч. Так, И ты будешь говорить про теракт? подожди, Леон, я тебя спрашиваю. Такие, как Мне ты, Александр евреи, сказал, это не было терактом. Не было два терактов от слова, евреев две ни одного. копейки Ты вставить. считаешь, это не теракт? Подожди, Это не теракт, это Юзеф, месть. Леон, Вот подожди. ты имеешь право Что считать такое теракт, слово теракт и что такое Теракт, слово Что такое терроризм? теракт? Ты знаешь, что такое Устрашение. теракт? Ты дебил, блин. Теракт – это устрашение, угроза. А там вроде угрозы нету, там просто как бы приводится в дело, да, там вот это за преступную его деятельность. Да, ну, месть это тоже такое неприемлемое. За то, что убили его родных. Вот Ну, твоих скорее, родных, это иншалла, твоих родных завалят, послушай меня, вот так как ты даешь пример. И дай Бог, нам запрещено это, но я тебе вот такие, как ты, я желаю. И чтоб ты, когда тебе сдохнут они все, ты вспомнишь мои слова, скажешь, а что мне делать? Вот ты вспомнишь мои эти слова, потому что ты это сейчас смеешься над этим. Его родных убили, он пошел отомстил. И ты, сука, кричишь, и мне просто слов нету, вот ты, ублюдок, кричишь, что это теракт. Теракт это когда делаешь какой-то... Я тебе и говорил, что это теракт? Я тебя спросил, Ты говорил, ты начал, да, и тебе сказал, что это не теракт. Вот ты давишь на это. Это месть. И знаешь что? Все бы это сделали бы. Каждый, кто бы тронул бы семью, он палестинцы бы это имеют сделал. такие же права, как это А кто делать? такие палестинцы? Если их так Подожди. прижмут. Имеют А право кто то же прижимает? самое делать, А если кто- их а так кто же прижать? палестинцы? А кто прижимает Палестинцы палестинцев? имеют право, если их так прижмут? Окей, а ну-ка Ответь. расскажи мне, как Они палестинцы имеют право прижимают? так же делать, если их А прижать как так ты же? палестинцы Ну, прижимают? хорошо, Ответь Леон, мне. хорошо, подожди. А чеченцы тогда имели право, да? Это все делать. Не, пусть мне ответит про палестинцев. Они же 42 не тысячи палестинцев. за убитых детей, Чечен 300 тысяч гражданского населения похоронено под завал, 27 тысяч без вести. Чеченцы тоже имели, да, право вот в России делать вот эти? А? Это так получается? С темы на тему не припрыгивай. Подожди, Да, вот да, это, да. Юзер, ты А что как считаешь, палестинцев что- зажимают? А ну-ка расскажи мне всего. Расскажи что мне, вот просто интересно. этого виновного, да, когда посла или кто он там, гасанули,
что это приравнивается к тому, что люди, ну, люди или вот эти недолюди заходят в полный населенный пункт с вот этими GoPro, всякими камерами и подряд по всем движущимся, короче, там, живым объектам наносят. Это ты что, считаешь, что это одинаково, что там и там происходит? Теракт, ты знаешь, кто там первый начал на той земле? Иргун. Взрыв в гостинице «Царь Давид». Знаю Рязанский. Не они начали, Мне больше, не палестинцы. я просто не могу понять, вот тебя взрывают в твоих домах, вот тебя русского, пускай ты говнюк, мне пофигу, кто вы там. Вот я гражданин своей страны, если бы в моей стране Масхадов или Дудаев какой-то обдолбавшийся или долбанный или непонятный взял бы и начал бы взрывать в домах наших чеченцев, где бы я ни был, в какой-то там спецслужбе, где бы я ни был, я бы эту гниду всю жизнь бы преследовал, понимаешь? То есть у меня вот такие были бы как бы отношения к этому. Я не пойму, что с вами там, куда ты лезешь, в какой-то... С кем, подожди, с кем с вами? Сову на глобус. Какую сову? Ты Я вот разговаривал такие- с Леоном, я просто о Russian. Чечне не говорил. И ты мне сейчас вообще... Russian. Вот про тебя, таких как ты, Russian, я не пойму, куда вы пытаетесь здесь чеченцев противопоставить, настроить против евреев. Я сейчас о чеченцах говорил. Я сейчас вообще о евреях и Ты палестинцах зашел на говорил. чеченскую площадку, ты здесь про рязанский сахар пукнуть или пикнуть не смеешь, да? И тут же Почему? ты призываешь всех вот этим вот, там, вытягиваешь там из пальца какое-то это невытягаемое. И пытаешься там провести параллель какую-то. А что евреи сделали этим палестинцам? А ну-ка расскажи мне. С чего начать? На то, что землю пришли забирать чужую? Какую землю, чужую землю? Та, которой сейчас они живут. А это палестинская земля? Нет. А чья это земля? Хананеев. Потомков Хананеев. Какие ханаеи, блин? Ну, куда евреи пришли? историю. Из Египта. Ты вообще Ты что, не историю. помнишь? Ты вообще историю. А Яков где был, когда Яков пришел сюда? Хананеи, рязанский сахар употребляли или они вообще? Да. Вот видишь, Скажи евреи мне, пришли кто из такие Египта в палестинцы? Нет, 1446 году подожди. на Ты хочешь землю сказать- Хананеев. Кто такой палестинцы? Кто такой палестинцы? Ты знаешь, что такое А палестинцы? на чеченскую землю русские в каком году пришли? Я это не знаю, честно говоря. Кто такие палестинцы? Да он с России, блин, а что он не знает. С чего ты такие решил, что я палестинцы? с Россией? А откуда ты? Из Израиля, из Хананея. С какого ты Израиля? Эфа Тагар. Хананея, извиняюсь. Эфа Тагар. Вот я просто, знаешь, Белая Тагит. Подожди секундочку. мне вот это все... Мама? Белая Тагит. Я Мастуль. Что ты там? Мастуль, говорю. Смотри, Мимо стуль. А там для меня вот даже это иврита то, не что он знает. сейчас Блин, подождите, я не успеваю, не слышно. Леон, это эти темы, которые он задает вот здесь, мне настолько это очевидно, да, вот что здесь происходит. То есть он зашел на чеченскую площадку, где, где присутствуют и евреи, да, и вот эти наши позитивные какие-то, скажем так, нащупывания друг друга. Вот сюда, как они заскакивают и пытаются вытянуть из пальца какие-то вещи, притянуть, какие-то параллели провести, да, там теракты были, это были, то. А видишь, палестинцы же, значит, имели право. То есть он... А вот палестинцы, такие кто создал сигналы палестинцев? Кто создал палестинцев? А ну-ка, расскажи мне, Грамотей. Когда они вообще... Ты сначала на вопрос ответь, евреи пришли на эту землю из Египта или нет? Ты ответь мне на вопрос. Я тебе отвечаю. вопрос. Это, наверное, сборная солянки, состоящая из такие евреев, палестинцы? испанцев, Кто такие итальянцев, Кто такие греков, палестинцы? арабов, египтян, А Яков сирийцев, когда иранцев. был? А Яков кто? А? Палестинцы? Палестинцы? Что? Да, Палестинцы? там Ты это даже были иммигранты, изначально блин, приезжие, понимаешь? как филистимляне. Ты даже не настолько... Подожди, ты настолько неграмотный, Да подождите. Ты настолько неграмотный, что мне даже противно с тобой разговаривать. Палестину создал, хоть бы почитай, римский император. Здесь, хотя, вот ты даже историю не знаешь, о чем с тобой разговаривать?
Ты промытый, блин. Ты просто сидишь, Да. антисемит, сидишь, это несешь. Да, когда у евреев нет А я выхода, тебе они скажу, говорят что... об А я тебе антисемитизме. скажу, Леон, стоп, если что, я код копала. Знаете, здравствуйте, юзер. Вы сказали, была создана террористическая организация Иргун. А впоследствии чего она была создана? Можно вам вопрос? Ау. Я разговариваю с Леоном, я не успеваю. То у меня сейчас еще второй, это, по-моему, Не-не-не-не-не. Ибрагим. Насчет рязанского вернулась. сахара Не-не-не-не-не. должен ответить ему. Хорошо, я вернулась к теме, когда вы задели организацию Иргун. Я хочу спросить у вас, после чего она была создана. Давайте, отвечайте. Можно с Леоном договорю, пожалуйста? Не-не-не, Он мне не вот ответил, что тебе евреи не- пришли тебе из не Египта. выгодно. Не-не-не, Он я говорит, знаю, что что тебя палестинцы нету спрашивают. такой нации. Палестинцы нету такой нации, он совершенно Вот. прав. Ну, чуть-чуть подождите, ему сейчас Яков, подкинут Яков. там информацию, Где пока Яков с этим, находился? с Леоном договорит. Юзер. Подожди, Яков, а где находился юзер? В истории, ты хотя бы историю там... Яков, где находился Яков? 12 колен, когда откуда вышли? Тогда не было государства. Понимаешь? Не Иудейское было. царство, иудейское царство. Дальше. Да? Яков, где был? блин? Яков. Я повторяю, Где- тогда где- не было государства. Это Ну, не где это такое вот сказано? пришло, было создано. Ну, Я где с этим такое? согласен. Было Они государство. пришли туда Даже правильно. это Но не тогда не знаю. было этого государства. Иудейское царство было от Нила до Ефрата. Дальше. В каком году? вперед. Которые правили 18 иудейских царей, среди них были известные вам как Млик Сулейман и Млик Дауд, Давид и Соломон. Это два для вас известных, у вас описано не в Коране. Дальше. Евреи пришли же из Египта, Дальше правильно? евреи не пришли из Египта, евреи спасали свой народ. Да. До Египта. Где были еще евреи? До Египта, давай. На той же земле, которой сейчас же живут. Ну, правильно. Она, если правильно, молодец. Тогда не было этого государства, правильно? Садись 5. Иудейское царство, я тебе еще раз говорю, В каком 5 тысяч лет до нашей эры. Вот так вот. 1446 год до нашей эры. Не-не-не, я тебе еще раз скажу. По сегодняшнему, по еврейскому календарю, это 5785 год. Вот и считай отсюда, но неважно. Дальше, 18 иудейских царей правили на этой земле, включая Соломона, как я тебе сказала, Давида, а после него еще были много очень, Хасманы и так далее. Я могу тебе до утра Это начитать. русский тролль сидит, блядь, Не-не, здесь. все, он ушел? Да, нужно я было, уже- зашла это спросить. русский тролль, который... Хорошо, Леон, Слушай, я на 2 минуты... Подожди, я на 2 минуты поднялась и хотела объяснить. Так вот, Иргун создали в 1931 году. Почему? После Яфовских ночей погромов, когда арабы напали на евреев, и было убито 46 евреев, 146 евреев были ранены. И тогда, после этого, чтобы арабы не нападали, была создана эта организация Иргун в защиту еврейского народа. Вот и все. Тебя удалили, очень хорошо сделали, просто иди поучись немножко, потому что меня ты не настолько осилишь. грамотный, понимаешь, насколько неграмотный, у тебя уже промыто все это. То, что у тебя Россия, твоя Россия, да, твоя просрала все, вот все просто просрала, и у тебя пердак горит, и ты сейчас ходишь, приходишь, здесь что-то пытаешься сделать. Ты лучше расскажи, как за 3 дня, давай его поднимем, как за 3 дня, давай его поднимем сейчас, узнаем. Я, Леон, Подними просто его, поднялась. Я выхожу, у меня просто было 2 минуты свободного времени. Я поднялась на самом Сейчас деле. поднимаешься и говоришь, что Путин педагог, слышишь? Слышишь меня? Подожди, Леон, дай мне выйти. У меня 2 минуты всего. Если ты как ты любишь перебивать, ну, Баймет. Я просто поднялась ответить насчет, как он сказал, организации Иргун, которая была создана в защиту в 1931 году Израилем, евреями от нападения и терактов арабов, где происходили, как всегда, насилие типа 7 октября. Вот, это для незнающих. Все, спасибо всем большое. Маршал Ду, приходите и оставайтесь свободны. Спасибо, ребят, что подняли. Маршаль, природы свободная сестра, всегда двери открыты. Евреи наши братья, иншаллах. Подними его опять, подожди, мне хочется... Только ты поднимаешься и говоришь, что Путин педагог, слышишь? Давай. Давай русский. Он ушел, по-моему. А, все? Не, вот он внизу что-то. Ну там методички, просто вы разные вопросы задавая, ему офицеры не успевали методички подсовывать. Там еще Патрушев, Бортников еще в затылок бьет. Давай вот это скажи, быстро вот это скажи. Там же все сидят, слушают.
как говорил Жагар Дудаев, обмельчали совсем. Офицерский состав обмельчал совсем. Голодовка кадров. Муджахидов совсем, Лубянки не осталось. А ну напиши, что Путин это педагог. Юзер. Давай. Салам алейкум, как дела? Кен Халиф. Привет. Как дела, Леон? Все нормально? Привет. Всем ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалям ва рахматуллаху ва баракату вассалату алейкум винегрету бабашку играет бад. Пристрелите его кто-нибудь. Формат тебя держи. Меня слышно, да? Сейчас, секундочку. Антитеррор тебя ждать? Меня... Сейчас, секунду, ребят. Это ты ник свой не скинешь? Ник Я надо скинул. скинуть. Скинул? Это не ник, ты просто закрытый этот бой сделал. А Я второй тебе это не скрин ник, всё? скину, что надо прислать. Давай. Этот паспорт, короче. Леон, паспорт, короче, срочно нужен паспорт. Мне нужно в Лондон полететь. Там Ми-6 мне звонят, предлагают работу по антидерекализации. Вот за будулайзерами Англии. Там муджахид им нужен, настоящий, а не комнатный. Я буду с микрофоном по улицам ходить с этими большими колонками, своя машина будет, короче, буду насиху делать. Вы ходите все муджахиды, кафиры, кверхузадовцы, бля, вы как можете сидеть? 6 аятов Аллаха есть, что вы не мусульмане. Пророки Аллаха отрекаются от вас. Короче, я буду по всем улицам ездить, короче, насиху делать вот этим комнатным муджахидам. Это вендетта. Буквою, короче. Ребят, слышите? Да. Всех ассаляму алейкум. Меня слышно, да, ребят? Да, ассаляму алейкум. Да. Я Юсеру могу ответить на его вопрос, или он задал? Что-то Леон ему неподробно ответил. Могу ему ответить? Позволите? С вашего разрешения. Особенно тему вендетты. Юсер, там какой-то 43.442, я тебе отвечаю. Открываешь сура 2, аят 58, когда пророк Муса свой народ забрал с рабства, Аллах повелел войти в святую землю евреям, и там жили, как ты сказал, халдеи, то есть амаликитяне. И Аллах им сказал, приказал совершить там джихад. И евреи, когда отказались это делать, сура корова, аят 58, и когда евреи отказались это сделать, Аллах их выгнал на 40 лет, но все равно Аллах их заставил напасть на эту землю, где жили там евреи, где жили там эти амаликитяне, и всех там вырезать и забрать эту святую землю себе. Если ты что-то хочешь предъявить евреям, предъявляй сначала Аллаху, который им дал эти земли. Не надо евреям за эти земли предъявлять, это Аллаху предъявляй это. Сура 2, я евреям хотя бы нужно с открытым забралом предъявлять, хотя бы с хлеборезкой свою показать. А они не знают свою религию, не знают они, брат. Они ничего не знают. Аллах да сам это говорит, с Лубянки офицер был, это даже не мусульман, это лубянский офицер, ФСБшник. Да, прямо Аллах с сам Лубянки. четко в Коране говорит, Аллах сам в Коране четко говорит, что Он избрал народ евреев над всеми по своему знанию. Это Аллах это все сделал. Предъявляя Аллаху туда претензии, а не евреям. Насчет вообще этой святой земли Израиля. Это земля является евреем. Потому что им Аллах это дал. И эту землю защищает Аллах и пророк Муса. Все. Вообще тема должна закрыться насчет этих палестинских оккупантов. Это Да, и ваше счастье, что до смерти Мухаммада, короче, землю нашу, короче, оккупировали вы, собаки, короче. Это ваше счастье, короче. Потому что по факту... Как сказали эти арабы, палестинцы это крысы, палестинцы это цыгане, а не арабы. Так что не нужно, сами арабы не признают палестинцев. Как понять непонятно, что я сказал?
Я тебе говорю, сура 2, аят 58, открываешь и читаешь, где Аллах повелел евреям напасть на святую землю, где жили амаликитяне, и оккупировать его. Это Аллах их заставил это сделать, где Аллах предъяву кидай, а не евреям. Все, я все сказал, как говорится. Винда, ты к антихадису когда зайдешь? А туда без тебя там скучно. Да это походу на намазе сейчас он закончит. Возможно. Я цыган не оскорбляю. Я цыган не оскорбляю. Я лишь говорю, что арабы назвали этих палестинцев цыганами. Это не я сказал, это сами арабы говорят. Я не оскорбляю. А так я цыган не люблю, это факт. Я не люблю цыган. Я говорю, как есть. Правил. Всем привет. Приветствую всех кафиров. Маршал, кафир, многобожники, бигбэг. А кафиры это многобожники, да? Ну, Мухаммед, короче, тех, кто не согласны ему подчиниться, Как ты нажимаешь? да, дань платить, всех называл так. Это, короче, кафиры это те, которые не мусульмане. Правильно Не, понял? те, кто не подчиняется Мухаммеду, не подчинялись. Мухаммед так их обвинял. Может, и на них говорил нападать ночью, секирит их мужчин, забирать их женщин, секс, наложниц, а детей Это я продавать в знаю. рабство. Да. А как мусульмане вот на это реагируют? Мусульмане говорят, что это евреи на их религию ложь возводят. Да. А евреи-то Они при чем, написали. если в Коране это все написано? Ну, они единственный народ на земле, который могут поменять слово Аллаха, изменить тексты в Коране, это евреи. Они могут, да? Да. Я не говорю, что они мусульмане говорят, что они могут. Мусульмане говорят. А по исламу же вообще никто не может. Ну, Аллах говорит, что его слово никто, короче, его тексты никто не может. Короче, святая Камасутра, Коран, то есть, извиняюсь, святой Коран у него, его слово. А мусульмане сюда заходят, они говорят, что евреи слова Аллаха подменили, тексты. Ну, бывает, это не очень, я думаю. Мы удивлены. Оказывается, евреи там и там подменили, и Но это в не Бухаре очень, мне кажется, подменили. говорят. Нет, все говорят, как ответить нечего там. Ты задаешь, Слушай, а смотри, здесь есть это там мусульманин? Я бы с написано. ним хотел бы пообщаться. Есть какие-нибудь вот прямо Да мы уже 4 религиозные года ребята? ищем мусульман. Ни одного не нашли за 4 года. Мы сейчас официально хотим письмо написать к еврейским вообще властям, к еврейским институтам, чтобы уже все Кораны подменили, вот хотя бы один подлинный, чтобы вот нам прислали, а то уже подлинного вообще не найдешь. Да, то, что мы сейчас на экран ставим, показываем, говорят, что это евреи вам написали. Мы говорим, ваш покажите, короче, а мы вам не обязаны свой читать. Вот так, говорю.
Поэтому нам нужен официально сертифицированный полностью, не подменено, где стоит штамп. Со звездой Дауда над Кораном. Вот такой печать звезда Дауда, потом Коран написан. Вот такой вариант. Как говорится, днем с огнем не можем найти тут настоящий Коран. Еще написать одобрен Бенянин Нетаньяху и всем еврейским народом. Да, при чем тут этот Вася вообще, Беньямин Нетаньяху, а? Как причем? Как Бенянин Нетаньяху? Ты знаешь, Да что это Вася такое? вообще, ну Он это шеф Вася Аллаха. вообще, это. Он вообще шеф Аллаха. Да, Как какой, ну, блин, да, Василий, Как какой? блин. Как какой? Его боятся больше, Черт чем он, Аллаха, мусульмане. Да это черт, короче. Как Вот даже мои черт? собаки, вот мои, слушай моих собак. Сразу Его цепенулись, все короче. мусульмане боятся больше, чем Аллаха. Ну это вы боитесь нахуй, а мы знаем, кто он такой. Это черт, короче. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Что ты материшься? крыса? Ну смотри, чё? мои собаки. Ты что знаешь, ты крыса, а? Что ты там в своей рашке живешь и знаешь, блядь? Хуила ты, блядь. Грубо так нельзя. Вот Здесь же сейчас вот религиозные вот вопросы, скатим. а не национальные, ребят. Правильно я понимаю? Да. Это религиозно, когда они уже и в колодец Буда, а ты их хлеборезку суешь, они начинают на мать, на отца, на нации, короче, куда угодно, когда их уже загнали в угол, они начинают, короче... Смотри, вот этот ФСБшник, который заходил, спрашивал по поводу теракта, то, что евреи устроили. Хотите, почитаю вам? Я был в шоке просто. Это вообще 17-летний парень, да, еврей польского... Леон нам зачитал на этом, его Google шейх есть? А где он теракт? Послушай, это был не теракт, это он так это представляет, как теракт. Вот пишут, в 1938 году в Париже был убит не посол, а третий секретарь немецкого посольства Эрнстен Форм. Кто был убийца, это Гершель Фейбель Гриншпан, 17-летний польский еврей. Дата покушения произошла 7 ноября 1938 года. Рат умер через 2 дня, 9 ноября, после покушения. Причина, вот это самое главное. Гриншпан стрелял в дипломата в знак протеста против притеснения евреев нацистской Германии. То есть в 1938 году Германия уже была нацистской. Евреи были лишены всех прав. Их уже увольняли со всех, им уже налепили звезду Давида. И как это можно воспринимать как теракт, когда это было просто протест 17-летнего еврея, родителей которого уже репрессировали, понимаете, да? То есть стрелял в дипломата в знак протеста против притеснения евреев. Отчаянный ход. Это уже отчаянный ход. Вот. В частности, это был знак мести. В частности, знак мести на реакция на высылку его родителей из Германии. Это событие нацисты использовали. Смотрите теперь. Именно это событие нацисты использовали как предлог для организации масштабных еврейских погромов, известных как «Хрустальная ночь». То, что они вырезали там тысячи евреев вместе с детьми, расстреливали, прям вытаскивая их из домов, да, это был знак мести якобы, да, то есть вы представляете, да, то есть то, что он назвал терактом, я об этом не знал, но он сказал, что евреи тоже устраивали теракт. Теракт? Разве это теракт? Мы же знаем, что нацистская Германия уже в 1938-м делала с евреями. Уже были концлагеря, уже их отправляли на в центры фильтрации евреев, уже им запрещали находиться в общественных местах, уже их громили их магазины. Ну, а как еще сопротивляться? И это он называет терактом.
мы, как понимаем, в этом мире умных людей не любят. Это цитата от кого-то, я забыл сейчас, там прямо цитируется. Придут времена, когда вот из-за идиотов, из-за их большинства умным запретят говорить. Понимаешь, вот мы сейчас приехали, короче, вот быдло, Доехали. короче. Да нет, наоборот, сейчас на самом деле потихоньку люди умнее и умнее становятся. Информация легче получается. Люди быстрее получают ответы на вопросы, на которые раньше, там, я не знаю, день-два тратилось, да, чтобы получить. А сейчас ты можешь за 15 минут это все. Ты знаешь, те, кто на самом деле является фанатом вот этой идеологии, да, то есть вообще ненависть к евреям, она у многих народов, она как бы скармливается с молоком матери, она передается по наследству. Сегодняшние антисемиты, которые живут, допустим, в бывших стран СНГ, большинство из этих молодых ребят, девушек, они в глаза своих ни одного еврея ни в жизни не видели. Да кому А ты их рассказываешь? родители... Я с ними вырос. Я с ними вместе вырос. Кому ты рассказываешь? С кем? Вот я 89-го года рождения. Я вообще в Узбекистане родился. Я с ними вырос. Я всем говорю, что я еврей. И Ну, ты и кому что рассказываешь, было, я, что ты с ними вырос? с этих времен. Не, он нормально, видишь, отзывается, что он говорил. Не, братья, я много кому говорил, и таких, как я, У немало. меня тоже многие есть ребята, которые с евреями выросли и Да, себя и мы евреями уехали считают. все в Израиль, подальше от вас. От нас? Нас очень много. А Не что, говорите, а у у вас вас там учителя секты, что ли? были, у вас учителя были Сектанты, евреи. что ли? У вас были... Не, секунду, не сектанты. Мусульманин, Вообще, мы брат. с вами... Ты мусульманин? Окей. Жили. Ты мусульманин? Я? Не, я атеист вообще, по сути. У тебя друзья есть мусульмане? Не, ну среди евреев мало. У меня есть много друзей мусульман, братуха. Ну, я вот Ребята, этому вообще хотел очень сказать, много если он евреев с вами атеист. росло. Особенно в 90-е годы. Очень много евреев среди вас росло. Учителя. Да, какая одноклассники. разница вообще, кто... Послушай, Вот ты представьте, родился... вот Евреи у вас что, были разные? друзья, Подожди, вы, сейчас. пацаны, у кого Дайте 90 секунду. года рождения? Дайте секундочку, Снег. Ты в 89-м году, ты говоришь, родился в Узбекистане? Да, А в каком городе? Кирчик. Кирчик. Во-первых, до 88-го года, тебе в 89-м году тебе год только исполнился. До 88-го года в Кирчике было очень мало евреев. Я сам с Ферганы. Ой, братан, у меня знаешь, сколько много было евреев? Послушай, в 88 году, когда когда начались в Узбекистане погромы на турков-месхетинцев, это да, турки-месхетинцы, были погромы, да, меня это не касалось. Да, я слава тебе богу. еще раз говорю, в 89 году нас уже в Узбекистане не было. Мы Я все знаю про уехали. эти погромы, а меня это не Да, касалось. но ты в 89-м только родился, брат. Ты Я родился, ты не но у меня мог, всё ты не нормально мог там было. с Меня евреями никто не видеться, громил, потому что короче. когда тебе 10 лет было, уже был 2010 У меня год. родители там жили, их тоже никто не трогал. Видишь, Давай не рассказывай. Короче, это не суть. Здесь суть заключается в том, насколько правдивая религия мусульман. Верно? Здесь в основном Да. об этом Там обсуждают. грузинов гасили, там вообще других людей гасили, там вообще другие понятия, другие... В Узбекистане не было вообще грузинов, я тебе скажу. Там Честно, грузинов гасили, Там там турков... греков гасили. Возможно, вы оба узбеков, правы. татаров там не гасили, не трогали. И русских там не трогали. Да, неинтересные разборки. У нас разборка с исламом. Мы вызываем на ковер ислам. У тебя есть вопросы по исламу? Да тут люди есть, которые хотят поднять. Тут не евреев пришли обсуждать. Еще бы он, знаете, помните, когда в Польше в гетто евреи устроили, как по его теракт, они сопротивление организовали, когда их в гетто закрыли. Вот. И евреи дали последний бой немцам.
И там до хера немцев убили, и, короче, всех евреев там тоже в гетто убили. Вот. Но Александр, еще бы он Александр, это назвал терактом тоже. Секундочку. Ведь это с Ларволом. Кто там хотел зайти? Я выйду. Совешь, а ты уже Аханас, а поротхова, метк юшен, Эдон, Эресел. Мегар. Ребят, а вы Алло. بعد ما تماشى شو Маржол, окей, дукан, эно хазоз му, халде муду. ماشي ده أبو خاصة بدك تواجه مخش نت معطوغي هنا صح زي عمر سون خستبيلنا خشو مش هتعز Сожиха дяу. سون خش موت Сожиха дяу. Пацаны, вот чеченцы, а вы не мусульмане разве? Иншалла, я Никогда муджахид. не были. И никогда не были. Я так и не понял, да или нет? Не, чеченец не может быть Я тебе мусульманином. говорю, никогда и не были. Ну как не Чеченец были? не может быть Примерно мусульманином. 50 лет вы мусульмане. Или больше даже. Не-не, мы думали, что мы мусульмане. Мы, оказывается, не знали Но ни это Коран, не ничего там. ислам, Мы это знали, мы не суфизм. можем быть. Я понял. То есть в вашем представлении ислам невозможно был было другим, вы его изучили и поняли, что он совсем другой? Вы его неправильно поняли? А мы вообще, кажется, его не знали, мне кажется. Другие изучили другой ислам и получилось, что мы не мусульмане. Другие изучили, и получилось так, что мы не мусульмане. Я хочу переварить то, что ты сказал. Наши же такие же, другие. Сейчас переведу. У меня есть друзья чеченцы, Объясни, мусульмане, я вообще. просто из-за этого... Ну, Думаешь, что они мусульмане? да, дело в том, что если полностью, если вот я, например, 72% за себя буду говорить. 72% мусульмане? Да, да. Это как так бывает? Ну вот именно получилось. Такое же не может быть, брат. Сейчас- Или же мусульмане, Сейчас или тебе же он нет. объяснит. Сейчас он тебе... Да, Я слушаю. короче, получили. Ну просто я не понимаю всю мерзость, там, гадость там, и так далее. А так, да, вот как говорят здесь, просто люди не знают, еще не знают, столкнулись, и что их ждет в конце тоннеля. Поэтому вот пытаемся разъяснить своему обществу, чтобы люди Слушайте, здесь в Коране? сейчас сразу понимали, да, вот, Мгм. вот эту идеологию, и потом уже определялись, там, сколько процентов он, или вообще он там, или не там. Как-то так. Мгм. Чуть-чуть понял. Смотрите, один вопрос. В Коране же есть сказание, которое до войны, да, было, и после войны. Я чуть-чуть хочу разобраться. То есть письменность, которая была, и есть письменность, которую отменили, верно? И новую написали. Да. Нифига. Хочешь сказать, Есть Мекинский и Мединский Там есть, вариант. да, два периода. Первый это период такого распространения, скажем так, словом, потом более Ну, мягкая такая версия. А потом Да, уже... типа дружите с христианами. Да. Но это все с- отменено, потом отменено. Да, я к чему это говорю? Есть же два типа мусульман, которые первые верят именно в те, которые отменены, и Это не так работает. Просто А как? есть те, которых потихоньку по вот этой вот, по первой версии, да, да. аккуратно затащили в эту тему. Ага. Потом уже, когда они там плотно, скажем так, усадили их, да, там на это дело,
И Потом, их уже шахидами делают. да, там уже начинает потихоньку Вторая уже тема, да, всплывать, блядь. Ибраим, Я понял. вера в Создателя, все и вся. Определять человек определяет рамки своего поведения. Это считается, что мусульманин, да? Вопрос. еще раз, если Если подкорректировать. я верю в Создателя, что я причинно-следственной связи моих родителей, на этот свет меня создал Создатель, все и вся. Значит, я мусульманин, да? Если я в это верю. Ну, ты можешь и христианином быть с таким-то Поначалу, понятием. возможно, да, поначалу тебе скажут, что да, ты там почти все, вот только шахаду произнеси там. А потом уже потихоньку это будет вообще что-то вообще удаленное от ислама. Ради Аллаха пойди там И мы люди. взорви дом. Человеком надо быть, и все. Да, там же в религии же написано, нельзя быть фанатизм это один из грехов же. Нельзя фанатом быть религии, кого-то. Сначала так поют, а потом уже со временем там сам смысл и есть фанатизм. То есть тебе нельзя вообще думать, а просто следовать. Чисто роботом делают, да, из тебя? Я понял. Я, если честно, вот просто тупо беру, сравниваю вот Иисуса и Мухаммеда, как типа, ну, если даже со стороны мусульман смотреть, да, два пророка. И по сути, если ты хочешь стать ближе к Богу, здесь и, я не знаю, чайнику понятно, как надо себя вести, чтобы ближе, ну, стать ближе к Богу. Верно же? То есть есть два поведения. Это поведение Иисуса и поведение Мухаммеда. И через какое поведение ты пройдешь к таким же... то есть, мне кажется, даже пройдя через путь Мухаммеда, можно попасть в ад. И очень быстро. А если хочешь стать ближе к Богу, надо пророчество Иисуса слушать. Ближе это как понять? На дистанции или... Не, ближе знаешь как? Духовно. То есть поступками, которые ты в любом случае, каждый из нас умрет и уйдет в тот мир. И нас будут судить по нашим поступкам, а не деньгам, вещам, там, Дольче Габбана, Луи Виттон и так далее. И эти поступки, они... Я понял, я понял смысл. А Иисус это Творец, его и вся эта вселенная. Брат, даже если смотреть его как на пророка, а не Творца, то его поступки были похожи на то, что Бог воплоти человека бы творил тут, понимаешь? Он больше похож на Бога, да, чем, допустим, Мухаммед, то есть посланника Бога. Если посланник, ты говоришь, там, допустим, я могу это допустить, но я не спорю там с христианами, диспуты не вступаю никогда, просто мне всегда интересно, у всех они по-разному понимают его. Да, как бы не понял. Я по-своему просто понимаю. Для меня Иисус это воплоти Бог, воплоти в мире в человеческом. Потому что те поступки, которые он делал, никто из людей, я мало таких людей вообще встречал. В любом случае, в каких-то поступках они грешили. А единственный человек, который безгрешный, мне, по моему мнению, это Иисус и его мать. Даже мать, ладно, ставим в сторонку. Если Иисуса как пророка взять, если там послушать его, ну, я не знаю, я Библию не читал, но просто так, какие-то проповеди, там, аудио слышал, типа с Библии читают там. Вроде бы у Исаии никаких вот этих военных там таких
никаких. Нет, брат, Да, у да, него у не этого было армии, походу но все ничего цари такого его не боялись, было. понимаешь? Суть в этом заключается, что у него не было армии, но все цари его боялись. Израиля. А если насчет Бога сказать, я в любом случае Начнем с того, я что... еще не молодой человек, даже чтобы у меня много лет, времени, годов было, чтобы это думать, прокручивать в мозгу, как это понять. И все-таки я и так и не понял. Ну, и чтобы стать ближе к Богу, как ты говоришь, это я дистанционно, это чисто было. Я Давай утрирую скажем так, сказал. секундочку. Чтобы Сейчас я бояться... закончу. Чтобы стать ближе к Богу, мне кажется, никаких посредников там не нужно, но надо быть человеком. Брат, он не как посредник, он как показатель твоего поведения. Ты можешь себя просто сравнить с его поведением и понять, насколько ты грешен. Секундочку, я хочу тебе задать один вопрос. Скажи мне, пожалуйста, ты сказал, что Иисуса боялись все цари. О каких царях ты говоришь? Ерунду. Бля, ну так говорили же, братуха, я то точно... Никто Иисуса не В те боялся. времена. Во-первых, в смысле не в то время боялись? царей... Хуйню он несет, блядь. Во время появления Иисуса никаких царей в Израиле уже не было. Был Синедрион. Был римский протекторат. То есть Рим здесь правил. Почему? Почему именно с рождения за ним уже начали гнаться Какой и Рим? хотели его убить? Евреи здесь не правили в то время, когда Иисус родился. Иисус Я родился... понял. Но евреи же его не принимали? Как было предначертано. Ну, это наше право, кого принимать, кого не принимать. Это наши еврейские разборки. Слушай, он еврей, мы евреи. Мы сами разберемся как-нибудь с этим. Хорошо, вы его же не приняли. Не, подожди, стой. А почему мы должны всех принимать? Я же не говорю, я ты православный. должен принять. Я тебе вопрос А я задаю. православный. Ну, И что-то ты еврей, ты не еврей. Я православный, давай так. Ну, хорошо, Причем ты тут православный. еврей? Ну, так он говорит, что мы его я не верю в приняли. Иисуса Христа. Ну. Так кто тебе мешает? Ну, это ты католик, а я Ну, православный. евреи же боялись его. Евреи Кого его не евреи боялись. боялись? Кого Так не евреи боялись. боялись? Иисуса боялись. С чего Вообще они идиот, боялись? блядь, А чё за ним ёбнутый так нахуй? гнались-то и Ты что, хотели дебил, его блядь? убить? Ёбаный дебил, блядь, какую-то хуйню, блядь. Иисуса боялись. Ушел, товарищ. Правильно. Вообще, чтобы было понятно, что такое римское право. Если разобрать, что делал Рим во время того, что здесь правил, это практически то же самое, что делал Гитлер в Германии со всеми народами и в том числе с евреями. У евреев здесь не было права в то время, когда правил здесь Рим, каким-то хотя бы образом что-то советовать или что-то рекомендовать императору Рима. Да? То есть написана история про Иисуса в Библиях, была написана греками во время того, что здесь правил Рим. Понимаете? Здесь правил Рим. То же самое, что после того, как Советский Союз победил в войне в Германии, ну, не один, а со всей коалицией, и еще непонятно, кто больше вложил в эту войну, чтобы была эта победа. Потому что все, что дал Советский Союз, это пушечное мясо. А все технологии были, оказывается, даны и американцами. Да? То есть без этих технологий мы еще не знаем, как бы Советский Союз справился. Тем более сам Сталин сказал, поэтому эти слова не публицируют, уже давно забыли его выступление, да, что он сам признал то, что если бы Америка не помогла, Советский Союз не выиграл бы эту войну. Да? То есть и в то время, когда здесь правил Рим, у евреев не было права голоса. Решать, кого казнить, кого миловать, все решал император. Даже если Иешуа пришел, не Иисус, а Иешуа пришел к евреям,
это императору больше не понравилось, чем евреям. Потому что император никогда не будет... Он пришел сюда и как бы возгласил себя царем иудейским. И это он вызов сделал императору Рима. И тут Синедрион вообще даже мог бы и не вмешиваться. Может быть, даже он и не вмешивался, по сути. Потому что именно император его и казнил. Дал директиву на его казнь. Евреи никогда распятие не применяли как казнь. Если у евреев казнили, то забивали камнями. Это единственная разрешенная казнь была по Торе. Другой казни не было у евреев. Это забитие камнями. По фильму также, там же он говорит, я не вижу за ним греха, по-моему, если по фильму, я помню. Это кто сказал? Римские прокторы? Блядь, кто-то сказал из них. Понтий Пилат, да. Я, говорит, не вижу за ним, говорит, греха. Говорит. Да, это для чего сделали? Потому что кто провозгласил христианство как религию, которая объединила многие Византию, кто создал? Это католическая церковь. А кто создал католическую церковь? Это Ватикан. А кто такой Ватикан? Это был Рим. Да, то есть они просто-напросто, их легионы, которые были собраны из разных народов, которые они завоевывали, детьми их забирали в рабство и делали из этих детей будущими легионерами, да, вычеркивали из памяти, кем они были при рождении, да, то есть и вот так вот были собраны легионы в Риме, которые потом держали в страхе всю страну, весь мир, как если бы и Гитлер завоевал бы полмира, да. То есть что делали римляне? Они убивали людей, отдавали их в рабство, насиловали, устраивали гладиаторские бои, казнили, да, то есть первых христиан кто казнил? Кто казнил первых христиан? Римляне. А потом на фоне этого всего, что у них разваливался способ удержания власти, им нужно было... империя начала разваливаться на фоне чего? На фоне того, что у них все легионы состояли одни из галлов, из фракийцев, из тех. Все пришли со своими богами. Поэтому у них было многобожье. И они поняли, что нужно объединить всю армию под эгидой одного бога, чтобы все знали одного бога. И придумали вот эту историю про Ишу, да, то есть сделали из него бога, и все начали поклоняться этому богу, сделали Иерусалим центром всего мира, который нужно защищать, потом оттуда пошли крестовые походы и так далее, для того, чтобы отвоевывать Ближний Восток. Это всегда была тема для того, чтобы начать новую войну, потому что это за нефть. Сегодня это за нефть, в то время это за другие ресурсы, за воду, за эти, приправы, за соль воевали люди, да, за женщин, чтобы убить мужчин, забрать женщин в рабство, чтобы наслаждаться. У них же интернета не было, развлекаться надо было как-то. Единственное наслаждение это они получали от еды и от... Да, это все так делали, мне кажется. Конечно, да, но они пришли к евреям, оккупировали эту территорию. Потом греки после них оккупировали, потом мусульмане здесь оккупировали. Кто только сюда не пришел поживиться евреями? Вот мне очень часто задают вопрос, а почему вот если евреи такой самый древний народ, первый принял единобожество, а почему они в таком меньшинстве среди других народов? Почему их всего там 18-20 миллионов в мире евреев, если они самые древние, можно сказать, по единобожью, да? То есть то же самое нам армянам вопрос задают. Я отвечаю очень просто, потому что евреи никогда не занимались миссионерством. Мусульман так много, но они все из разных народов состоят, да. Они были когда-то завоеваны халифатом, да, то есть и вот этот халифат, он насильственным образом большинство народов насильно мусульманизировал. Мужиков вырезали, детей забирали, девочек забирали в рабство сексуальное, женщин забирали в рабство сексуальное. Они после этого рожали вот этих муджахидов, да, то есть которые были покорны халифату, не исламу, а халифату в первую очередь, хану и так далее, да, шаху, падишаху.
Вот. И вот так вот был создан ислам. То же самое католицизм. Католики, они тоже занимались миссионерством. Они Они по беспределу, бля, все делали. беспределом, да, заставляли насильно под страхом смерти принимать католицизм, да, то есть вот евреям устроили инквизицию. Для чего? Для того, чтобы евреев один вопрос. католицировать. Да. Начало века, можешь сказать, католицизма, в каком веке у него начало появления католицизма? Это было, По своей по-моему, если я не ошибаюсь, в X-XI веке. Можно посмотреть. Все, я понял, благодарю. А потом православные, они же тоже, князь Владимир, он тоже староверов вырезал и насильно заставлял отказываться от староверия, и, то есть печенегов там вырезал и так далее. То есть, чтобы сделать православие, то есть он уничтожил очень много людей. Он мечом заставлял людей принять православие. Понимаете, да? То есть... И все у них вот это вот православие, вот посмотрите, православие и католицизм, да, то есть они ветви идолопоклонничества, они сохранили. Допустим, если взять протестантов, у них нету распятия, они не молятся распятию, у них там собрания они проводят, песни поют и так далее. Баптисты то же самое. А если взять православных, у них все, в церковь заходишь, у них все в иконах, это лики. У них распятие в центре находится, у кого-то больше, у кого-то меньше размером, да, то есть на распятии какой-то человек висит, да, и они этому поклоняются. А написано в 10 заповедях, что не будет у тебя богов передо мной, богов других ни на земле, ни на небе, ни под водой. Да, то есть не сотвори себе ни кумира, не сотвори себе никакого изображения. То есть и не поклоняйся им. То есть написано в 10 заповедях. И теперь я задаюсь вопросом, как много людей ходит в церковь, считают себя православными. Как вы можете не игнорировать то, что написано? Это написано в 10 заповедях. И эту заповедь каждый православный, кто считает себя православным, тоже должен соблюдать. Но они либо это не знают, либо даже эту заповедь не читают, да, и ходят, иконам поклоняются, распятию поклоняются, потом это распятие на шее себе вешают, да, то есть в качестве золотых цепочек. Блин, в то время распятие было орудие убийства. Представьте себе, если бы Иисус появился, допустим, в 80-х годах, допустим, в Соединенных Штатах Америки, там, где используется, как смертная казнь, используется электрический стул. Так что теперь электрический стул нужно было бы одевать на себе на шею, и у нас было бы в церкви теперь трон электрического стула, на нем бы сидел казненный человек? Понимаете, да? То есть до какого абсурда? Как давно я хотел вот такой этот вопрос задать насчет Христа. Вот прям ты мои мысли прям прочитал. Да, вот все, кто этому поклоняется, а теперь вот в Киеве я сам видел, в Киево-Печерской лавре я сам видел, как эти батюшки выносят мощи, знаете, что такое? Это трупы, мумифицированные трупы, да, они вывозят каких-то святых своих, да, то есть выносят, какой-то день у них такой есть, что они из этого делают праздник святой, и они эти мощи моют, потом эту воду пьют, полоскают, лицо умывают, поклоняются этим мощам. Как это возможно вообще? А церкви строили на мощах, на трупах. Вот те, кто строил церкви, там умирали, вот прям как фундамент их закапывали туда, под церковь. Как это возможно? И туда люди ходят потом молиться. Поэтому у нас есть противоречия, то есть мы это не поднимаем как вопросы, да, то есть для нас это не является вопросом, на который стоило бы обращать внимание, потому что мы как бы оставляем это им, это их культура, они так любят, они так хотят, мы их за это не критикуем, даже вопросов не задаем. Делают и пускай делают. Есть Писание, каждый человек, кто умеет читать,
И, соответственно, вот то, что написано, можно это еще себе же и растолковать, да. То есть, если человек читает, он, если понимает, что он читает, то у него у самого должен возникнуть вопрос. Ему не нужно задавать вопрос. Потому что если он это продолжает делать, с моей стороны, я так понимаю, что если я ему задам вопрос, он все равно на него сразу не ответит. Может быть, он задумается и начнет потом копать, а может, начнет вести себя агрессивно, вызывающе. Может, будет ему это не понравится и будет думать, что нападают на него, на его веру, которую он, в которой он родился. Смотрите, когда мы рождаемся, мы вообще никто не выбираем себе родителей, место рождения, дату рождения, национальность мы не выбираем, да, то есть мы рождаемся в разных семьях, мы рождаемся в первую очередь людьми, да, людьми мы рождаемся. И теперь мы не выбираем, в христианской семье родиться, в исламской, в иудейской, в буддийской, у аборигенов в джунглях родиться, мы себе это не выбираем. Может быть, нас назначают на эти должности, но то, что мы можем выбрать в этом мире, отталкиваясь от своего сознания, своего ума, это уже наш путь, каждого лично, каждого индивидуально. Допустим, если кто-то видит в Иисусе Христе Бога, у него есть возможность в этом разобраться. Если он слепо хочет просто в это верить, потому что он родился в этой атмосфере и в этом обществе, где в это верят, да, но сам разбираться не хочет, докопаться до истины не хочет, его устраивает вот это вот, он с этим живет, зону комфорта нашел, все, то есть его устраивает. Ну, это его проблема, это его путь, он себе выбрал. Вот он хочет идти по такому сокращенному пути, допустим, и ни на что больше не обращать внимания и не отвлекаться. Пусть себе идет. Ему хочется в церковь ходить, поклоняться статуе, потому что, вот, допустим, в каждую церковь зайдешь, лицо распятия совершенно другого человека. Возьми в одну церковь, зайди, у тебя лицо есть на распятии. Это лицо может быть похоже на лицо какого-то бомжа, который живет в соседнем районе, а они ему поклоняются. Черты лица могут похожи быть, понимаете? А может быть вообще в точности этот человек, да? А они ему поклоняются. То есть они поклоняются изображению, но он не задается вопросом, зачем он это делает. А он ли был Иисусом, вот это лицо, которое распято. В другую церковь зайдешь, совершенно другое лицо. Тут с бородой, там без бороды. Тут с усами, там без усов. Тут черный, там белый. Тут светлые волосы, там черные волосы. Понимаете, да? То есть тут у него мускулатура, там он худой, как бухенвальский крепыш. Да, то есть, ну, вообще, то есть абсолютно разные распятия, абсолютно разные люди. И ладно, был бы один какой-то стандарт. Но тут массами надо управлять, манипулировать. Поэтому, как хотят, так и показывают. Поэтому религия – это манипуляция. Контроль и манипуляция. А вера в Создателя – это, я считаю, другое. Нормальный, адекватный человек не может не верить в Создателя своего, в Творца Всевышнего. Или вот, допустим, читаешь, да, вот многие путают, что Аллах и еврейский бог Яхве – это одна и та же сущность. Когда читаешь, начинаешь понимать, что Аллах, оказывается, был у курайшитов, он, оказывается, был верховным богом среди 365 богов. То есть у него на каждый день был новый бог назначен. А бог Аллах, как его тогда называли, так его и до сих пор называют, он был верховным среди всех этих богов. То есть они не того бога называют Аллах, который вывел еврейский народ из Египта, из рабства, а своего бога, которому поклонялись еще до того, как мир познал этого бога. Да? То есть у них этот Аллах как был, так и остался. У которого были 2 дочери или 3 дочери, там Манат, еще какие-то дочери были, которые как бы тоже были божествами. Да? Одними из божеств из 365 богов. У них было 365 богов. На каждый день был свой бог. А потом они сделали единого бога,
А почему? Потому что им нужно было захватывать мир, им нужно было то же самое, как римляне сделали. Они пошли по пути Рима. Они, чтобы противостоять Риму и противостоять Европе, им нужно было набрать массы, потому что в то время все решали войны. Ничего не решала никакая политика, никакая дипломатия. Все решала только война и завоевание. Были такие. Да, и им нужно, а чтобы воевать, нужно было воевать массами. А чтобы массы иметь, нужно было как-то их собрать под одну единую идеологию. А чтобы их собрать, им нужно было придумать эту идеологию. То есть поэтому и православная вера, и христианская, католическая вера, они все были воинственными. Это все народы, которые воевали и захватывали территории. То есть вся Россия, она была захватническая. Захватническая война была там, начиная с князя Иоанна Грозного, да, то есть это были захватнические войны. Они завоевывали племена, захватывали территории, и поэтому себе забрали столько, такой огромный, почти треть земного шара себе отгрохали. Да, 17, то есть путем... 17 миллионов квадратных километров. Представляешь, да? То есть они сколько народов под себя подмяли. Да. Сколько народов под себя подмяли. Поэтому у них, ну, как бы не Россия, а федерация, да? То есть у них получается Туркменистан, тоже Россия, там, Бурятия, Чечня, там еще, короче, все под себя подмяли, и все это назвали одним вот этим вот центром управления из Кремля Россией. А живут-то на этих территориях другие абсолютно народы. Раньше эти земли им принадлежали целиком и полностью. Раньше они вели войны, друг на друга нападали, завоевывали территории. Кто-то прогнулся, кто-то не прогнулся, кто-то какое-то время правил, кто-то потом сдался, кто-то еще что-то. Но потом пришли цари с силой, завоевали. И все же это было под эгидой христианства. Все, вот сейчас возьмите, два народа воюют, украинцы и россияне, да? И те верят в Иисуса Христа, и эти верят в Иисуса Христа. Казалось бы, что воевать? Да? Возьмите этих мусульман, шииты, сунниты, ваххабиты. Что воевать? Один Коран, один Аллах. Что воевать? Не, воюют между собой, убивают друг друга, воруют друг у друга, насилуют друг друга. Не знаю. Я здесь 12 лет уже живу среди... Возьмите Европу. Возьмите Европу. Зачем вы коммунистам приписываете христианство? Объясните, пожалуйста. А почему коммунистам? Ну, потому что вы говорите, что все захватнические войны российские это христиане. Каким да, боком вы они? посмотрите, Где написано в Евангелии, что можно где-то что-то захватывать? Объясните мне. Ничего не написано. Захватническую... Ну, правильно, зачем тогда говорить, секундочку, какие захватнические войны у христиан? Ну, подождите, Иван Грозный был христианином? Ты мне покажи в Писании, чтобы где-то было позволено, чтобы христиане завоевали чью-то землю. Секундочку, ну, Иван Грозный... Тот, кто это делает, слушай сюда, тот, кто это делает, он в христианской религии является грешником и понесет наказание в судный день. Секундочку, Иван Грозный, он считается грешником? Да. Его опричники все были крестьяне, они считаются грешниками? И что? Не, все, ну, кто не следовал Иисусу, вся его армия, они считаются грешниками. Но они себя считали христианами. Мы же не можем что они себя считали. Ну, ты тогда... в Писании мне покажи. А следовали они Писанию, если они себя считали? Я себя тоже считаю космонавтом. И что? Летала на Луну? Я говорю, что... Я же вам сказал, что все... Ну, потому что сидит 2 часа, чешет ерунду. Я, например, не христианка уже давно. Но я защищаю их ценности. И не надо вот это вот городить вот ерунду. А что я сказал против христиан? Ты знаешь хорошо, что ты знал. Все, пока. Не, ну все, вы попрощались. Да, до свидания. Можете не приходить больше. Да, до свидания.
Ты тут не решаешь ничего, когда захочу, Хорошо, тогда можете, я буду можете приходить. приходить, можете приходить. Агрессивная женщина. Да, я не пойму, что она напала на Александра. Он очень интересно изложил нам материалы, чтобы Нет, сопоставить какие-то вещи. я Она то ли... берет, Я, акцентирует я, внимание, непонятно на чем. Да. я знаком немного с историей, которую рассказывал Александр. Он все правильно излагал, в принципе. Я тоже читал. Не, ну секундочку. Князь Владимир боролся с неверными. Вот у него это назывались староверы. А для него это были неверными. Кто крестил Русь? Князь Владимир. Что он сделал после того, как покрестил Русь? Он взял и начал войну вести против староверов, которые не хотели принимать православие. Это староверы до сих пор живут. Я перебил Да, тебя. да, но Староверы они долгое время прятались в лесах от князя Да, Владимира. они живут в лесах. Ну Они живут в мы их что, лесах. за людей не считаем, что ли? То есть она, получается, говорит, что князь Владимир это не христианин, потому что он себя вел не по-христиански. Но он крестил Русь. Это он покрестил Русь. То есть он потом взял меч и пошел убивать староверов. Я сейчас вспомнил, старовер, во Владимирской крытой. Вот пишет мне трепло, вот она мне пишет трепло. Подожди, князь Владимир крестил Русь или нет? Или я треплюсь? Крестил. Крестил. Если он крестил Русь, он потом пошел против По староверов? истории, если взять историю, да, он крестил. Вот, она мне пишет, воздухан. А ничего аргументированно, ничего не говорит, на не нее не пишет. отвлекайся, тут нам интересно, что... Он взял, покрестил Русь, сказал всем стать православными, поверить в Иисуса Христа. Ему все старцы сказали, мы не хотим, у нас есть своя вера, не хотим мы менять другую веру, чужую веру. Он взял. Да, начал это было с убивать. многими народами. Это не только даже вот если вы в контексте Вон, этого... факт мне показывает, конченая, вообще конченая, блядь. Она просто непонятно для чего она сейчас акцентирует внимание на чем-то непонятном. Это как бы излишне, на самом деле. Вот. А то, что вы изложили, Александр, большая благодарность. Многие вещи очень грамотно, связанно излагаете. Было приятно вас послушать. Относительно евреев, да, вот, что, допустим, да, вот там вы написали, кто-то, вот, евреи захватнические. Кого захватили евреи? Никого не захватывали. Во все земли, которые пришли. Евреи приехали на камни, на песок, не, я имею в виду, вернувшись в Израиль, на камни, на песок. Кому они приехали? Вот Да. они говорят, их там приняли. На чем? На камнях, на песке? Свои же собственные земли выкупали у них, не завоевывали, Выкупали, а да. юридически документы составляли. Да. И самое интересное, что есть составляли... Вот, пожалуйста, вот даже я могу поделиться. Здесь есть город Бер-Яков, я сейчас недалеко нахожусь, я в Израиле живу. Бер-Яков. Бер-Яков основан таким Раби Яков, который пришел пешком в Израиль в 1800-х годах еще. В 1800-х годах пришел и привез золото с собой, николаевские червонцы золотые. И вот сколько попросили у него за землю для того, чтобы он Бер-Яков отстроил, столько он золотом и отдал. Правда, после этого на него напали, и он все равно отбил эту землю и утвердил этот город. Вот, то есть, Смотри, несмотря ни на что, то есть... Вот смотри, вот христиане пишут снизу, да, что он здесь, что он пишет, подожди, что он изложил, он всех обосрал, она пишет. Если ты христианка, и тем более женщина, слушай, вы женщины, вы в последнее время, вот последние 10-15 лет, вы разговариваете и общаетесь вообще не как женщины. У вас уже женственного ничего не осталось. Вот сейчас женщина зашла, вела себя, я не знаю, то есть я мужчин таких не вижу. Да, у нас мужчин таких нету, чтобы так выражались, с таким гневом, с таким мужеподобством. У вас ничего женского не осталось. Когда мне сегодня говорят, что женщины, это женщины, вы уже перестали женщины.
Вы поверите? Дегенеративное мышление. Дегенеративное Да, мышление. вы все, об вас просто ходишь и обжигаешься. Вы сегодня, у вас взгляд какой-то ненавистный, какой-то вообще злобный, не женственный. К вам как к женщине подойти сегодня сложно. Ничего женственного у вас нету. Вы материтесь, курите, бухаете, одеваетесь как шлендры. Да, то есть у вас скромности никакой нет. На вас сложно сегодня, как на проституток можно еще посмотреть, но вот как на женщин, как на матерей, как на жен, на вас уже смотреть невозможно, потому что вас испортила сегодняшняя. Не, на самом деле он очень верно подметил, может быть. Современный мир испортил женщин. Современный. Да, он, может быть, феминизм. в лице этой женщины сказал. Да. Он просто в лице этой женщины как бы обозначил еще как бы несколько моментов, как себя женщины ведут. Вот. И сейчас вот некоторых это задело. Я думаю, может быть, он не адресно к кому-то личностно, да, обратился, а в лице той дегенеративным мышлением женщины, которая заходила агрессивно, задавала ему вопросы. Вот, он их имел в виду, таких женщин, да, вот, которые чуть-чуть самообладание теряют в последнее время. Действительно, это на самом деле мы чувствуем, видим это. Эмоции как будто преобладают над женщинами, нежели жизненные какие-то вот мудрость, жизненная мудрость. Вот, то есть мудрость игнорируется, а эмоции выставляются на первое место. Так нельзя. Так не прокатит. Вот. Надо научиться жить. Добрый вечер, всем приветствую. Шалом. Взаимно. Алейхум шалом. Шалом вам, ребят. Я хотел бы немножко защитить и женщин, и христиан. Я с этой целью поднялся. А кто на них нападал? Ну, не христиан, а именно саму как бы идеологию христианства. На самом деле она права в том, что когда она у тебя попросила предоставить Писание, где указано, что можно христианам идти и кого-то завоевывать, убивать, в этом она совершенно права, там нет такого. Да. Вот. Но, то, что люди неправильно понимают веру, идеологию устраивают другую. Мы же о другом говорим. Дай мне договорить, брат, пожалуйста. Потом я тебе это... Можно, да? Да, спасибо. конечно. Вот. То, что люди неправильно понимают, неправильно ведут себя, то есть устраивают это, превращают это в политику, религию, да? Веру, вернее, то есть. Это совсем уже другое, понимаешь? А на самом деле она права, то, что в христианстве нет такого. То есть это взято из иудаизма. То есть большинство это как бы... Смотри, в иудаизме написано «Бале аргеха ашкем ле арго». То есть написано это в иудаизме точно, как должен себя вести человек. То есть пришедший, восставший против тебя, восстань против него. Написано в иудаизме. Вот и все. То есть за это не нужно критиковать человека. Это все равно, что если на твоего сына поднимет руку, ты что дашь? Вот кто-то поднимет на твоего сына руку, даст ему по одной щеке. Ты подставишь этому человеку вторую щеку своему сыну, что ли? Есть в этом логика какая-то? Нету в этом логики. А Бале аргиха ашкем ле арго, в этом есть логика. Это видно, что это от Бога. Восставший против тебя, восставший против тебя, восстань против него. Это логика, это логично. То есть тебе дает Бог право самозащиты. Я всегда задавал себе вопрос. Здесь как раз, знаете, если можно углубиться в этот момент, дело в том, что в конце времен, как мы предполагаем, да, человек утратит хищническое чувство, да, чувство хищничества, и между людьми будет совершенно нормальное мирное сосуществование. Все равно к этому придут люди, как бы, да, так или иначе. Вот. Просто идея, как вот, допустим, тех людей, которые пытаются христианство продвинуть с целью, как бы, ну, допустим, да, образно говоря, защитить его, как говорят, да, идея его заключалась, наверное, в том, чтобы человек утратил это хищническое явление между собой, да, чтобы не уподоблялся зверю, да, чтобы человек находился на другом уровне по отношению к друг другу, да?
И идея, наверное, скорее всего, христианства заключалась в этом, чтобы победить это хищничество, да? Но, увы, значит, что-то пошло не по сценарию. Значит, каким-то образом это все не возобновилось. Эта идея утратила свою актуальность, особенно сегодня, да, когда люди еще больше хотят друг друга сожрать, да? То есть, опять-таки, для того, чтобы решить этот вопрос и, допустим, образно говоря, нивелировать хищничество, надо опять-таки корнями уйти в Тору, для того, чтобы понять, откуда оно возникает. То есть, чтобы действительно корень хищничества... Чтобы правильно разобрать, позицию, на которую опереться ты должен своими мыслями. Совершенно верно. Для того, чтобы действительно найти петрон, да, то есть найти выход из этой ситуации, в которой находится человечество, хищнической ситуации, да, для этого надо углубиться в Тору и разобрать все по запчастям, для того, чтобы действительно поставить все на свое место. Мало того, нивелировать римское право, по которому до сих пор живет человечество. Да? Римское право — это то самое ярмо на народе Израиля, которое надо снять с шеи. Да? То есть мы об этом никогда не забываем. То есть на сегодняшний день до сих пор галут еще не кончился. То есть галут — это римское право, которое преобладает во всем мире. Для того, чтобы его нивелировать, нужно восстановить законы, которые были даны Моисею, вот, и как бы укоренить их и действительно применить, руководствуясь всеми необходимыми наставлениями и назиданиями, которые были ниспосланы, да, как бы в общество. Да. Тут вот у христиан есть претензия к евреям, почему они не приняли Христа. У мусульман есть претензия, почему они не приняли Мухаммеда. Если у каждого из всяких цивилизаций, народов будут претензии к евреям, почему еще сейчас эти буддисты придут, спросят у евреев, почему Будду не приняли, и начнут евреев убивать за то, что Будду не приняли. Тут у нас четко написано, мы не приняли, потому что нам запрещено, потому что у нас написано в Писании, по каким критериям мы должны определить именно настоящего Мессию, какие события должны произойти перед тем, когда он будет, во время того, что он будет, и после того, как его не станет. То есть и у нас Мессия, он смертный, а они бессмертные. Теперь и все эти события не произошли ни с Мухаммедом. Мухаммед вообще как варвар пришел, он пришел к евреям в Медину и просил, чтобы его приняли как пророка. Его евреи послали на 3 буквы. И он пошел, собрал армию, и первую свою войну, которую он устроил, это против евреев в Медине. Он в знак отместки, что его не приняли, он пришел их убивать. Совершенно верно. Причем языческими методами. Ну, потому что он управлял язычниками, он не мог иначе. Нельзя варварское общество неграмотное сделать цивилизованным за 2 глотка молока священного верблюда. Да. Самое главное, что в этом не было благословения. Да. Теперь Мессия, да, вот то, что говорят, Мессия Ишуа. Ишуа это был раввин, в принципе, да, то есть он учился в Ишиве, он был обрезанный еврейский мальчик, он одевал тфилин, он одевал цицит, он носил кипу, он ходил по Иерусалиму и цитировал Тору, он цитировал псалмы Давида, да, то есть он был обычным талмид ешива, то есть он был учеником ешивы, это где ходят религиозные мальчики, учатся Тору, Танаху и так далее. И во время того, что он присутствовал на земле, жил на земле, существовал 2-й храм. То есть храм существовал, а в Писании написано, что Мессия придет и отстроит храм. То есть его не могли физически считать Мессией, потому что храм уже стоял, и
Мессия должен был прийти после того, как объединятся 72 государства, войной пойдут против Израиля. Тогда не было такой войны, поэтому его и не приняли. Да, то есть не было этой войны, и Мессия в то время как бы не определил себя, потому что не было событий, которые должны были предшествовать его приходу. Поэтому его Мессией никто не принял, но он, мне кажется, себя и не называл Мессией, потому что, мне кажется, он на себя называл царем иудейским, потому что в то время царя иудейского не было. И, скорее всего, он это выдвигал, вот это царство иудейское, как помазанник он себя считал против римского права, а не против евреев. И мне кажется, не Синедрион его судил, а Синедрион, вот эти вот римляне обвинили потом, когда писали Библию, через 500 лет после его смерти, они писали Библию, да, то есть и там уже писали те, кто мог эти события совсем по-другому описывать, понимаете, потому что Синедрион никогда не судил на казнь, то есть тем более на такую, что человек никакого не совершил преступления против еврейского народа. То, что он себя называл, возможно, царем, то, скорее всего, может быть, он называл себя царем, и это было как бы Ну, больше... это же было при царе Ироде. При царе Ироде. Нет, Ирод нет, был ставленником римского прокуратора. Римского прокуратора, да. То есть и он себя как бы объявил царем, и это было как бы вызов императору Рима. Вот и все. Ему не нужен был другой царь. Очередь, конечно. Да. Он просто был такой же, может быть, повстанец, как Бар-Кохба, который восстал против Рима после уже Иешуы, да, то есть было восстание Бар-Кохбы, на основании чего у нас разрушился второй храм, потому что Бар-Кохба проиграл Риму, но при этом он уничтожил 5 легионов римских. 3 года они воевали. 3 года они воевали и в конечном счете потерпели поражение. И в знак мести император Адриан изгнал евреев из этой земли, но большую часть евреев изгнал, какая-то маленькая часть евреев здесь осталась. А многих забрал в рабство, их казнили на вот этих вот аренах гладиаторских, их скармливали львам и так далее, евреев убивали, изгнали их из земли. И в знак того, чтобы отомстить евреям, он приказал эту землю полностью засыпать солью, всю эту землю засыпать солью, весь Израиль, все царство Израиля засыпали солью, чтобы эта земля была неплодородной, и переименовал эту землю в Палестину, да? Палестину сирийскую. Вот. Он переименовал эту землю. То есть он переименовал ту землю, которую сам Бог назвал царством Израиля, он переименовал в Палестину. И что мы теперь должны считать после того, как эта земля была переименована каким-то римским императором-язычником из царства Иудеи, из кананских земель, переименовано в Палестину, мы будем считать эту землю Палестиной теперь. Каждый, кто эту землю считает Палестиной, он идет против слова Бога. Когда Моше принимал эту землю от Бога, Авраам, когда принимал эту землю от Бога, эта земля называлась Канаан, земля Канаана. Она никогда не называлась Палестиной. В Палестину ее переименовал в знак наказания для евреев и в знак того, чтобы стереть из памяти человечества, что это царство Израиля когда-либо существовало, переименовал эту землю в Палестину. И теперь все, кто считает эту землю Палестиной и называет ее Палестиной, и еще выдуманный народ какой-то, палестинцы, называют этих людей, да, арабов практически, по сути, да, бешеных арабов, которые здесь, ООН сюда их здесь нам разместил, за которые получает, безусловно, огромные миллионы получал, да, вот, и для них это был больше бизнес, и мне кажется, что в ООН просто это собрание антисемитов, потому что 98% всех резолюций за все время существования, которые существовал ООН и существуют до сих пор, были приняты против Израиля. А что, у нас во всем остальном мире нету никаких проблем, конфликтов?
какой целью их туда он поселил? Вот это непонятно. А вот смотри, что произошло. В 45-м году заканчивается Великая Отечественная война, да? Там в 46-м там война с Японией заканчивается. Все. Вот якобы война. Теперь в 48-м году, в 46-м, 47-м, 45-м годах сюда идет массовый наплыв евреев, массовое переселение евреев на землю Израиля. Теперь в 48-м году здесь британский мандат, да, то есть британский мандат заканчивается в 48-м и провозглашают израильское государство без того, чтобы у Израиля было оружие. Америка не помогала тогда. Мне кажется, в то время Америка тоже была антисемитской, да, то есть и Америка оружием не помогла, Чехословакия помогла оружием Израилю. Чехословакия дала 3 самолета или 4 самолета. Вот этими 4 самолетами они разгромили всю египетскую флотилию, которая была из мигов. Александр, извини, на 2 секунды. Дополнительный вопрос, чтобы ты все это вкупе продолжил. Я много раз слышал, что Сталин в Америке в конце 30-х каких-то годах взял по тем временам, я сейчас не помню, $50 тысяч или $5 миллионов и обещал дать землю евреям на нынешней Украине, тогда не знаю, как это было. Смотри, когда... И потом он кинул якобы. Да, кинул. Он Крым предлагал, он нуждался в деньгах. Об этом даже снят фильм. Есть документальный фильм, есть художественный фильм, как Сталин пытался привлечь с помощью этого, как его, кто у него был, Берия вел это все дело, да, то есть, и они привлекли одного еврейского артиста, который в Америке очень славился, который находился на территории Советского Союза, жил на территории Советского Союза, но еврейское сообщество в Америке как кумиром был для них, да, то есть, и они его сделали как бы президентом еврейской ассоциации, который должен был привлечь еврейских бизнесменов, богатых в Америке, задонатить кучу денег для того, чтобы Советский Союз мог бы помочь решить еврейский вопрос в Германии. Понимаете, это была торговля, по сути, да, не то, что там от чистого сердца, он нуждался в деньгах. И этот мужчина сделал все, то есть, и они подстроили еще убийство этого человека, и вроде, и типа его убили неонацисты. И это еще больше простимулировало еврейский конгресс помочь Сталину как бы с деньгами. Вот. Но взамен на это они просили для евреев еврейскую автономию. Они просили вернуться на землю Израиля, чтобы Сталин им в этом посодействовал. Он сказал Берии, Берия ему сказал, давай мы им пообещаем, какая разница. Говорит, нет, говорит, это, говорит, очень умный народ, говорит, мы их не сможем, говорит, как бы провести за нос. Но мы им не можем, говорит, обещать то, что нам не принадлежит. То есть они не могут, им в то время называлась Палестина, то есть обещать Палестину, тогда бы они заподозрили, что они, то есть евреи не дураки, если бы они им пообещали бы Палестину, таким образом они бы показали, что они были бы готовы воевать и с Великобританией. А так как Великобритания была как бы в коалиции, антигитлеровской коалиции, как они могли бы показать, что они готовы были бы воевать для евреев против Великобритании? Почему? Потому что Великобритания имела мандат на эту территорию. Советский Союз не мог решать, какие люди могут жить на этой территории. Как бы это решала Великобритания, потому что здесь был британский мандат. А на что он им предложил? Давай, говорит, мы им предложим то, что мы им можем обещать. А что мы можем обещать? Мы обещаем им автономию Крыма, что это будет для них еврейской автономией. Но евреи не согласились на это, потому что им не нужен был Крым. Но потом убеждениями, что якобы временно это будет Крым, а потом они дадут им другую землю, и, скорее всего, это будет Палестина, они ему дали денег.
Они ему дали денег, но потом он кинул их и сказал, вот ваша автономия будет в Биробиджане. И вот так появился Биробиджан в Сибири. Да. Но я тебе скажу, евреи, Ну, которые значит, туда... это правда, да? Мне просто Да, евреи, некоторые которые туда убеждали, что это перебрались, в неправда. Биробиджан, евреи, которые перебрались в Биробиджан, они впервые почувствовали себя как бы людьми, окруженными людьми, которые не угрожают их жизни. Потому что в Советском Союзе, вот, допустим, в Советском Союзе во всех землях, где жили как бы не мусульмане, допустим, да, вот, допустим, я жил в Средней Азии, там не было такого, как бы, притеснения против евреев, потому что узбеки, они приняли очень много эвакуированных, они очень дружелюбные были, их тогда еще в то время, до них не дошел настоящий вот этот шариатский ислам, у них был какой-то ислам, они даже Коран никто не читал, потому что никто не умел. Они этот Коран держали под подушкой как святую книжку, больше никак к нему не относились. Никто не умел читать Коран. И вообще в советские времена очень все преследовалось. Религия, то есть нигде не звучало слово религия, не было никаких мечетей, не было никаких синагог. Синагогу, в которую я ходил, она была очень спрятана в каком-то доме, потому что и там только миньян, 10 человек собиралось, чтобы читать молитвы за мир, за существование евреев и всего мира, и всех народов в мире. Ну, короче, все наши молитвы, они на этом построены, по сути. Кто не знает, может перевести каждую молитву. Есть молитва Шахарит, Маариф. Это все сегодня в открытом доступе. Взял перевод, посмотрел, что там написано, и ничего против других народов там не написано. Кто там придумал, что гои, евреи называют других людей неполноценными гоями. Гой, в Торе написано, что Гой и нас называет Бог Гой. Гой это Гой Кадош, то есть святой Это народ. пропаганда. Да, Гой это перевод слова Гой, это вот если дословно на русский язык перевести, Гой это считается народ, то есть переводится как народ. То есть если ты если тебе стыдно себя считать народом, то с другого языка ты будешь звучать как народ по-другому, да, то есть потому что в Торе написан еврейский народ, он описывается как Гой. То есть Бог обращается к Моше и, к Моисею, как у вас там, допустим, он известен, да, допустим, и он говорит ему, что отведи мой народ, отведи Гой Кадош, мой народ, то есть в землю обетованную. Он относится к этому народу как тоже Гой. Гой – это в переводе «народ». Это ничего такого негативного в адрес других народов, что якобы выражает какой-то нарратив неполноценности или выделяет нас среди других народов. Мы их называем Гой. Ну, может быть, слово так человеку кажется негативное какое-то, но если перевести с иврита и даже с арамейского Гой, он переводится как народ. Все. Он больше никак не переводится, это слово. Нельзя этому слову дать еще какое-то значение. Вот. Но даже это слово, то, что евреи называют нас гоями, да кто они такие, туда-сюда, мы их называем народом. Если они не народ, или, вот понимаете, что такое неграмотный, что такое человек не разобравшись, да, допустим, это же все ненависть, это все повод для ненависти, да, повод для ненависти. Ты задай вопрос еврею, что такое гой? Я тебе скажу даже больше, многие евреи сами не знают, что такое гой, потому что многие полноценно не знают иврит. Знают уличный иврит, допустим, да, используют там, допустим, 1000 слов, допустим, вот его в обиходе, да, то есть вот на работе он там дома вообще не разговаривает на иврите, на русском говорит, а на работе ему приходится говорить со своими рядом, кто работает, и там хозяин, кто, допустим, отвечает на иврите, так у него очень сильный акцент. Ему задай вопрос, кто такой гой, он тоже не знает. У этого слова нету дополнительного. Это дополнительная оскорбительная составляющая придумали сами те, кто является неевреем. Они сами для себя обзывание придумали.
Они сами себя этим, как бы, ярлык себе этот повесили, и сами себе придумали, и сами в это еще поверили, понимаете, да? То есть их никто гоями не называл в знак оскорбления. То есть они сами себе этот придумали. В принципе, все. У них просто им У нужно меня было какие-то повод были придумать, мысли, чтобы евреев в принципе, ненавидеть. Лишний повод нужен же, чтобы евреев, чтобы был у них повод оправдательный, что они сами себе оправдывают тем, что они погромы устраивают против евреев. Они нас гоями называют. Они нас, да, пошли их громить, пошли, все, и пошли как бараны все громить, да? А потом что? А потом что? А потом разбираться? Поубивали, повскрывали женщин с беременных, да, вытащили оттуда детей, на вилы посадили, приковали. Вот погромы в Украине, погромы в Польше, погромы в Венгрии, во всех странах Европы. Посмотрите, как убивали евреев, да, то есть в разные года, в разные времена. За что? Вопрос, за что? То есть мало того, что убивали, так они еще и грабили их. Так, может быть, это был просто узаконенный грабеж? А все остальное просто придумали для того, чтобы... Деньги нужно было. Великий Конечно. Захар тоже говорит, упоминает о евреях в своем интервью. Мальчики для битья. Мальчики для битья, да. Еврейский сионизм, говорит, потом евреи, говорит, окрепли, бьют сильно, есть чем бить. Мусульмане убивают евреев, потому что Мухаммед им сказал так убивать евреев, и там им хадисы такие написали. Где найдешь еврея, там его убей. Нету такого. Даже нету вот такого. сейчас я, извини, я перебил, нохчеву мацу, даже вот этот один крестовый поход в начале, ну, как сказать, первая половина второго тысячелетия, или как получится? Да, первая половина второго тысячелетия. Да, вот этот крестовый поход делали вот эти тамплиеры, еще они из Ватикана просили разрешения. У них цель была на Иерусалим, и вся эта у них цель богат за богатством. А тогда там в Иерусалиме мусульман-то не было вообще, в принципе. Нет, почему? Они же воевали с мусульманами, крестовые походы они же устраивали против мусульман. Не, я не про эти крестовые походы говорю. Да, они и с мусульманами, но у них это тамплиеры, у них конечная цель была добраться до Иерусалима. И да, потому что... И это там богатство, там типа хороший куш будет, типа трофеи будут. Смотри, они Ишуа, да, то есть объявили Богом. И когда мусульмане начали завоевывать эту территорию, да, то есть Египет, Сирию, Иорданию, тогда этой Иордании не было, это все было царством иудейским. Да, то есть, когда они начали вот эти территории захватывать, они объявили Иерусалим тоже своей святыней. Почему? Потому что в Торе она у нас записана как святыня. А они же, мусульмане, что сделали? Они Коран написали и написали себе, что якобы еврейский народ, он утратил уже свое оправданное вот это вот первенство в глазах Бога, что теперь мы избранный народ. И они за это воюют. Вот эти палестинцы, которых называют палестинцы, они открыто говорят, что это мы избранный народ. Что евреи уже не избранный народ, мы избранный народ. И они претендуют на эту территорию. Они же не хотят с нами в мире жить. Почему они не создают новое палестинское государство? Почему они не делают... 8 раз они отказались от государственности. 8 раз. Они не хотят государства Палестина. Они хотят всю нашу территорию завоевать и вместо нас здесь быть. Вот они что хотят. Они хотят нас убить, короче, и вместо нас здесь находиться как по праву первенства. Якобы их Бог избрал, а не нас. Написано, что потомство, которое дается, потомству, которому дается эта земля, это потомство, которое должно быть от Якова. Яков и есть Израиль. То есть Яков, его имя Израиль.
То есть поэтому в честь Якова названа эта территория Израилем. 8 октября 2023 года у меня сосед 100 метров живет. Он с Бейрута уже лет 40, наверное, как здесь живет. Еще подростком приехал сюда. Я ему звоню, говорю, зайди кофе попьем, посидим, говорю, поговорим, надо есть о чем поговорить. Он пришел, угостил его кофе, сидим, кофе пьем. Я говорю, где написано в вашем священном Коране, где написано, убивай евреев? Он так удивительно на меня смотрит, говорит, такого нету, говорит. Кто тебе такое сказал? Я говорю, Не, в Коране это не написано, в хадисах написано, в хадисах. и он мне говорит, коротко говорит, ты, говорит, Аль-Джазира слушал он или что слушал, я не знаю. В начале октября, до 7 октября хамасовская, вот это все, их родственники, племянники, кузины, блядь, все они уже находились в Катаре. В роскошных условиях, короче. Хамас вот этот подставил свой народ. Их народ уже не первый раз ведь. Смотри, они вообще такую операцию готовили. Многие же не знают, какую операцию вообще, как вообще должно. Все должно было быть иначе, чем то, что мы увидим сегодня. Картина должна была совершенно быть другой. Как они готовили вообще эту операцию, чтобы вы понимали, да? То есть мы-то это знаем. Когда они напали, почему там были камеры, когда вот 7 октября, почему там было и Аль-Джазира, и многие операторы разных каналов, да, даже BBC там был, понимаете, на территории сектора Газа. Почему они все это снимали? Они были подготовлены даже с журналистами, вы представляете, да? А что должно быть? Они же должны быть, они же не дураки. Если они готовили эту операцию, они готовили ее так, чтобы обвинить в Израиле евреев. Вопрос, вот смотрите, там, допустим, было 5 или 6 тысяч боевиков и каким-то образом еще 10 тысяч вот этих мирных граждан, которых они называют мирными гражданами, типа невооруженных, да? Теперь было 5-6 тысяч вооруженных до зубов, и с гранатометами, и со всеми делами, да? И около 10 тысяч вообще невооруженных, среди них было очень много детей. Теперь, что они делали? Они этих вперед послали. То есть те начали ставить вот эти вот бомбы на ограждение. В 28 местах они поставили, разрушили забор вот этот безопасности, да, чтобы прорваться на территорию Израиля. И вот эти камеры начали снимать, как вот эти вот протестующие, как будто бы протестующие ломают забор. А что они ожидали? Они ожидали от израильской стороны, чтобы израильские солдаты начали стрелять вот в этих безоружных якобы. Это все должны были заснять на видео, но этого не произошло. По каким-то, я не знаю почему, но израильские солдаты не отвечали. Они были полностью... То есть помешало ответить, я вам скажу, что они запустили в это же время, они сами дураки, они операцию очень неграмотно подготовили, но весь этот план, который вот сейчас я вам говорю, он должен был сработать именно так, что сначала идут протестующие, потом израильские солдаты в них стреляют, а потом якобы вооруженные хамасовцы отвечают в знак уже ответного огня. Понимаете, да? И на фоне всего этого должно было произойти такое, что якобы Израиль стрелял в мирных людей, а Хамас защищал этих мирных людей, и поэтому за это начал вписываться сразу, то есть 7 октября Хамас напал, а 8 Хизбалла северную часть нашей страны начала обстреливать. И нам пришлось воевать на 2 фронта. Но мы же сразу не отвечали. После 7 октября 3 недели мы взяли затишье. Почему Иран не вписался сразу? Почему Иран и хуситы сразу не вписались? Потому что Израиль, после того, как это все затихло, когда они заложников взяли, 250 человек, Израиль им выдвинул единственное требование, чтобы не отвечать им, вернуть всех заложников. На что хамасовцы сказали нет. И начались какие-то переговоры. Израиль что сделал? Он же не напал он же не вошел на территорию сектора Газа в первые дни. 3 недели не отвечали, даже месяц не отвечали. Вот. Пока часть заложников вывели, да, таким вот мирными переговорами, да, то есть часть заложников Израиля. Вы же помните все эти концерты, как это же еще Израиль не отвечал.
как они, как бы хамасовцы нам отдавали, как они праздники там, танцы устраивали, как нам наших погибших и убитых нам отдавали, какие они там... конченые. Мне Серега высылал фото и видео с Израиля присылал. Я такое за всю свою жизнь, блядь, нечеловеческого и жестокость обращения первый раз увидел, блядь. Они мрази конченые, блядь, для меня, блядь. Пускай они будут. Как можно было вообще им сочувствовать? А я всегда задавался вопросом. Я эти фотки, видео посмотрел, блядь, я ночью уснуть не мог, блядь. Насколько можно быть, блядь, это, ну, там... Такое оставить Да, никак ужасно. нельзя, блядь. За это надо Видео, обязательно это короткое спрашивать. видео, Такого ролик, жестокого. Да, и вот Молодец. все, кто придерживается ислам, кто выступил на защиту этих людей, они как бы говорят, что они говорят, что мусульмане не такие, мусульмане так не поступают. Хорошо, но они же себя позиционируют мусульманами, они же себя позиционируют самыми верными мусульманами из всех мусульман, которые есть в мире. Они себя считают самыми правильными. Вы понимаете, да, в чем прикол? Они в тот день, 7 октября, убили 30 мусульман на территории Израиля. Они не пощадили даже женщину, которая была в хиджабе, которая была матерью 9 детей. Они ее расстреляли с автомата Калашникова, у нее было 11 пуль. Я слышал Они это тоже. поймали бедуинов на машине, молодых парней, и приказали им читать шахаду. Они прочитали шахаду, их было 6 человек. Они прочитали шахаду, их поставили на колени и каждому стрельнули в голову. Это были арабы-бедуины, мусульмане. Они прочитали шахаду, но им не понравилось, как они прочитали шахаду. Один из этих детей был племянником одного из здесь из бедуинского клана, одного очень высокопоставленного, очень большого человека. Этот бедуин организовал большой отряд из своего клана. Они были одеты как ниндзя. Видео, я видел по видео, они на джипах. Полностью, да, на джипах. Они попросили ЦАГАЛЬ, армию обороны Израиля, что они сами найдут этих людей и сами с ними расправятся, как они должны расправиться по кровной мести. И им ЦАГАЛЬ разрешил. Вот и все, потому что вердикт этим террористам был все равно смертная казнь. Понимаете, я да? желаю таких соседей, блядь. Вот обложили вас соседи, да? Да вообще. Какие они соседи, это видно по реакции Египта. Они Ну, вроде то, что тоже им мусульмане, обложили тоже нас, уже арабы. Они их даже откладывают пустить именно. не впустили. Они их не захотели запустить, сами арабы. Послушай, со стороны Иорданцы. Израиля и сектора Газа находился всего лишь навсего один забор безопасности, и то он не бетонный был, да? А это было вот ограждение, то есть там с сеткой там ограждено, длинное, высокое. В 2023 году, к концу октября или в ноябре, точно не знаю, не помню точно, но я своими ушами слышал и видел видео, блядь, один в белой одежде, блядь, Саудии, Аравии, или он Арабские Эмираты, не знаю, какой-то их, блядь, этот шейх. Он говорил, что палестинцы к арабам никакого отношения не имеют. Это не наш народ. Так их саудовцы и не считают арабами, они их называют Насколько я знаю, саудовцы вообще только вот именно не жителей Аравийского полуострова полноценными арабами не считают. Не считают никого, да. То есть они только вот именно самих, вот кто в Аравии живет, то есть они для них вот полноценные арабы, а те остальные, ну как бы, ну на арабском говорят, ну вроде как бы так. Третий сон. Да, саудиты, вот этот Персидский залив, вот этот. Ну ты посмотри, там, смотри, вот во все страны Африки, где ислам пропагандирует, да, там же не саудиты приходят в качестве этих, как их, инструкторов, да, арабы, то есть туда же приходят палестинцы, да, то есть в Армению, когда армяне с азербайджанцами воевали, в Армению кто приезжал? Палестинцы.
Потом в Ливане кто воду замутил эту всю? Палестинцы. В Иордании кто Кто замутил? их Палестинцы. финансирует? Кто их финансирует? Иран. А еще кто? Там И Россия. частично еще и эти Да. И Китай. государства И Китай залива, то тоже. есть, как бы. И Китай тоже спонсирует. И Китай тоже спонсирует. Почему? Потому что мы видим даже по ТикТоку, как блокируют еврейские стримы, да, и поддерживают арабские стримы, при том, что там вот напрямую идет делают? ненависть, А что да. делают? Я перебил тебя, извиняюсь. А что делают 200 гусей ООН? Они чем заняты? Они что Вообще, делают? смотри, я тебе скажу, это вообще... ООН, я вот насчет ООН, да, разрешите сказать, я служил в армии здесь, бывал во многих таких вот. На Балканах был, в Югославии был, видел эту работу, в Африке был, видел, как ООН работает. Да? Это самые бестолковые, самые бесполезные конторы, которые есть. Вообще что-то вот решать. ООН ничего решать не может. Это вот эту контору, в принципе, надо разогнать. Она вообще ни к чему. Ни одной войны она не остановила, ни одного... Я знаю, как я предполагаю, еврейское лобби очень мощное лобби. Нет, США, помощь, наверное, я не знаю. в США и по всему миру. После боя показывают, по-моему, да? Разгоняйте. Это ООН. Организация. ООН надо разогнать. Это как Лига наций, которая до войны была. Организованная организация насилия народов. Не знаю. Это так. Определением дать нельзя. Руку поднять, руку отпустить. Сидят дармоеды там, блядь, в теплых кабинетах, блядь, с кондиционерами. Зарплату получают, а нихуя не делают. ООН переводится как организация озабоченных нацистов. Это куда-то сливать надо своих там. Вот этим всем, как бы, всяким этим африканским, этим арабским странам им тоже нужна какая-то платформа, где они могут высказаться. Вот Смотри, у нас есть фотографии, где вот этот вот Гутерриш, да, то есть это председатель, сколько лет он же председательствует в ООН, да, как он в десна целуется с Ясером Арафатом. Теперь Ясер Арафат это кто? Это племянник Али Аль-Хусейни, который в десна целовался с Гитлером, который для Гитлера создавал из стран Балкании, да, то есть из боснийских мусульман создавал отряды СС для того, чтобы те убивали... Целовался с Путиным тоже, по-моему. Да. Вот со всеми этими. Вот посмотрите, да, то есть это, если вот эту вот хронологию посмотреть вот так вот в деталях, да, то мы видим, как вот это вот весь этот спрут завязан здесь. И на фоне вот этого Ясера Арафата был придуман вот этот палестинский народ. Первым, кого назвали палестинцем, это Ясера Арафата. До этого палестинского народа не существовало. До этого просто считался этот регион, который был назван Палестиной. И все евреи, которые здесь жили, они тоже, они первые, кто считались палестинцами и имели паспорт от британского мандата Палестина. Паспорт Палестины. Но когда здесь образовалась на территории, когда британский мандат здесь утратил свою силу, и эту землю разделили между арабами, вы представляете, насколько несправедливо? Иордания тоже была царством Израиля. Вот этот весь Синайский полуостров, это тоже было царство Давида. То есть вот до Ирака, до вся северная часть Ирака, это было все царство Давида. А теперь представьте себе, какую территорию у евреев отняли. Вот эта Лига наций, которая потом превратилась в ООН, и она решила судьбу евреев, что евреи будут жить на своей территории, на своей земле, как гости. То есть вот задали вопрос. Мне кажется порой, что вот эта ООН, организация собралась действительно из недобитых нацистов, которая была в зачатке, в зародыше, у них была идея собрать здесь евреев, и то, что не сделал Гитлер, сделать с помощью арабов. Иначе как можно еще объяснить, что на следующий день после того, как провозгласили еврейское государство, новое еврейское государство, на следующий день на него нападают, на это государство, 5 арабских государств,
которые были созданы раньше, чем еврейское государство, которые имели возможность вооружиться, которых вооружал Советский Союз, да, Египет, например, мигами. И они напали в 1948 году, 5 государств напали против на молодое государство, и ООН не отреагировал. И получили. Не было. Да, то есть они ждали, что это чудо какое-то произошло, что евреи выиграли эту войну и освободили большую часть Иерусалима. Они хотели вообще весь Иерусалим освободить. Им сказали стоп. Я не знаю, не помню, американцы, по-моему, сказали стоп. И получается, Восточный Иерусалим остался как спорной территорией. Если бы они в тот момент весь Иерусалим освободили, сейчас Иерусалим бы полностью был бы еврейский, а не разделен на восточную и западную часть. Это ты путаешь две войны, 48-го года и 67-го. И 67-го, да. Иерусалим взяли в 67-м уже потом, в 67-м а в 48-м, году, да. Да, в 48-м, да, согласен. Ясер Арафат это была проститутка. Нет, это был человек, который был защищен организацией озабоченных нацистов, который имел... он не был проституткой, он был целенаправленным нацистом, у которого было вот это вот... если он между нами и ими играл, то да, он был бы проституткой. А так как у него была цель это уничтожить государство Израиля и на место государства Израиля построить палестинское государство с новым избранным народом палестинцы. Я вот хожу на их территории, где они живут, да, заезжаю, да, по работе, там, туда-сюда. Я такое ощущение, как будто в Средневековье попадаю, знаете, да. Вот просто, вот у них, возьмите вот израильскую часть территории, где мы живем, да, то есть и заезжаете потом на территории, где они живут, да, чисто они. Блядь, это просто, это невозможно. Там вот ни один, вот каждый человек, который мог бы увидеть вот это различие, он бы сразу понял, во что бы превратился весь Израиль, если бы они здесь главенствовали. Там вообще невозможно. То есть они не живут как люди. Они живут как вот люди далеко не образованные. Хотя, понимаете, вот у них есть... Они же тоже приезжают в Израиль, закупаются, там строительные материалы закупают, ездят, они видят, как здесь живут. Они могут у себя то же самое сделать. То же самое сделать. Кто до сих пор финансировал, в смысле, жизнь на... Ты знаешь, я тебе скажу, у нас здесь есть левые партии в Израиле. У нас, допустим, правящая партия, она не диктаторы. То есть Биби Нетаньяху, он не диктатор. Да? То есть здесь нет диктатуры, здесь демократия. И она еще настолько запутанная, что здесь у нас есть суд, а есть еще Верховный суд. И вот у нас сейчас появляются мнения, что... И все они созданы, все эти судьи, которые находятся в Верховном суде, они это евреи ашкеназийского происхождения. Европейские. И теперь, да, но мы порой вообще сомневаемся, что они вообще евреи, понимаешь? И вот эти все левые партии, там Беннета, Лапида, да, то есть они все ведут антиизраильскую политику. То есть они ведут вот этот рабинский мир, да, который пропагандировался до момента, пока его не крякнули, да, то есть этого рабина, да, который целовался тоже в десна с Арафатом. А у нас здесь каждый день почти автобусы взрывались с гражданами, по 10, по 12 человек каждый день гибли. И эти все теракты, и ничего не делалось. И наоборот, больше поощрялась еще палестинская вот эта арабская вонючая автономия. Да, то есть, потому что Рабин типа был все время за мир, за то, чтобы вести диалог, а этот Арафат якобы водил его за нос, что это не мы, это другая организация. Фатах – это организация, которая за мир, а они создали еще одну прокладку, организацию, которой было разрешено устраивать теракты на нашей территории. А все сваливали на них, и вот такую игру играли с Рабином. И наши левые партии это все хавали, типа. Вот у нас вот эти вот в секторе Газа, когда вот это вот секторы Газа 7 октября напали, все, кто пострадал, это все, кто были за мир с этими арабами. Это были это вот к ним домам...
Леволиберальные партии, да. То есть они были против Биби Нетаньягу, они были против вот этого состояния, против мира с арабами и так далее. И их же убивали те, кто к ним приходил, занимался садоводчеством в их домах. Их убивали те работники, которые много лет у них работали. Понимаете, да? Ну, это засухаленные агенты какие-то, значит, правильно? Нет, просто у них все агенты. С 10 лет у них все дети уже агенты. Ты зайди в сектор газа, что ты хочешь, к чему ты стремишься? Задай вопрос любому ребенку, любому. 20 детей возьми, задай один и тот же вопрос. Кем ты хочешь стать? Он тебе все скажут шахидом. Они больные тогда на голову. Да. Все дети тебе скажут. Хамас же не наезжая какая-то контора. Это же она из их среды происходит. Конечно, это именно сделает религию. Вот в Европе, в чеченской семье, так называемого отца в кавычках вызвали в школу, в садик, представляете? И там директор спрашивает: алло, 29-й, ты что детям дома говоришь вообще? А что случилось? Он говорит, что нас нужно всех секирить, то есть отправлять на концерт Кобзона. Представляешь, дома этот дебил рассказывал, что это все кафиры, что мы их скоро, иншаллах, будем всех, гасить. И это в школе, не в школе, а в садике ребенок это детям сказал. И директор вызывает у этого дебила, бля, так называемый, пахана, на ковер. Вот что они в голову вливают своим детям с самого детства. Сколько наших молодых пацанов, парней, девчонок, блядь, в Сирию отправили. Уши влили, блядь, вот эту бутафорию. Слушай, а что далеко ходить? Помнишь, когда в Дагестане, вот это в Махачкале случилось весь этот цирк против евреев в аэропорту? Там к детям подошел один мужик, я не знаю, может, это его дети были, и говорит детям, там дети по 6-7 лет: что вы здесь делаете? Они говорят: кого здесь вы пришли искать? Они говорят: еврейцев будем искать. А что вы с ними будете делать? Убивать будем, их резать будем. А где твой ножик? Он говорит: дома я забыл ножик. Ну, скажи, и он ржет. Скажи, это нормально? Это еврейцев будем искать. Установка такая была. Да, но вот чем вот этот дагестанец отличается от хамасовца? Ничем для нас он не отличается. Для нас он такой же террорист, конченый. Их предок, наверное, значит, был его предком, был бедуин какой-нибудь, наверное. И вообще, откуда они там взялись такие, блядь, безмозглые, по соседству с нами? Не знаю, предок был ли его бедуином, но 100% кто-то насиловал его прабабку из бедуинов. Долбоеба, что возьмешь? Что с него взять? Ну, а там же много таких долбоебов было в аэропорту. Все они сами говорят, что завоевание Дагестана мусульманами это было самое лучшее, что могло с ними произойти. Их всех потом отправили в Украину, как я слышал. Всех, которые в аэропорту искали в турбине евреев, их всех в Украину отправили на мясной штурм. Да, они просто не знали, что у них городской прокурор еврей. Их использовали, тупо использовали. Они к нему пришли на суд потом. Их судил еврей в Дагестане. Как можно тупо следовать за тем, который ты понятия не имеешь? Это же глупо. А самое интересное, они ни одного еврея не нашли, но при этом они избили 10 полицейских дагестанских, поломали 2 самолета, расхерячили весь аэродром, стекла повыбивали, двери повыбивали, напугали весь персонал
дагестанцев в аэропорту, что они не знали, куда прятаться. По-моему, накормили перед тем, как отправить, накормили чем-то, напоили, наверное, какой-нибудь барбитурой какой-нибудь. Да, а евреи, оказывается, вообще даже не должны были туда лететь. Там не было никакого еврейского самолета. Да, это специально организованная провокация. Эти дебилы повелись на этого. Они, если бы хотели бы, могли бы заранее все предотвратить этот бардак. Всем доброго времени Эти бараны повелись. Доброе. Нет, просто громить собственную инфраструктуру. Зачем? Где логика? Это же ваши аэропорты. Я часто слушаю ваши программы, вот эти, которые вот сейчас в ТикТоке транслируются. Много вот, действительно, много ненависти людей к людям. Нету такого вот... Да, ну вы заметите, Владимир, извини, не сейчас я два слова скажу, и тебе дам слово продолжить. Это, что я хотел сказать, Александр, я сейчас заканчиваю свои вопросы. Вот насчет этого самолета, там, евреи, вот этот, запланировано было. Вот сейчас вот это наводнение было вот в Дагестане по сегодняшний день, там, по крыше, там еще, вот, Мельников, все, ушел там, все. Даже сидел Мельников, вот. Сколько бабок там он оттуда, наверное, вытащил бы. И ни палец, ни палец. Все, Мельникова нету. Надо его место какое-то Шукин или Шукшин, я не знаю. Мамин сибиряк или кто-то такой пришел. Новый. Это там сверху, он с Москвы, короче, контролирует всю эту ситуацию. Все, Владимир, даю тебе, извини, что я тебя перебил. Нет, все хорошо. Ну, знаете, вот я вот часто слушаю вот Виндетту, вот антитеррор часто слушаю. Действительно, столько много вот ненависти и доброты, вот простой человеческой доброты как бы нету. Наверное, ну да, наверное, это, как сказать, проблема умственная. Владимир, извини, ты, наверное, недавно слушаешь. Ты, наверное, 4 года назад, с самого начала не слушал, ты не в курсе просто, наверное, всей этой ситуации. Да, ну нет, я простой гость. Я понял, я слушаю уже вот, Харамата слушаю, вот Виндетту слушаю. Действительно, они вот, как сказать, Хармат действительно, он страж своего народа. Он страж чеченского народа. Я вот действительно его понимаю. Потому что он видел несправедливость, то, что много ушло душ, крови, там, война, там, это. Он видел, что это души уходили, как тополиный пух в небо. И это все бывшие... Я 21 год уже не могу себе домой. Я в Грозном родился, вырос, учился, Да, все детство. Первую войну, вторую войну видел. 21 год не могу домой поехать. Фарма-то... я его понимаю, да. Умный парень, да, он начитанный, разбирается. Он страж своего чеченского народа. Он показывает несправедливость, он показывает... Смотри, сотни тысяч, Володя, сотни тысяч чеченцев живут за пределами своей страны, не на своей земле, тоскуют о своей земле, и ждут смерти 2 людей, чтобы вернуться на свою землю. Вот представляешь? Уже целое поколение, да, рождается детей, людей, которые хотят вернуться к себе домой, к себе на родину, не хотят жить. Но они, если вернутся сейчас, они знают, что они будут репрессированы. Их объявят террористами. Понимаешь? Когда я слушаю... Владимир, Александр, извини, Владимир, смотри, я приехал в Европу, я абсолютно какой-то там социальный, вообще никакого понятия, и вообще я там деньги, чтобы я абсолютно никаких этих интересов вообще просто. Я просто свою, уже безвыходную ситуацию загнали в угол уже 2 раза, вернулся в Ингушетии по полгода просидел, думаю, все равно
не мог покинуть эту свою землю, которую вся душа, там, не знаю, по сегодняшний день, когда речь начинается у меня, я не могу, у меня эмоции у меня выходят наружу, Ну, мне вот, взрослый человек. как бы вот, я 5 со стороны пацанов просто... вырастил, но старшему 20 лет будет, все чеченский язык знают. Я своих детей, мои пацаны мне говорят, отец, да, когда они свою родину никогда не видели, они знают, что они чеченцы, знают свой тейп, тукум, всю историю, что была война, первая, вторая, я высылка, все рассказываю полностью, все, курсы, они всегда говорят, каждый раз спрашивает, да, мы когда поедем, когда-нибудь поедем домой? Пользуясь случаем, я более чем уверен, что ты это сам знаешь. Постарайся, если они еще не за 25, не 30 лет, постарайся, чтобы они учили языки, поступили в высшее учебное заведение, закончили Ну, немецкий. у меня учатся, эти... Вот, обязательно. Второй пацан учится сейчас, он 4 на высшем уровне. У него 20 из 20, 20 на 20 баллов, прям с садика, с 1 класса. Сейчас на бакалавра должен пойти. Вот это, побольше таких 4 надо. английский, французский, немецкий, и плюс родной язык, 4 языка знает. Не просто там, не знает, им может писать грамотно. Математика на высшем уровне, математику знает. Сейчас учится на инженера, IT-инженеры туда-сюда. Потом я хочу, чтобы еще медицинский там... Чуршия тоже 15-14 лет, оба в совершенстве разговаривают на родном, на немецком, английском, учат французский, испанский. 15-14 лет начали. А теперь задайте себе вопрос, если бы жили в России сейчас, они бы смогли такое образование получить? Нет. Он, видишь, я вот уже Ну, рад, потому что- я за земляка рад, что у него пацаны... При всем при этом у нас есть, переваривается Владимир, что я хотел сказать? Смотри, я приехал, когда... я в 2005 году, последний уже, когда уже все, уже тупик, мне сказали. И я... Это когда... меня русские пытали вот эти о комендатурах, потом уже наши коллаборанты, как их называют, не коллаборантами их называют, да, оккупанты и коллаборанты. Наши пытали вот эти нынешние власти. Потом 2 раза, уже, до Ингушетии доезжаю, там не могу я, понимаешь, не хочу я никуда. Я с детства по России везде. Я еще школу не закончил, как в 91 году, когда я в России в гостинице жил, там все на севере, Ханты-Мансийск, все Украине, Киеве, Одессе, Николаеве, где я только не был, еще с пацана. Я СССР, Россию, все объездил, там, повидал немало, да. Так вырос, так получилось. У меня отец 35 лет в общей сумме в тюрьмах просидел и в итоге без вести пропал. Я своего отца только на свидание видел. И я не мог, у меня вообще не осталось ни друзей, все погибли. Война, междувоенные, вот эти годы, Первая война, Вторая война. И после того, как я покинул родину, которые остались там дома, даже я только сейчас, буквально неделю назад, узнал, что некоторые уже мои друзья, одноклассники пару лет назад умерли. Один умер, тот умер. Да каждого спрашиваю, умер, как умер? Я же вот недавно, да, вот так получилось. Мой товарищ, который я за собой притащил сюда, буквально ему дали документы здесь. Я когда интервью давал, я заранее здесь, мне один день сразу сдали, я живу во Франции, вот, один день, тогда процедура длилась 1,5 года, законно еще, вот это досье, там, префектура,
подача там, материал туда-сюда, есть и обжалование. Ну, в общем, 1,5 года. Я ни в префектуре не был, нигде не был, ни досье не было. Я в кандалах был в Париже, где это интервью дают, и в тот же день мне дали этот статус беженца. Ну, это в то время, это в Европе, по всей Европе все чеченцы об этом меня не знали, но про этот случай уже в курсе были. Это Ну, такая... наверное, знаешь, вот как... Ну, я мне что кажется, хочу сказать, но это не суть. мы все Я носители потом... не своего ума и живем чужую жизнь. Я притащил Наверное, своего товарища. наверное, нужно учиться чему-то в любой Я ситуации. притащил своего товарища, И смотри, чтобы мой ровесник. жить как Последний. люди, как человек. Мне кажется, Последний лучше... друг мой остался с 3 детьми. Только дали бумаги, устроился, даже он работал уже, гражданство даже взял. Умер, повезли домой. Жена с 3 детьми осталась. Я скажу, В что общем, когда чеченский у нас народ... появится свой ум? Вообще чеченский народ пережил несколько раз такую же катастрофу, вот, по-моему, как и еврейский народ. Он во время Советского Союза пережил сталинский вот этот вот погром и переселение, да, то есть из Чечни в это было Казахстан. другое время, другие времена. были. Ну, Неважно, зачем неважно, неважно. это? В 90-х годах это было то же Ну, самое. и при всем при этом они же выжили, они же живут же. Да, но Зачем- посмотри, в зачем каком вот, меньшинстве, говорить послушай. об этом, об тех временах в негативной Подожди, форме? мы не говорим об этом в негативном. Мы же в то время Посмотри, не жили. Я тоже видел этих чеченцев, которых переселили. Они живут. Они живут на чужих территориях. Да, но во время, на территории во-первых, других государств, они живые. во-первых, какое имели право их вообще переселять. Во-вторых, кроме Было того, что такое остались, время, были такие они обстоятельства. и что? В те Мы времена должны... это было. Да, это было Какие как горе. обстоятельства? Это все было, да. Ну, они при всем при этом, они вышли. Так я и говорю, что нельзя это забывать. Это их... Были. Я не пойму, обстоятельства были, что-то было. Ничего не было. Все, Это что была было, сталинская ненависть, сталинская Всё, что личная было, ненависть. За это кто-то должен понести Ой, ответственность по ну, сей не день. надо так говорить. Как не надо? В те времена Владимир, это что значит, что достойно Как не оценку надо? Вот своим предкам, смотрите, настолько один достойный момент, потомок. Не нужно говорить про это. Объясняю. Вот на нас имеют, скажем так, права сегодня. Вы наше внутреннее дело, потому что там где-то когда-то. То есть здесь работает такая схема, что где-то когда-то что-то кто-то сделал, и мы теперь внутреннее дело чье-то. Но та же самая схема, когда вот этим где-то когда-то кто-то что-то делает, за них те же, кто сегодня имеет на них права, не хотят нести ответственности никакой. Это как у вас работает? Я не пойму. Было, так давайте, было, да всплыло. Куда вы тогда лезете к нам? Было, если что-то, когда-то, где-то. Ну, все, но всплыло тогда, все. А что сегодня лезть к нам, я не пойму. Чья мы внутреннее дело, чего мы собственное, там, собственность какая-то. Вот эту, я не пойму, вот эту логику, да, когда не хотят Наверное, ни за нужно что нести пошире, ответственность. пошире Да, не смотреть на хотят за жизнь. что-то нести ответственность, но при всем при этом хотят все вот эти в былые времена какие-то завоеванные дела, да, или какие-то открытия там, я не знаю, какие-то позитивные моменты, их, это вот мы в космос, мы полетели, Гагарин наш, Пушкин наш. Я даже больше вам скажу. Если бы евреи в Германии, вот эти 6 миллионов, которых Гитлер убил как овец, беспомощных, безоружных, Гитлер детей, убивал мужчин. только тех евреев, которые были шамотники, многобожники. Остальных
евреев. Он собирал Ну что ты глупости говоришь? и отправил в Израиль. О чем ты говоришь? Никого он не отправлял в Израиль. О чем ты говоришь? Это ты российскую пропаганду или какую ты пропаганду послушал? Никакую пропаганду я не слышал. Не надо нам рассказывать евреям, кто нас Гитлер сам миловал, был кто нас... евреем. Мы Я свою читал- историю... Ну, это ты так придумал себе. читал Ленин у книги. тебя еврей... Когда я тебе скажу больше, когда Путин умрет, ты тоже скажешь, что Путин был евреем. Понимаешь, власть поменяется. Сейчас говорят, что Путин еврей. Ну, и сейчас говорят, что Путин еврей. Но что-то мы Да, не и видим. его дедушка, Да. и его дедушка. Да, конечно, да. Да. То есть, да, нет, он не был ни евреем, он не сейчас еврей, и никогда не был евреем, и не дедушка у него еврей. Почитай его автобиографию, поймешь, что евреем его называли только те, кто хочет его приписать к евреям для того, чтобы показать, у вас там есть общество, которое за белую расу, да, то есть вот они его евреем называют, а все остальные за ними повторяют. Это целая такая у вас неонацистская есть в России движение такое, понимаешь, Нет, то есть которые называют не прав. Путина евреем, да, который состоит из военных бывших офицеров и так далее. Белая раса. Да, вот. И почитай, и поймешь, откуда корни растут. То есть Путин, если был бы евреем, он бы с Хамасом в десна не целовался бы, понимаешь? Ирану бы не помогал, и у него бы помощи тоже не брал, если бы он был бы евреем. Сегодня, если бы вот в свое время не привлекли бы к В ответственности... правительстве вот этот России все Нюрнбергский- евреи, начиная от Нюрнбергский Путина. этот процесс, всякие привлечения к ответственности всех вот этих, извиняюсь за откровенность, проституток осуждаю. Если бы вот этого не добились бы евреи там и вообще цивилизованный весь мир, Ну, мы евреи, бы да, еще не они знали, разные, мы бы их еще не много, они знали. все Один разные. момент, меня не перебивай меня. Выключи свой микрофон. Кто ты там? Что ты там жужжишь в это самое, в унисон? Объясняю. Если бы вот этого не достигли бы евреи и не привлекли бы к ответственности всех своих обидчиков в свое время, мы бы сейчас не знаем, что бы с евреями еще происходило бы, да? То есть в этом и является вот вся, скажем так, важность этого всего. Когда ублюдков, которые там преследуют, устраивают геноциды, холокосты, когда они уходят из-под ответственности, это повторяется. Не то, что повторяется, а даже не прекращается. Поэтому это важно. Кто-то должен за это понести ответственность. Этому должны дать определение всем вот таким преступлениям каким-то против народов. Наказание должно быть. Я вам просто вот эту вот историю начал рассказывать, потом меня отвлекли, я не дорассказал вам. Вот это вот леволиберальные партии, которые находятся в Израиле, и высший суд справедливости Багац, который называют, против которого были здесь у нас вот эти вот события еще до начала войны. И вот эти вот с началом войны эти протесты закончились якобы, да. То, что мы здесь бунтовали за то, чтобы Багац уничтожить как правовое право на вершение суда. Почему? Потому что у нас появилось мнение, что когда евреев освобождали из концлагерей, вот у этих эсэсовцев, у них были документы, у них были в обиходе документы тех евреев, которых они уничтожали. И очень многих офицеров и вышестоящих партии СС, да, то есть, ну, это СС, и те, которые были в этих концлагерях, управляли этими концлагерями, их не нашли. Их даже после войны не могли найти, и Яд Вашем их искал, и, короче, не могли их найти. И есть мнение, что они воспользовались вот этим моментом, суетой, когда вот этот весь бардак был, когда освобождали, что они спрятались под этими документами, что они у евреев, которых уничтожили, они просто-напросто подобрали более-менее подходящие документы из всех доступных документов о евреях, которых у них были, и представились этими евреями
используя эти документы, и потом репатриировали в Израиль. Но здесь, в Израиле, они ведут такую же антисемитскую деятельность, вот левосторонние партии и Высший суд справедливости Багац. Они ведут антиизраильскую вообще политику. Вот вообще против вот все, что они делают, все, что они, законы, которые они препятствуют, которым они препятствуют, допустим, у нас есть Кнессет, как вот, допустим, Дума есть в России, и Верховная Рада есть... Заткнись, ты уже скучно всем херню несешь, что давай поговорим нормально о чем-нибудь другом. Что, тебе что скучно? Подожди, иди где-то Кому что-то скучно, на выход. интересное послушай. Вот. И есть мнение, что они воспользовались этими документами, прибыли в Израиль, здесь начали занимать высокопоставленные должности, и потом их дети, и вот так вот это вот у них из поколения, вот, допустим, Высший суд, он передает свой чин по наследству здесь, то есть от отца сыну передается. Понимаете? Это вообще уму непостижимо. И это у них прописано в канонах. И здесь возникает очень много вопросов. Получается, правительство, которое принимает решение, Высший суд справедливости имеет право все, что принимает Кнессет в законодательстве, да, опровергнуть это и вообще запустить вето на этот закон и не пропустить этот закон. То есть Кнессет, это допустим, у вас что-то большинством вроде своих... конституционного суда, да, я как понимаю? Ну вот, типа это вот последняя инстанция, где принимается решение на принять этот закон или Конституционный нет. суд, где можно даже законы против них, допустим. Да. Ну, вот если у нас в Германии есть Verfassungsgericht, да, вот если Бундестаг примет какой-то закон, и любой гражданин, если соберет, допустим, достаточное количество, как сказать, подписей, да, он может на этот закон как бы подать в суд. Да, и получается, что, и, допустим, даже если Биби Нетаньяху при всем своем правлении, даже если бы принимались какие-то законы, которые могли бы предотвратить вот это 7 октября, все эти законы были ранее приняты, они были опровергнуты богатцем. Понимаете, да? То есть и получается, что создавалась возможность, и получается потом всплыло, что и глава Шабака здесь, оказывается, был левосторонний, да, то есть и очень много тех, которые окружали Биби Нетаньяху, вот сейчас принимает закон, что Биби Нетаньяху сам должен выбрать для себя 10 ему лояльных не судей, а вышепоставленных членов своей партии, которым он может 100% доверять. То есть раньше это решалось большинством, кто будет избираться, да, а теперь он сам хочет выбрать, и он добился того, что он 10 человек выберет сам из партии, кого он поставит на какие места. Понимаете? И это единственное... Это как? Это временно? Это только на вот случай сейчас войны или вообще как бы... Нет, это временная вот мера? Не, это не временно. Это он хочет как основную позицию, которая даст ему возможность дальше управлять страной. Но посмотрите, какой абсурд. Я вам скажу, да. Смотрите, какой абсурд. Он ведет войну на 7 фронтах. Он решает вопросы внутри своей страны, которая создает разногласия между правыми, левыми и богатцем. У него находят рак простаты при этом всем, да. То есть его судят, его таскают по судам. За что его судят? Вы представляете, за что его судят? Вот на него ничто не могут найти, чтобы его засудить, и вот посадить, отстранить и так далее, да? Ну, это за что его судят? грязня такая. Я А вот за что понимаю, его даже, судят? допустим... Знаешь, за что? Смеяться будешь, за что его судят? Его судят за то, что он однажды принял в подарок от какого-то члена другого государства, от какого-то президента, принял в подарок ящик шампанского и блок сигар. За это его судят уже столько лет, представляешь? За это его судят, и ему вменяют это, как, знаешь, такое очень суровое наказание ему хотят за это, 10 лет лишения свободы. Что он использовал свои служебные полномочия и принял этот подарок. И при том, что принял не он, а приняла его жена. И при этом сколько денег было потрачено на суды.
Да, вот это всегда все забывают. Сколько эти левые партии устроили демонстрации по этому поводу, что якобы добиться справедливости. Сколько на эти демонстрации левая партия потратила денег? Это ты представляешь, сколько какой потратили абсурд? денег из бюджета? Это же надо, понимаешь, демонстрация. Это надо ментов, это надо скорой помощи. Это же все деньги из бюджета Да. тратятся. А теперь посмотри, до какого абсурда они довели, что Дональду Трампу пришлось просить, умолять президента Израиля, чтобы он помиловал Биби Нетаньягу. И что он при таком давлении во внешней политике, из того, что происходит вообще во внешней политике, ему нужно быть сконцентрированным на войне, а не сконцентрированным между этими 7 фронтами, еще бегать по судам. Еще по врачам решать свои проблемы со здоровьем. Ты представляешь, насколько абсурдно вот эта леволиберальная партия и богатство? Ой, я знаю, я в Германии живу. Насколько дураки левые, это я вижу это каждый день. Может, его место им понадобилось кому-то? Место Биби Нетаньяху, кто-то хочет туда запрыгнуть. Получается, Нетаньяху это глава правительства, а президент Израиля это, получается, глава государства. И так? Кто-то хочет главой правительства. Да. Не, ну у нас понятно, кто хочет. У нас есть 3 пидораста, которые хотят. Это один из них молдаванин. Это Либерман. Другой из них Лапид. И третий Беннет, который ходит постоянно с приклеенной кипой на голове, но при этом, когда ему задают вопрос, как он относится к бракам к однополым бракам, он говорит, что он к этому относится лояльно. Что дебил, блядь? Ну ты, я не знаю... Ну, это сейчас левая повестка. Если ты сейчас что-то такое не скажешь, тебя сразу фашистом объявят. То есть, если ты не за трансгендерную всю эту муть, то ты сразу фашист. То есть это просто... А Биби сам против этого, правильно? Конечно. Вот это хорошо. Тут у нас это самое гости. Я бы хотелось разнообразие. Вот вчера я играл в Америке, у американцев. Тебя не слышно вообще тебя. Сейчас слышно меня? Сейчас да. Я немного поэтому. Понимаешь, Хамза? Вот, который сказал. Напомните. Александр. Да. Я так понимаю, у вас там сейчас идет в Израиле грязня. Кто будет предводителем дворянства, как 12 стульев? Допустим, Ну, уже потихоньку начинается, да. Потихоньку начинается, но я очень надеюсь, что выберут опять Биби Нетаньягу, потому что, ну, либо его преемник какой-то, потому что если здесь будет левая партия, ну, я беру чемодан, складываю и съезжаю отсюда 100%. Я даже 2 раза думать не буду. Потому что здесь невозможно жить будет, потому что они дадут очень много прав арабам. И здесь эта страна со временем еврейской просто перестанет быть, если они будут долго править. Потому что правил Лапид, правил Беннет, мы видели, во что они превратили страну. Единственный, кто держит страну, еще, если бы богатства не было и левых партий, которые имеют какие-то еще голоса и имеют влияние на какие-то принятия решений, продвижение законов, и сами они имеют право еще продвигать законы. Если бы только правая вот его партия вот была бы, да, то есть здесь бы жизнь совершенно другая была. Потому что то, что он хочет сделать, ему не дают. Только потому, что мы живем не при диктатуре, а при демократии. То есть он не имеет права делать то, что хочет сделать. Понимаете, да? Радикальная там никак... У него во многих Сейчас слышно меня? Сейчас слышно? Слышно? Да.
Короче, договорите потом, я тоже записался. Радикальное решение слева партии вот этими гусями, которые хотят вести однополые браки и так далее. Да, а ты посмотри, что они сейчас, они сливают партии, не сливают, а создают коалицию. И они создают коалицию между всеми обиженными Биби Нетаньяху, понимаешь, да? То есть они создают между всеми обиженными. У нас здесь арабские партии, которые вот явные антисемиты, явные подстрекатели, явные, которые террористов не называют террористами. То есть вот они, эти наши левые партии сливаются вот с этими убийцами. Сливаются, чтобы большинство создать такую коалицию против Биби Нетаньяху. Я не желаю, конечно, но там еще предстоит на пороге кипиша, да, по-моему? Ну, если грандиозного шухера. здесь может быть вот такая вот... сейчас будут у нас выборы, и эти выборы, они очень сильно покажут нам состояние и настроение вообще народа Израиля, да, то есть как он себя поведет после выборов. Ну, То есть, вообще, если... в общем, на твое усмотрение, по статистике, кто лидирует сейчас? По факту все за Биби Нетаньяху, то есть все, кто сефарды, то есть все, кто даже, ну, многие, армия вся, то есть, ну, короче, все мы думаем, что будет Биби Нетаньяху. Но если они создадут коалицию большинства, это может сделать большой перевес выборов. А может быть еще такая, знаешь, спорная ситуация, что они проиграют выборы и начнут создавать здесь... то есть те, кто придерживается правых партий, они никогда не устраивают бардак в стране. Они никогда не устраивают никакие митинги, никогда не выходят на улицу, не орут, не кричат, как недорезанные, да, то есть, ну, ведут себя нормально, то есть, как люди, да, то есть, с обличием человека. А вот эти леволиберальные партии и все, кто придерживается богатства, они как сумасшедшие, они как будто с психиатрической больницы всех их выписали. Посмотри, что они делают на дорогах, как они кричат, как они нападают на людей, как они машины переворачивают. Видел я. Это же они как будто во всех странах одинаковые. Армейское руководство, то есть армия, там, генералы, они на чьей стороне, скорее всего. Там, армия не будет, здесь нету такого режима диктаторского, чтобы армия, она подчиняется непосредственно... Если мы допустим, что вот, допустим, я просто говорю, чисто гипотетически, да, левые проигрывают, как ты сейчас сказал, выборы. Она начинает устраивать беспорядки. То есть надо какую-то силу, которая наведет в стране порядок. Армии на это способна? Ну, здесь есть внутренние войска Ямам, здесь есть внутренние войска Мишмар ха-Гвуль, и есть здесь полиция. То есть они занимаются этими проблемами. Армия, действующая армия, она во внутренние дела никогда не вмешивается. То есть ее не вмешивают. У нас в Германии также, допустим, Бундесвер не имеет права вмешиваться во внутренние Использовать армию, да. То есть использовать армию Германии против гражданских нельзя. То есть есть для этого... Это как хулиганство, да, то есть интерпретируется. И на хулиганство отвечают внутренними силами. Полиции, силами полиции. Потому что Мишмар ха-Гвуль это она, получается, и к армии имеет отношение, и к полиции имеет отношение. Но у вас-то, да, у вас, наверное, по-другому. Все равно там же как бы должны быть какие-то... У Мишмар ха-Гвуль это у нас пограничники. Вот пограничники, они имеют право, они работают как полиция, да, то есть во время бардака ее используют, ее могут использовать. И полицию используют, и Ямам, это внутренние силы Ямам, которая ведет разведку, не внешнюю разведку, как Шабак, да, то есть и Моссад, а это внутренняя разведка, да, которая занимается борьбой внутренних врагов. Ямам называется. У них тоже есть свои военизированные как бы подразделения. Ну, там оно состоит из спецназовцев таких, что там такие гориллы, что просто ломают взглядом, просто ломают. Есть конная полиция.
но я никогда не видел, чтобы использовалась наша полиция в такой мере, как использовалась в Германии, допустим, против граждан, да. Даже при всем том, они, даже при всей агрессии, которую проявляют протестующие, да, то есть в отношении полиции, полиция никогда к ним не использует, знаешь, избиение такое, как я видел в Германии или в Америке. Тут так не избивают людей. Здесь наша полиция в Германии это коты кастрированные, если честно. Здесь бы я бы хотел бы, чтобы они, ну как бы вот по крайней мере вот этот весь этот палестинский этот моб вот этот, да, чтобы они его немножко продубинили как бы хорошо. Но вот они с ними, я говорю, когда 5 ментов одного тащат какого-то протестующего, это не порядок в стране. Порядок в стране, когда один мент ведет 5. Вот тогда порядок. Друзья, здесь есть россияне? Вопрос к россиянам, кто там внизу тоже. Ваш вот этот боец Чамаев, его вроде оторвали. Что у вас там, радость или горе, что там происходит? А что там оторвали ему? Ну, его побил же этот Джон Штрикленд. Ну, это, в принципе, я деньги даже выиграл на этом, если честно. Немного, но выиграл. Я на Штрикленда поставил. Мне, потому что я сразу понял, Чимаев на взвешивании, да, он выглядел, как будто он из последних сил. То есть ему эта весогонка далась так тяжело. Он уже в 84 килограмма не вмещается просто. Он просто, ну, как бы, обессиленный был. И поэтому я так и подумал, что он проиграет. Хотя, по идее, он, конечно, посильнее, чем этот Стрикленд. Борец. Но тот последний раунд забрал. Он прям у него действительно забрал его. То есть он прям больше сделал, чем нужно. Видно было, что Чимаев хотел, но сил уже не было, видать. Поестетовался, так сказать. Сдержался. Ему надо в 93 килограмма переходить. 84 уже не вылезает. Он слишком большой. И можно было поставить в интернете как-то, наверное, через интернет тоже были ставки. Да-да, у нас специальное бюро есть, где принимают эти, да, ставки. Ну, блин, надо было мне тоже поставить на это. Ну, кстати, меня что подкупило-то, это то, что против Стрикленда большая квота была, как бы, да, все так были уверены в победе Чимаева. Я поэтому тоже особо там много денег не поставил, поэтому многое не выиграл. Но все равно, вот что-то я говорю, это когда взвешивание смотрел, мне показалось, что он прям, он еле-еле влез в вес, он 84 900, то есть он еще бы чуть-чуть и вес бы не сделал. И выглядел прям крайне изнеможенным, что это ему, в принципе, очень тяжело далось. А это там, за день, за 2 дня он так не восстановится быстро тоже. И поэтому в бой он вышел не в самых лучших кондициях. И где-то, наверное, уже в 3-4 раунде он просто выдохся. И уже на 5-й раунд, на концовку, у него не хватило сил. Это нагрузка. Да, нагрузка, конечно. Это плохая нагрузка это. Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте. Здорово. Ну, Стрикленд, 150 евро я выиграл, значит. Смотрите, ребята, насколько я знаю, я вот слышал момент, что вы обсуждаете, кто там выиграл, кто там проиграл. Я знаю, что в старом UFC, по старым правилам, когда-то взвешивание было непосредственно перед боем. Это самое правильное, потому что сейчас они используют какие-то странные хомеры, какие-то странные добавки, которые их буквально за сутки, за 2 высушивают, и они не в кондициях. Так они так же я быстро думаю, набирают. он и Посмотри, да, в каком весе они взвешиваются, да, и в каком весе вот они уже бьются. Некоторые успевают там за 1,5 дня там чуть ли не 7 килограмм набрать. 5 килограмм это нормально добрать еще после взвешивания. То есть они на взвешивание натурально выходят прям обезвоженные там полностью вообще все. Это... Сейчас вообще с этими диетологами, со всей это такая... Я знаю, потому что есть какое-то лекарство, которое было одно время, оно засекречено, использовали его в Голливуде для съемок.
Поэтому они очень легко, они прыгали от полного до худого, до... разные есть фильмы, непосредственно, где происходила быстрая весогонка в течение недели, в течение 3 дней, 2 дней. Это все очень не здорово, а еще после этого биться – страшное дело. Да, я помню, на бокс, когда ходил, нас тоже взвешивали перед боем. За 2 часа у нас было взвешивание, потом бой. И все. Мы воду сгоняли до боя, то есть, чтобы легче, там, диету соблюдали до боя. И все. И за 2 часа до боя нас взвесили и пошел. Я борьбой занимался точно так же. Один раз непосредственно, когда ты готовился, то есть вас отбирали, и потом перед выступлением. Перед боем. Это самое правильно. Ну, в любительском боксе оно так и делается, да? То есть там, когда соревнование происходит, там непосредственно как и взвешивается. Да. А в профессиональном боксе они сейчас там нормально. Нормальная тетя. За урод был, я не понял. Это вообще женщина была. Культуры поверил. Блядь. Ставлю на то, что мусульмане. А запахло сибирскими пельменями, сука. Но халяльными. Халяльными, да? Мне кажется... Не, а что ты не знаешь, если солнце зашло, Аллах не видит. Да, ночь уже Аллах не видит. Спит. Аллах вообще ни хрена не видит, пока не спустится на первое небо. Кафиры. Точно. Вендетта, шейх Вендетта. Научил кафиры. Приветствую вас тут. Я просто... Мои уши уже... Из ушей кровь начал литься. Вы целый день тут кафирские темы прогоняете. Это муджахидовский канал вообще-то. Тут нужно про религию, ислам говорить. Про ислам. За кого голосовал исламский мир? За кого болел? Конечно, за нашего муджахида, который плакал. Подай мне возможность поехать в Палестину. Дай мне автомат, Рамзан Ахматович. Как раз можно куда-нибудь, в Украину? Конечно, можно. Но мы делали тут в Израиле приглашение. Вот есть такой боец, лысый хищник с Дагестана, Магомедов, Исмаил Магомедов. Он так и не приехал. Ему сказали даже, как приехать, как пробраться. Да, тот же самый, и вот тот другой, который плакал, Они что был, то же самое. Бабками, со всеми своими возможностями ноют там, типа, отвезите нас. Ради такого хорошего дела можно и на билет ему скинуться, не проблема. То есть ради нужного дела. Мне было непонятно, знаете, какая ситуация? Мне была непонятна ситуация, когда они в качестве гуманитарной помощи из России получили очень много тушенки из свинины. И один дагестанец показывает, говорит, что это такое, как это объяснить, почему нам такое присылают в качестве гуманитарной помощи. И показывает банку с тушенкой со свининой. 10 тонн погнали. Потому что когда ночь наступает... Просто троллинг какой-то. Это что, серьезно? Серьезно, да. Он заходит на склад гуманитарной помощи, там куча вещей, там туда-сюда, и огромная целая выкладка с 10 тонн свиньи. Как нам, говорит, как нам к этому относиться, говорит? Нормально относись, тебе дали покушать, покушай нормально, и все. Ночью кушай, чтобы не видел Аллах. Не, ну смотри, там же люди как бы нуждаются, без крова остались. У них конечно, нечего без крова. есть.
Да, нечего есть, если им тушенку не дать. А когда нечего есть, то тогда свинину тоже не проблема. А вот я по поводу свинины хочу сказать вам. Хотите, я вам вот очень интересную вещь скажу, как у нас оно все записано, да? Они же все равно это у нас взяли, у евреев, что свинину нельзя есть, да? А у нас нигде не написано, что свинину нельзя есть, чтобы было понятно. У нас не написано, что именно конкретно свинину нельзя есть. У нас Там есть... что-то с копытом, да, по-моему, с Да, копытом. у нас написано, как определить животное, которое можно кушать, по каким параметрам его можно определить, а какое кушать нельзя. То есть я сейчас в 2 счета докажу, что они едят некошерную пищу, которая запрещена Богом, единым Богом, которого они считают, что этот Бог, которому они молятся, что тоже тот же Бог, которому молятся евреи. Ой, у то, твоего что... бога в глазах раздвояется, ты говоришь про Не, единого нормально, бога. он все принимает. У него, я его Ну да, он как все бы, принимает, да. он свои слова закладывает в мои уста, не переживай. Вот. У нас все от Бога. Теперь смотри, Неправда. чтобы определить животное, которое можно кушать, которое нельзя кушать, по 2 признакам. То есть животное, которое можно кушать, оно должно жевать жвачку, и у нее должно быть прям вот основательно раздвоенное копыто, чтобы копыто было раздвоено. Теперь корова, она жует жвачку, и у нее раздвоенное копыто. Овца, она жует жвачку, и у нее раздвоено копыто. Олень жует жвачку, у него раздвоено копыто. Коза жует жвачку, у нее раздвоено копыто. Теперь у свиньи раздвоено копыто, но свинья жвачку не жует. У верблюд жует жвачку, но у него не раздвоенное копыто. У лошади у него и не раздвоенное копыто, и лошадь не жует жвачку. Да, то есть этих животных, лошадей, потом верблюдов, кушать нельзя. Они такие же некошерные, такие же нехаляльные, как и свинина. Но в Саудовской Аравии, допустим, верблюжатину едят. У казахов, допустим, конину едят. У узбеков тоже конину едят сейчас, да, допустим. У киргизов тоже конину едят. То есть это уже не халяльное мясо. Теперь то же самое относительно рыб, да. То есть рыб, которых можно кушать, определяют тоже по 2 признакам. Это у них должна быть, у этих рыб, обязательно чешуя и обязательно перья, ну, эти плавники. То есть если одного из этого признака нету, то есть рыбу кушать нельзя. Абсолютно все виды морепродуктов кушать нельзя. Там прям так написано. Нельзя кушать панцирных. Потому что они падалью питаются. Падали. Видишь, а мы видим, что они падали. Теперь смотри, рыба, которая... вегетарианцами не пробовали? Рыба, которая имеет кожу, то есть кожу. Вот дельфин, он имеет кожу, у него чешуи нету. Акула имеет кожу, а у него чешуи нету. Это все рыбы тореф называются. Это рыбы тореф, это хищные рыбы. Их не едят. Да, то есть Смотри, этих рыб... еще есть такой интересный момент, допустим, в Испании нельзя есть речных рыб. Они едят только морских рыб. Только морских рыб, да. Почему? Потому что рыбы речные, они в большинстве своей массы, они не чистоплотные, потому что они как чистильщики реки, понимаешь? То есть они ил едят. Там много паразитов. Из-за того, что вода не соленая. Ну, да. Ну, вот видишь, допустим, в Китае едят все, что шевелится. А все, что не шевелится, они пальцем шевелят и едят. Вот понимаешь? есть такая белая рыбка, которая у нас везде, и в Европе, и в России, и даже здесь в Израиле продается белая рыбка такая, она бесцветная, за копейки стоит мороженое, которое в Китае вообще в лужах растет. Александр, расскажи, если знаешь, что описывается в вашем писании насчет 2 океанов. Одна пресная вода, другая соленая. Они не переходят, рыба не переходит с одного места на другое. Есть? Ну, смотри, у каждой воды есть своя плотность, да? То есть у речной воды своя плотность.
да, то есть солесодержание дает возможность иметь больше плотности у воды. Допустим, чем выше солесодержание, тем более... 1000 грамм на метр, на миллиметр в кубе, а у морской 1300, по-моему, если я еще из уроков физики это помню. Вот, и теперь все эти рыбы, они и созданы по-разному, да, то есть они не могут, допустим, речную рыбу, если ты возьмешь и бросишь в океан или в море, допустим, да даже морская рыба с океана, есть очень много видов рыб, которые в океане живут, а если переходят на морскую, в морскую среду, да, то есть они там не выживают, потому что они не могут понять, как разгоняться, да, то есть у них нету возможности ориентироваться в такой воде. У них даже не хватает кислорода, чтобы дышать в этой воде, то есть их жабры не созданы для того, чтобы фильтровать эту воду и дышать кислородом растворенным в этой воде. То есть они погибают в этой воде. Вот единственные рыбы, которые из морской, из соленой воды могут переходить в речную, и там они погибают, да, тоже вот видишь, суть погибают, они там оставляют свою икру, это вот лосось, да, то есть он делает большой путь, да, то есть и переходит в речную среду, там оставляет свое потомство и сразу же умирает. Ну, можно далеко не Еще ходить. есть судак, который живет и в реке может жить, и еще и в соленой воде может жить. Есть Такая разные рыба рыбы, тоже которые, есть. допустим, могут выживать в одном море, но не могут жить в другом море. Жить в другом. Потому Вот в что Черном разная море, допустим, и в Средиземном плотность море. соли. Разные виды рыбы живут, да? Разное содержание соли. Я не знаю насчет Средиземного, я знаю, как я на Азовском море жил. Оно не такое соленое, как черное. Вообще, в принципе, очень даже. Ну, и вот там, кстати, судак. Можно поймать судака. И самое, еще смотри, кошерное животное, вот, допустим, овца, да, допустим, если она, есть еще понятие, как правильно усыпить животное, да, то есть как его зарезать, да, то есть моэль это тот, который режет, да, он имеет право, нож должен быть настолько острый, чтобы, во-первых, животное не мучилось, это специальный нож используется. Я видел у мусульман, они какой хотят нож берут и таким ножом режут животное, да. Теперь, но муэль имеет право только один раз провести по горлу. То есть одним ударом он должен, не ударом, а одним проходом он должен прям до кости довести. Вот размахнулся, снизу вверх поднимает нож, и у него... Этому учат, этому обучают, они проходят целую школу, как правильно зарезать животное, чтобы оно не мучилось. Только в этом случае, если 2 раза провели по горлу ножом, это уже не кошерное считается. Из-за адреналина. Потому что животное начинает понимать, что его убивает, и идет впрыск адреналина в кровь. Смотри, животное понимает, когда уже его связывают. Оно не тупое на самом деле, да, то есть когда его связывают, он к этому... Тем более их забивают в бойнях, а там один за одним конвейер, да, то есть пропускают. Они уже видели своих сородичей мертвых, то есть они чувствуют смерть, и даже многие из животных плачут, то есть их видно слезы. Но они для этого и созданы, то есть они созданы для того, чтобы, смотрите, если бы люди животных не ели, они бы их и не размножали. Вот этих популяций коров, баранов, их бы не было смысла размножать, понимаете? Никто бы не занимался как Александр, я с вами не согласен. У животных тоже есть душа, как и у человека. У нас, смотрите, у нас говорят, что у животных есть нефиш, но душа есть только у человека. Душа, да. Нефиш – это дух. Нефиш – это дух. Тоже Дух у животных есть, а вот души у животного нету. Душа есть только у человека. Но мы можем наблюдать сегодня картину, что... есть душа. Они тоже видят, они тоже умные. Смотрите, я вам говорю, у них что есть написано... ум, но нет сознания. Я вам говорю то, что написано в Торе, да, то есть мы получаем Тору как единственная книга, которая была спослана как руководство для того, чтобы человек мог пользоваться всеми благами, которых создал для него Бог. Ну, это же ведь правило выживания в той среде, где это было дано. Смотрите,
то, что вы говорите, Допустим, это то, что в вы Индии хотели же бы... есть вегетарианцы, они вообще не едят мясо, потому что Смотрите, считают, Если что бы мы нельзя вообще убивать не ели животных. мясо, у нас бы пищеварительная система у человека была бы абсолютно другая. Но есть много Смотрите, растений, которые можно заменить вместо мяса. давайте я вам расскажу по поводу растений, Наверное, потому нужно что развивать сельское я хозяйство. занимаюсь биологией. Для того, чтобы утверждать что-либо, нужно уметь сравнивать и иметь логичное мышление, да, то есть логическое мышление говорит о том, что все травоядные, они тоже питаются белком, но они производят этот белок в своем четырехкамерном желудке. У коровы, допустим, у всех травоядных животных четырехкамерный желудок, в каждой из камер которого происходят определенные действия. Допустим, во второй камере сека, да, то есть происходит у животного травоядного следующий процесс. У него происходит процесс брожения. То есть в первом отсеке желудка у коровы, допустим, начинается процесс дезинфекции той пищи, которую она употребила. Потом она отрыгивает эту жвачку, пережевывает заново и, проглатывая, попадает эта жвачка у нее во второй отсек. Во втором отсеке у нее происходит процесс брожения, на фоне которого формируется огромная популяция разновидностей и количество разных бактерий, что для нее считается белком. Потом она отрыгивает, и третий раз, когда она отрыгивает, она жует уже бактерии, она не жует сено. Она живет бактерии, она перемалывает мясо, по сути, да, это огромные куски мяса. Как для вас стейк мяса, для нее вот эти бактерии являются планктоном, как для кита планктоном. Она этих планктонов выращивает во второй камере своего желудка. Потом отрыгивает, пережевывает, проглатывает. И в третьей камере у нее начинает уже работать соляная кислота, в которой есть единственный фермент, как и у человека, фермент, который называется пепсин, который преобразовывает белки на аминокислоты. И в четвертой камере у нее происходит процесс усвоения этого белка. А дальше в 12-перстной кишке у нее происходит процесс ферментирования, как и у человека. Человеку не нужно создавать все эти условия, используя растительную пищу для получения белка как синтеза и строительного материала для клеток. Да, и как аминокислоты, как база аминокислот. Ему, у человека, однокамерный желудок. У него, у человека, в этой же камере находится этот фермент, который находится у коровы в третьей камере. А у человека однокамерный, такой, как у льва, такой, как у волка, такой, как у хищника. У любого хищника однокамерный желудок. То есть человеку для того, чтобы синтезировать белок и преобразовывать его на аминокислоты, ему нужно сразу есть мясо. Потому что у него нет возможности преобразовывать мясо в виде белка для того, чтобы его выращивать в какой-то колонии одного из камер желудка. Вот и все. Белок же есть и в растениях. В растении его находится, во-первых, в незначительном количестве. Посмотрите, сколько вам нужно съесть ведер травы для того, чтобы получить 100 грамм белка. Сколько ведер травы вам нужно съесть? Да, а белок является самым... животное, которое мы убиваем, да? Так ее создал Бог для этого. И я вам хочу сказать, проживите жизнь Бог так... создал животных, чтобы они жили. Смотрите, Бог вообще создал всех, но никому не проявляет сочувствия или сожаления. Понимаете? Каждое животное заслужило в той или иной жизни родиться тем животным, которым оно родилось. Для определенных целей. Это другая форма жизни, но перед тем, как животное стало животным, да, то есть оно могло быть плохим человеком в предыдущей жизни. Ой, ну вот говорят, допустим... Это только у индусов такое есть, реинкарнация. Нет, у евреев тоже есть гильгуль-нешамот. Гильгуль-нешамот – это перевоплощение душ из одного тела в другое. Это в иудаизме тоже это есть. Это не только и у индусов или китайцев. Это было еще до иудаизма. Учение и знания. Смотри, было ли это до иудаизма или... Пойми правильно, евреи получили Тору... Секундочку. Можно? Вот сейчас вот не перебивай, я сейчас скажу одну вещь, и ты просто-напросто логику включи.
когда евреи получали Тору, они получали ее после того, как вышли из Египта, в котором находились 300 лет в рабстве. Нет, они вышли из Шри-Ланки. Нет, евреи вышли из Египта. Это, может быть, ты вышел из Шри-Ланки, да? То есть, смотри, мы свою историю хорошо знаем. Нам не нужно придумывать историю или придумать для себя историю, которая выгодна тебе, для того, чтобы нам ее еще навязывать. Нам не нужно. Мы свою историю очень хорошо знаем. Да, Мы вы вышли свою из историю другим Египта, навязываете, поэтому да, мы хорошо. 3000 лет после того, как мы вышли из Египта, единственный праздник, который нам это символизирует, это Песах. У вас Каждый же год мы празднуем Песах. 5860 какой-то год же. Послушай, сейчас. каждый Почему год мы, 3000? 3000 лет назад мы вышли из Египта. То есть 3000 лет назад мы получили Тору на горе Синай. 3000 лет назад мы начали праздновать Песах, потому что в Торе написано, как нам нужно праздновать этот праздник и Песах, да, то есть и что нужно, как к нему подготовиться. А я видел как- рисунки, которые вот относятся к периоду неолита. Что вы можете сказать про это? Ну, смотри, Если тебе вашей могут, истории тебе могут 5800 нарисовать с лишним какие лет. хочешь, тебе могут нарисовать какие хочешь рисунки. Мы исчисляем свое летоисчисление не 2026 годом, а Так период неолита 5875 относится годом. 25 тысяч лет тому назад. Ну, это ты Причем тут можешь считать неолит? 25 Причем лет тут назад. неолит? Евреи Ты можешь являются считать 25 лет назад, благоизбранным народом, 20, они 100 самые миллионов лет назад можешь посчитать. Мне не важно, сколько ты лет будешь считать. Понимаешь? То есть кто тебе сказал, что 25 тысяч лет назад, это с помощью чего, какого анализа это могли, какой анализ могли сделать для того, чтобы удостовериться в том, и кто мог проверить этих ученых, которые тебе это заявляют, что это было Ну, это 25 тысяч советские лет ученые, назад. которые искали вот Советские такие ученые, и рисунки. на каком основании они сделали эти выводы? Какой анализ мог дать им? Углеродный. Какой природный анализ? На основе Углеродный чего? анализ. Углеродный анализ это для тебя придумали, потому что ты не понимаешь, что такое углеродный анализ, и поэтому ты это воспринимаешь, вот есть, оказывается, углеродный анализ, давай ему поверим. 25 Нет, тысяч лет я назад, просто я тоже тебе считаю, скажу, что люди были еще до Адама и Евы. И я не это верю, пускай, что ваш Бог ну создал пускай они, планету. конечно, смотри, Потому ты что можешь планету против Бога, ты могла можешь, создать только центробежная сила Солнца. смотри, у тебя невыгодное положение после смерти, у меня более выгодное. Всего доброго, всего хорошего. Я Всего После доброго. смерти, я думаю, что останется только энергия разумная, и она улетит куда-нибудь. Ну в вот, а космос. куда улетит? Наверное, там, откуда я пришел сюда. Ну, откуда ты пришел? Я не знаю, наверное, где-то в космосе. Ну, просто так, и что ты? Вот энергия летала, и что, кто ее создал, эту энергию? Ну, центробежная сила энергии Ну, вот галактики есть это твое черная тело, дыра. вот есть твое тело, хорошо, вот есть твое тело, и в нем живет энергия. Дальше умерло тело, и испарилась энергия, куда-то улетела обратно. Дальше что эта энергия делает? Ну, наверное, попадет в черную дыру, там превратится воплотиться А в зачем джет и ей было улетит приходить куда-нибудь из этой дальше, черной дыры? из этой Почему? галактики. Зачем ей нужно было приходить из черной дыры, куда она потом уйдет и вотворяться в твое тело? Ну, Зачем? наверное, потому что черная дыра, то, что называют черная дыра, Да. это, наверное, и есть Творец галактики. Вы так Не знаю, считаете? когда я был в утробе матери, там тоже была черная дыра, из которой я вышел, и потом вот... Ты это черной дырой называешь? Я не понял. Нет. А что? Ну, наверное, то, что ты называешь вот этой черной дырой, это, ну, наверное, это то, что ты воплотился здесь, на этой Дальше. земле. Хорошо. Для чего я воплотился сюда? Зачем? Чтобы- Что, покушать, покакать, пописать, людям мозги попудрить? Зачем я сюда приобрести пришел? знания. А какие ты приобрел знания? Ну, я, жизнь. Ты придешь потом к Богу и скажешь, вот у меня был там советский ученый, который на основании углеродного анализа сделал вот такой вот вывод, что 25 идя тысяч по лет жизни, назад... же у меня не только был советский ученый, у меня же еще был опыт свой жизненный, который я видел. Смотри, в Торе написано, что Бог И создал при всем при Адама. этом я распознавал Бога. Смотри, в Торе написано, что он создал Адама, да, то есть не грудным ребенком, а взрослым Тоже готовым, человеком.
Да, взрослым человеком. Теперь, если бы тебе сказали, вот представь себе, ты говоришь, ну вот представь себе, тебе Бог показывает, говорит, вот тебе, смотри, человек, вот я его создал, да, как ты думаешь, сколько ему лет? А ты, глядя на него, говоришь, ну, лет 25 ему. Он говорит, нет, я его только сейчас создал. То есть Ну, Бог на земле создал все вообще-то все творения, рождаются. смотри, все творения он создал, вот дерево, когда он создал не в виде семени, он его создал уже полноценным деревом, которое имеет возможность плодиться и размножаться с помощью своего цветения и оплодотворения Ну, значит, земли уже Адам своими был в семенами. готовом виде принесен Вот, на эту землю, вот так на же эту и земля планету. была создана, вот так же и земля была создана, уже готовая, плодородная. Она была создана таким образом, что если бы в тот момент твой советский ученый сделал бы углеродный анализ Земли, он бы сказал, что этой Земле 2 миллиона лет, потому что вот это не могло создаться как девственное, только рожденное. Точно так же, как если бы ты посмотрел на Адама, который был создан там 25-летним юношей, и если бы кто-то тебе доказывал, что это грудной ребенок, который был создан только сейчас, ты бы в это не поверил. Понимаешь? Потому Значит, что он в то время... переселенец. Нет, Значит, он я сейчас про другое переселился говорю, откуда-то из что другого и пространства Земля, космического, что, если он смотри, был уже в готовом виде. углеродный анализ делают на основе разных слоев Земли. Понимаешь? И потом на основании этого углеродного анализа делают выводы, что эта Земля, допустим, существует 2 миллиона лет. Но Адама он тоже создал как 25-летним. Вот так же и Землю он создал как многомиллионнолетний, уже созданный. Уже как плодонесущий. Точно так же Адама он создал как плодородным, который мог плодиться и размножаться. Вот таким он его создал. Ему не надо было ждать, пока он там маму ему еще Неправда найти, тогда которая... это. Что именно неправда? Мы же видим, что все рождаются, Да, ну а тогда кто растут, родил Адама? Кто родил взрослеют. Адама? Кто родил Адама? Ну, говорят, что его создал и ваш Бог. Ну да, то есть наш всех Бог. Бога нету Нет, другого. это только ваш Бог. У Ну других хорошо, народов наш он свои Бог, боги были. для нас он Создатель, а то может для тебя он Бог. У нас нету богов, у нас нету Бога. У нас есть Создатель, Творец у нас есть, да? У Ну нас да, есть это, Творец, ну, тот, это, который сотворил это это только все. ваш Бог. Но вы Хорошо, своего скажи мне, Бога пожалуйста, ты навязываете другим понимаешь, да, народам. что для того, чтобы Александр, была курица... я извиняюсь, я немножко перебью, буквально на полминуты. Вообще есть такое направление, которое считает, что да, были доадамиты, но они не были одухотворены Богом. То есть наличие вот этих вот там мазюлек на стене 25 А миллионов именно лет каким Богом они не были не отрицает сотворение Адама и Евы. одухотворены? Нашим Если общим. иудейским или еврейским Богом? Ну, знаете, как одухотворение происходит? Вот, допустим, мусульманский Бог есть Аллах. Если человеку навязать его идеологию Корана, то человек будет жить только по тому лекалу, которое ему дали. Если навязать Владимир, человеку я тебе ремарку иудейского сделаю Бога, то маленькую. человек будет жить только по правилам и лекалам иудейского Бога. Это, как Владимир, сказать, это... маленькую ремарку тебе сделаю. Мусульман, ислам, Коран признает Тору, 4 книги, Тору, Библию, Инджил, это, по-моему, не знаю, как по-русски называется, Инджил, Забур и Коран, 4 книги. Евангелие. Да, это с территории Ближнего Востока, оттуда. Ну и ведь есть писания, которые были до них. Это... Насчет Адама, вот я как раз сейчас вот индуизм. вместе поговорим об этой теме. Вот Александр сказал про Адама, ты сейчас с ним дискутируешь, и я еще поставлю вопрос. Даже есть писания, которые были 15 тысяч лет тому назад. Дай сказать, пожалуйста. В исламе говорится, что когда Творец хотел создать
решил создать человека, ангелы ему сказали: зачем, разве тебе нас недостаточно? И разве ты не знаешь, что от человечества, то есть они будут, Грешить там, да, всё, не то, что это в грешить, книге да, Енох скажем так, по-простому гадить, да, там плохие вещи делать. То есть это значит, И что то есть получается, жили смотри, я на к чему земле хочу еще прийти, до подожди. Адама и Евы, это значит. Нет, подожди, я к чему хочу прийти. Я задаю автоматом вопрос Александру. Есть такая версия в Торе, и как бы твоя версия тоже там тоже сходится, если к религии ее подвести, что до Адама были люди. Вот. Вот ангелы говорят, разве которые раньше были, то есть якобы раньше были еще люди, Да, их потом они же тоже, потопом да, там уничтожили, то есть все там вот такое. они же тоже тем же самым занимались. Вот теперь Адам сейчас хочет, он опять то же самое будет. факт И в том, Творец что люди сказал: были я еще лучше до знаю. Адама и Подожди, Евы. ты не даешь досказать, ты перебиваешь его. Я же не перебиваю тебя. И потом, Создатель, Творец сказал, что я лучше знаю, и они ему пока послушали, посогласились. Потом он создал Адама из глины, не знаю, не будем туда это глубоко уходить. Да. да. И он 2600 лет лежал, еще в него в дух не вселяли. Он лежал, как скульптор, это скажем, допустим, да, вот в человеческой форме. Заготовки. Да, заготовленный. Но его еще в дух него не вселяли. 2600 лет. Вот. Суть в чем я хочу сказать. Может, это в Торе есть, и нет, это Александр ответит. А вот то, что Творец сказал, когда он хочет сотворить человека, Адама, и ангелы ему сказали: разве ты разве ты неправильно получается? Сейчас мой акцент, выражение неправильно получается. Ему напомнили, разве до этого же еще были же творения, а разве они, ты забыл, если как с человеком поговорить, допустим, я вот так выражусь, да, я вот тебе говорю, разве ты, Владимир, забыл, что раньше были, которые люди, что они делали, До какие они людей, в плохие. смысле, Да. это ангелы, да, которые были еще до людей. Да? Это опять же говорит, А потом, говорит о том, может, этот там факт говорит о том, что между еще этим до промежутком, людей тоже может, была миллионы жизнь. лет прошло, не знаю, сотни тысяч лет, Не умеет слушать человек и не дает, говорить, свое толкает. В общем, Александр, В общем, я вам так я скажу, свое мнение высказал. когда Бог выгнал Адама из рая на землю, из Эдемовского сада на землю, Адам и Ева вдруг увидели людей. Увидели людей и спрашивают Бога: Бог, ты же сказал, что мы единственные люди на этой земле будем. Кто это? Говорит, вон там костры разжигают, мясо жарят. Он говорит: не обращайте на них внимания, эти люди были еще до меня, это армяне. Не, шутки шутками, но на самом деле... Это, как говорится, Юрий родился, одна заплакал. На самом деле Тора не отрицает до адамитов. Послушайте, вообще, как создавался мир? Хотите послушать? Вот этот мир, в котором мы живем, то есть это, получается, мир, в котором в теле это люди, которые живут в этом мире, которые наделены душами. Да? Но откуда-то эти души появились. У нас написано, что это был олам нешамот. То есть нешама – это душа в переводе с иврита. Олам нешамот Бог создал для себя олам нешамот, мир душ,
в котором жили души в обилии Бога, то есть которые окружали Бога, которые жили рядом с Богом, и у них все было. И Бог для них им все давал бесплатно. Да? То есть есть такое понятие буша. То есть буша – это когда человек стесняется. Да? То есть вот у человека есть такое в характерности стеснение. Да? И этим душам было настолько некомфортно с Богом рядом, что они от него все получали, а Богу взамен дать ничего не могли. Да? То есть, ну, что ты можешь дать Богу? Он самодостаточный, он ни в чем не нуждается, он полностью самодостаточная сущность, да, то есть мы так его воспринимаем, правильно, Бога? Да, мы тут в исламе тоже. Он не ограничен. Самодостаточно, не родил, да, не был то есть, и вот души, они тоже были вокруг, в этом мире, который был создан, этот мир душ, они жили в изобилии. Но в изобилии того, что Бог им все давал, и они обратно Богу ничего дать не могли. И души попросили у Бога: сделай нам что-то, что мы могли для тебя тоже какую-то пользу принести, то есть что-то дать, как бы, чтобы даже если мы все то, что получаем, имеем, чтобы мы это заслуженно получали. Мы не хотим это, чтобы вот без отдачи, да, то есть мы тебе ничего не можем дать, но сделай нам что-то, создай нам такие условия, где мы могли бы заслужить то, что мы имеем. Не дать тебе что-то от нас, потому что тебе ничего не надо, ты самодостаточный, а заслужить то, что мы имеем. И вот создал Бог мир, где создал тела, в которые помещает эти души, стирает им память о том, что они когда-либо помнили, что они жили в обители Бога, да, то есть и сами попросили у него этот мир, стер им память. И все, что им дал, это соблюдать правила жизни, этикета и правила. Все, что он вообще дал возможность людям, это просто-напросто доказать тому, самим себе и Богу, что они достойны того, что они получали от него в том мире душ, в котором они жили, из которого они сюда пришли. А что нужно делать? Научиться быть человеком так легко. Вот просто соблюдать 10 заповедей, больше ничего делать не надо. Вот, казалось бы, логично же, вот заповедь «не убей». Ну, не убиваешь ты людей, не ходишь и не убиваешь людей. Это же хорошая заповедь, правильно? Вот ты уже создаешь радость тому, что Творец создал, и он радуется своему творению, да? То есть не укради. У кого ты можешь украсть? У начальника можешь украсть. У жены можешь украсть, жена у тебя может украсть, да, что-то там отложено на что-то, она взяла, украла. У соседа можешь украсть, у тебя возможности воровать в магазине можешь украсть. Ты дал 200 рублей там денег, допустим, купил, а этот, как его, кассир ошибся, допустим, тебе дает сдачу как с 500 рублей, а ты знаешь точно, что ты 200 дал, и ты берешь эту сдачу, в карман ложишь, как будто ты не заметил, да, то есть и уходишь, а потом еще друзьям рассказываешь, что ты кассира наебал, да, что он тебе дал. А кассир взял из своего собственного кармана, доложил деньги, то есть он там по запарке запарился, много народу было, и профукал. У тебя была возможность, Бог тебя проверил, у тебя была возможность поправить этого кассира, а ты этого не сделал. Что ты сказал? Блядь, пошел он нахуй, я это самое, как его, он нормально зарабатывает, а мне это самое, то есть... Вот, понимаешь, да, то есть нашел этому еще оправдание. То есть написано «не прелюбодействуй». Что такое «не прелюбодействуй»? Это ты берешь, допустим, спишь с женой своего соседа, своего брата, друга, или жена спит со своим одноклассником, будучи замужем, да, то есть или там с первой любовью, там, изменила мужу. То есть, ну, правила, человеческие правила, которые отделяют тебя от животного мира. То есть у тебя есть возможность выбрать, либо ты живешь как человек, либо ты живешь как животное, да, то есть вот кошка, она трахается со всеми подряд, со всеми котами, кто ее там достиг, она со всеми трахнется, да, сегодня от этого потомство принесет в этом году, в следующем году от другого кота потомство принесет. Сегодня многие женщины так живут. Допустим, у моей жены, у нее 4 детей,
практически, то есть трое от меня и один от другого, и сейчас еще будет от третьего мужа, от четвертого мужа у нее будет еще один ребенок, да, то есть вот у них 5 братьев и все разные отцы. Ну, чем отличается от кошки? Ничем. То есть так сегодня живут люди. Ну, пожалуйста, написано, не прелюбодействуй, не делай этого. То есть вот, будешь человеком, будешь заслуженно пользоваться благами того Творца, которого ты попросил, чтобы он тебе создал этот мир. Пожалуйста, не укради, не убей, не прелюбодействуй, да, то есть не желай дома ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, ни имущества ближнего твоего, то есть это не иметь зависти, да, то есть не будет у тебя других богов перед лицом моим, да, то есть не создавай себе кумира, не создавай себе изображения, не молись изображению. Это все правила, которые, если ты соблюдаешь, ты создаешь контакт между собой и Творцом. Все. Ты ему лоялен. Не суживай вот деньги под процент. Под проценты, да, тоже нельзя давать деньги. Это запрещено. Поэтому есть, допустим, халяльные банки и у датишных, у религиозных евреев. В 10 заповедях этого не написано. Вот в 10 заповедях это не написано. Это уже написано в Танахе. Да, то есть это мидрашим. То есть мидрашим это как толкование Торы, да, то есть потому что Тора, она есть к ней еще комментарии. Что означает это, что означает это. То есть потому что израильский язык, иврит, он является и математическим языком, и литературным языком. То есть и по нему строится гематрия. Да? Почему? Потому что каждая буква Израиля – это еще и цифра. То есть у нас цифра и буква в одном значении. То есть и получается, что когда ты читаешь Тору, она, если читать ее как текст, это как история еврейского народа, там какие-то библейские истории. Но если начинать смотреть каждую букву с математической точки зрения, у тебя начинает расшифровываться код, потому что из каждого математического кода у тебя появляется новое слово. Из каждого нового слова у тебя появляется новая буква. В каждом новой букве каждого слова это новая цифра. И у тебя получается, что однажды я своего раввина спросил, а в чем проблема? Вот выучил текст Торы, зачем его постоянно изучать годами, десятилетиями? Он говорит, ты что, говорит, тот Тору, которую мы на земле учим, говорит, если ты возьмешь перо, и у тебя будет море, и все это море будет чернилами, и ты будешь макать перо в это море, и это будет означать чернилы, у тебя всего этого моря в качестве чернил не хватит, чтобы написать всю Тору. Вы представляете, насколько она... То есть у тебя не хватит ни 10 жизней, у тебя не хватит, чтобы выучить всю Тору. У нас Тора это не как текст, который вот рассматривается. К нему идут комментарии бесконечно. Ту малую часть Торы, которые самые великие мудрецы, которые изучали Тору, да, то есть, которые изучили Тору, они, как вам сказать, они даже малую часть ее не выучили основательно. А мы говорим о каких-то ограниченных книжках, как Библия, как Коран и так далее, да, то есть она ограничивается текстом вот от корки до корки. Пытались хадисы написать в качестве комментариев, но все эти хадисы, они как бесовские какие-то, они настроены против человечества. Это, то есть в большинстве хадисов своих мы находим очень много противоречий, очень много нестыковок, очень много бесчеловечного, очень много убийства, очень много педофилии, очень много всякой херни, которая не соответствует нашему пониманию и восприятию этого мира и восприятию нас как людей относительно друг к другу. Понимаете? А Тора это бесконечно. То есть, если ты сегодня, ты знаете, у нас есть мусульмане, которые приняли гиюр и стали
раввинами стали, потому что они, когда погрузились в это, они искали путь к Творцу. И единственное место, где они его нашли, это в Торе, не в иудаизме. Александр, В Торе может прийти каждый человек, чтобы вы понимали. Но иудеи никогда не занимались миссионерством. Никогда не занимались. Не говорили, что Тора – это истина, учите Тору. Не принуждали, не убивали, не захватывали земли, не заставляли. Даже хазары, они сами приняли... Один вопрос тебе задам. Да. Я вижу, ты в любом случае Тору хоть как-то читал, разбираешься, слышал. Есть такое выражение или стих такой в Торе, что твой Бог, это слова твоего Творца, что Бог создал Адама по своему образу, по своему, как это звучало? Подобие. По своему образу и подобию. Есть такие слова в Торе? Да, там написано в Торе, что создадим человека по образу и подобию нашему. И вот возникает вопрос, а почему Бог во множественном числе говорит, да, то есть, что почему вот создадим. Это по вопросу нет, я знаю. Да, есть, это книга «Бытия» называется. Я почему это спросил, есть такой, ты, наверное, слышал, исламский такой бывший проповедник, вот, от которых это ваххабисты, секта пошла, шейхуль ислам, Ибн Таймия называют они. Вот он сказал, он тоже сказал, его есть 30 томов, один труд есть у него, из 29 или 30 томов у него, честно, я забыл, как это называется. И он, короче говоря, в его одном из этих томов есть стихи, выражения, где он говорит, что Тору, он говорит про ту Тору, которая в его время вот существует, не так, которая сейчас, которые нынешние мусульмане, когда про Тору говорят, что это имеется в виду, которую когда первый раз Бог послал, а сейчас ее изменили, там переписали, тысячи там, этот наш Коран тоже 120 лет, мы дальше другого Корана, который вот сейчас по миру ходит, один этот Коран дежурный, ему 120 лет, по-моему, выпустили, тиражируется. И вот этот шейхул ислам, вот сюда зашел, вверх-то он тоже, наверное, знает Машвала в курсе. Он говорит в своих одних трудах, что чтобы мусульмане вот того времени, когда он эту проповедь делал в мечети где-то, не знаю, он, по-моему, на этом полуострове жил Хиджазе где-то, Неджде, по-моему, где-то там. Короче говоря, чтобы признавали эту Тору, которая существует в то время, вот его эпоху, и он говорит, что то же самое в его трудах он говорит, этот шейхул ислам Ибн Таймия, то же самое говорит, типа Бог создал человека по своему образу и подобию, типа что такое. Вот это я хотел спросить, но ты это подтвердил, в принципе. Смотри, когда создавался Адам, он создавался не за пределами эдемовского составляющего, мы называем это эдемовским садом, но он создавался совершенно в других условиях, не условиях той земли, на которой мы сейчас живем. И то, как люди себе представляют, что Адам был создан как человек, как то подобие, которое они видят в зеркале, в отражении своем, да,
То есть, когда ты смотришь на себя, ты смотришь на себя как на человека. И ты, когда читаешь, что создадим человека по образу и подобию нашему, мы воспринимаем этого Адама таким же, как и мы. Вот в таком же теле, с такой же кожей. Да, вот тут А на у нас самом в исламе деле, тоже даже непонятки происходят. на самом деле он был создан без пищеварительной системы, без сердечно-сосудистой системы, без лимфатической системы, без такого зрения, как у нас, без всего того, что мы имеем. Почему? Потому что нас вводят в заблуждение вот эти вот интерпретации и вот эти вот неправильные определения. То есть нигде не написано, что Бог создал человека в условиях земли. Он создан был в условиях Эдемовского сада, там, где живут и ангелы, там, где жил и он сам. Его дух летал над этой территорией. И это не земля, не та земля, на которой мы живем. И он создавал его не в том теле, в котором мы сейчас находимся. Он его создавал по образу и подобию того, вот из чего состоят ангелы, из чего состоит Творец. Вот по этому образу и подобию я понял. А потом я понял они что-то сделали с Евой. Они что-то сделали, и у них появились вот эти вот тела. Потому что там написано же дальше. У них, там же написано, и вдруг увидели они, что они нагие, то есть написано, что, то есть после того, как они вот запрет вот этот вот совершили, который был на них наложен, да, как запрет, то есть нам это читают очень примитивно, нам говорят, что типа яблоко они съели, да, что Первородный грех, да. Да, вот они совершили первородный грех. Поэтому кадык еще считается вот это Адамово яблоко. Типа он проглотил, и оно застряло, вот такой примитивизм. Где-то про инжир говорят. Смотри, неважно, про что съедобное они говорят, я вас просто сразу вот уверю, что если говорить о том, что он создавал первое существо как человека, допустим, по образу и подобию ему, значит, Бог такой же, как человек. То есть, если мы воспринимаем его созданным такими, как и мы. Да, вот поэтому я говорю. А если он такой же, как человек, по образу, это значит... споры насчет этого. Смотри, по образу это значит то, как мы выглядим. А по подобию это значит то, как мы подобаемся, то, как мы относимся друг к другу, да? То есть по образу, значит, если мы берем образ, значит Бог, если мы воспринимаем созданного Адама таким же, как мы созданы, как человеки, да, то есть вот мы созданы человеком, Адамом. Мы созданы Адамом, потому что Адам совокуплялся с Евой, но в Эдемовском саду они ни одного ребенка не родили. Они были изгнаны из Эдема, и только после того, как они были изгнаны из Эдема, архангел Михаил сказал Еве, что ты будешь рожать, твое наказание, что ты будешь рожать в муках. А Адаму он сказал, что ты будешь добывать свой хлеб, истекая потом. Да? То есть получается, что... Да, до этого у них этих ощущений и этих физических способностей не было. То есть Адам не мог потеть. А это говорит о том, что он не имел тела. Ева не имела возможности рожать. Это говорит о том, что она не имела тела. Такого, которое мы имеем. Поэтому, когда их создали... Подожди, да, я один еще вопрос задам. Получается... Когда он их выгнал или изгнал из Эдема, в то время уже эта наша планета была сотворена или... Да. Она была что-нибудь говорится там? Она была сотворена. Ну вот как раз, может быть, на этой земле и жили всякие существа. Может быть, это была лаборатория, геномодифицированная лаборатория, в которой просто проводились исследования, испытания, делались какие-то разные животные, да, и так далее. То есть, может быть, даже человекоподобные люди были. Я считаю, что он просто-напросто был сделан из той материи, из которой сделана наша душа. Вот он был создан из той материи, из которой сделана наша душа.
Просто, может быть, что-то добавило, что это отличало его от ангелов. Но я уверен, что размножаться, трахаться он не мог в Эдемовском саду. Кушать он ничего не мог, потому что, получив наслаждение от еды, он мог заречься на какого-нибудь зайца, он мог съесть какого-то зайца, если он там жил, допустим, в этом вообще Эдемовском саду. Он мог бы попробовать вкусить вкус какого-то животного, получив наслаждение хотя бы от одного фрукта, овоща, неважно. Я считаю, что он не мог там ничего кушать, потому что по тому признаку, что у него не было там пищеварительной системы. То есть, если что-то кушать, значит, где-то нужно было какать. А если он был создан в таком же человеческом теле, значит, он должен был вот с Евой совокупляться. А представьте себе, там еще ангелы, там еще Бог. А когда человек и люди совокупляются, мы же все видим, как люди сношаются, да, то есть какие получают удовольствие друг от друга. Представьте себе, если кто-то рядом с вами будет стоять, когда вы совокупляетесь со своими женами, да, то есть как вы будете воспринимать этих людей, которые над вами смотрят и как вы сношаетесь? Вам будет некомфортно, вы будете стесняться, вам будет противно, вы будете избегать таких условий. А представьте себе, в Эдемовском саду Адам и Ева совокупляются, ангелы смотрят, как на порнуху на это все. Да? То есть вот так вы себе Одну представляете секунду. Эдемовский Это сад? очень интересно, ты говоришь, я просто одному человеку хочу сказать. Верта голоду шуйцу дючтек хэшуя. Теперь, когда они были изгнаны из Эдемовского сада, да, то есть почему и архангел Михаил сказал, что теперь ты будешь рожать в муках? А с чем он сравнивает? Что, разве в Эдемовском саду она без мук рожала? А если она без мук рожала, кого она тогда родила в Эдемовском саду? Почему это в описании нету? Что они из Эдемовского сада вышли уже с каким-то потомством детей? То есть, получается... Один маленький вопрос. А животные, когда они рожают, они что натворили там? Животные, когда рожают, что они натворили там? Животные, если вы почитаете зоологию, ни у одного животного нету оргазма, да, то есть животное не ощущает удовлетворения от секса так, как ощущает удовлетворение от секса человек. Животное это делает в виде инстинкта и в виде завоевания своей территории и в виде, вот, допустим, лев, да, допустим, что он делает? Вот он создает прайд, да, то есть он живет в гареме из львиц. То есть у него должно быть там 5-6 львиц, и каждая львица должна принести именно его потомство. Теперь, если приходит какой-то лев, который претендует на его прайд, да, то есть он начинает драться со львом, если он его побеждает, первое, что он делает, он уничтожает и съедает, и не съедает, а убивает все потомство этого льва, которое было, то есть львицы это потомство защищают, но они не могут постоянно защищать. Почему? Потому что они все время на охоте. Я не это спросил. Я что? не спросил, что насчет их оргазмов. Я спросил насчет мук. Насчет мук, вы видели когда-нибудь? Рожание их. Смотрите, все, что мы здесь в этом мире ощущаем, это мучение, сплошное мучение. Мы, если посчитаем наши 70 лет, 75 лет жизни, мы посмотрим, что большую часть жизни своей мы тратим на то, что мы живем своим прошлым, а не своим будущим. То есть мы живем в каком-то сожалении. То есть либо мы счастливы, и мы, вот, допустим, можем жениться, и у нас может быть очень хорошая жена, очень хороший муж, и они живут, у них создается очень хорошая семья. Но вдруг по какой-то причине умирает либо жена, либо муж, да, то есть и человек не может без этого человека жить, и второй раз не женится или замуж не выходит, и всю оставшуюся жизнь живет своим прошлым, смотрит на фотографии, скорбит, вспоминает, плачет и так далее, тоскует и так далее. Теперь есть другой вариант. Есть люди, которые живут тоже мучаясь, да, то есть одного мужика меняет, второго мужика меняет, третьего, то есть постоянно неудовлетворенная, и внутри она тоже неспокойная. То же самое мужчины, когда также ведут себя по отношению к женщинам, да, то есть они разрушают и свою собственную характерность жизни, да,
и все вокруг себя, всех вокруг себя. То есть, получается, мы теперь, или ты живешь, все хорошо, все, и вдруг в твоей стране война, и всех мобилизируют. Ты не хочешь идти на войну, а тебя насильно берут и забирают на войну. То есть, мы живем в каком-то мире, Понял. Просто ужасном мире. Все, понял. Спасибо. Скажи мне, вот у вас в Торе написано насчет Моисея, Мусы, что он ударил посохой об море, и море разделилось, и он спас людей. Еще до этого он ударил об скал, это посоха, и 12 ручей. Там Нет, написано про это. это сначала он на море ударил. Но сначала было так. Бог сказал ему, ударь посохом по морю, и море раскроется, и ты пройдешь, и твой народ, и мой народ пройдет и спасется. Вот так он сказал. То есть, да, было, конечно. И мы не знаем же, что это был за посох. Может, это был какой-то техногенный жезл? Я ничего другого не имею. Я просто спрашиваю, у вас там написано это, что он бросал посох, она превращалась в змею, и еще колдуны тоже. Это написано, все написано, да. Все понятно. Александр, да. этот верх-то просто... Вот как я тебе вопросы задаю, просто у него больше, намного больше этой информации насчет ислама, он поэтому тебя спрашивает, ты неправильно пойми его. Не-не-не, я слышу его, что он не троллит. Знаешь, я почему спросил? Знаешь, почему просил? Там есть 75-42 Сахих аль-Бухари. Там написано, что иудеи, иврит, они читали на иврите, и на арабском обучали арабов, мусульман. И потом на Коране тоже такие же истории, которые у вас есть. За это я так спросил. Смотри, евреи с арабами познакомились в 7 веке нашей эры, когда они пришли сюда, в Израиль, завоевывать Израиль. До этого они познакомились с ними в Медине. Да, то есть, и они уже разговаривали через переводчиков. То есть, арабы и евреи, они разговаривали всегда на разных языках. Вот, поэтому... Был арамит, мать Мухаммада же еврейка была, да? Я не знаю, это как бы... Ее родственники, евреи, вроде бы вот так. Ты знаешь, у Мухаммада сколько жен было? Мать, говорю, про маму. Нет, у него мать не была еврейкой. Не была, да? Нет. Он в Медину приходил учиться у евреев. То есть он сидел, как, знаете, вот этот вор, который ворует возможность стать лидером. Он хотел среди евреев стать лидером, у него не получилось. Он подумал, я пойду сделаю в свои кланы и там стану лидером, получив знания, получив лидерские способности и так далее. Он был умным. Дурак бы не смог бы организовать такую организацию, понимаете? То есть он был очень умным, очень продвинутым в своей вот этой области и в своем племени, да, то есть из своих племен вот этих вот бедуинов, которые, ну, вот если вы посмотрите сейчас, как ведут себя бедуины, посмотрите, вот как они себя сегодня ведут. Это очевидно. И вы задаете себе вопрос, а как же они вели себя тогда, понимаете? Если они сегодня себя организовал такую сеть, мафию организовал, конечно. Да, смотрите, что было сложно? Он говорит, мужики, блядь, там такие тёлки, вот так вот, да? Там такие тёлки, там столько золота, давайте мы сейчас их всех нахер, и они такие не воинственные, воевать не умеют, мы их сейчас всех покрошим там. Все, взяли конницу, собрали, пешком собрались и пошли. Они напали на кого? На народ, который, занимал свое время полностью молитвами и так далее, понимаете, да? То есть, Александр, там глубже, он сначала покорял свои племена, у него долгое время... как бы он собрал армию? И собрать арабские и бедуинские племена.
Так ему же армию нужно было собрать, понимаешь, да? То есть сначала Он пришел к своим бедуинам и начал рассказывать иудейские сказки. Ему сказали, ты знаешь, давай отсюда, иди гуляй. Да, ему потом пришел к евреям, говорит, я буду вашим пророком. Они говорят, иди тоже гуляй. Он обиделся на этих, на тех, пошел... Он и к христианам ходил, он просился у евреев учиться в хедере, в еврейской школе тоже. Хотел стать раввином, мы его не приняли, потому что сказали, что ты какие-то у тебя это самое поползновения не те. То есть ты хочешь изучать религию не для того, чтобы посвятить себя Богу, а для чего-то для власти. нехорошего. Да, он проявлял агрессию, он их уговаривал, имея такие знания, давайте покорим другие народы. Понимаете, у него такие были речи. Покорять другие народы, что мы с такими знаниями можем покорить другие народы, и все нам будут поклоняться. Вот это было его нарицание. Они его послали с этими идеями фантастическими, отправили его на 4 стороны. И он пошел, собрал целую армию, пришел отомстить в Медине, устроил там такой погром, всех вырезать начал, убивать начал. Многие вещи он даже чуть-чуть не знал. Сейчас я вопрос правильно. Давай заканчивай, тогда после тебя скажу. Я хотел сказать, что, может, не хочу никого обидеть, но есть такой момент, как месяц Рамадан у мусульман. Почему это целый месяц? Потому что в исламе не знают, какой именно день выпадает по еврейскому летоисчислению, чтобы соблюсти этот праздник. Поэтому берут сразу целый месяц, чтобы его не пропустить. Ну, смотри, это тоже глупость, потому что они у нас взяли пост поститься. Они же у нас его взяли, да? То есть у нас пост, он соблюдается в честь чего-то. Это символическая дата, которая определяет скорбь у нас, да? То есть скорбь связана с чем-то. Скорбь это связано с падением 2 храмов, которые были разрушены по... Можно сказать, кто-то может сказать, что это совпадение, но мы считаем, что это значимые даты, потому что эти 2 храма были разрушены в один день, в Тиша б'Ав. Да, то есть в один день были разрушены 2 храма. Один раз персами, другой раз римлянами. То есть и для нас эта дата символизирует знак, как бы день скорби падения нашего храма, который был первый создан был... Александр, подожди. Шломо, Это понятно Шломо и второй Иродов. насчет поста, все ясно. Пока от этой темы Медины не ушли. Все, я не успел. Армат вышел, антитеррор вышел, Верта здесь. Я хотел, просто я где-то запутался, но они бы меня поправили. Я еще раз тебе повторю этот вопрос. Верта, наверное, меня слышит. И если, значит, по-моему, мать тоже у него умерла, или нянька была, или тетка была, я не помню, кто-то его водил маленьким ребенком в Медину еще. До этого еще, когда изгнание, еще переселение, когда еще ребенком его водили в Медину, а в Медине у него были вроде бы по материнской или мать. Если ты говоришь, что мать не была еврейкой, значит, та женщина, которая его водила туда, не знаю, кто это была, сейчас я Верта слышит, когда я закончу, наверное, он поправит. В общем, там он учился, это был. Потом, когда он взрослый уже был, когда его с Мекки, он это хиджру сделал, перебрался туда, эти евреи, которые мединские, это они еще его родственники, походу, как так получается. Я хочу, чтобы меня поправили. Я где-то не один раз это слышал. И они ему еще дали деньги там на какое-то дело, не знаю, что-то. Долг дали деньги. И потом, когда он уже в Мекке, когда это, свое первое, вот это у него это битва называют, на самом деле это он на караван, битва при Бадре, вот этот караван, самый такой крутой караван, они нападение сделали, там хороший трофей сделали,
И вот тогда вот эти евреи там свои деньги, когда обратно попросили, он не хотел вернуть их, и он с ними, короче, и вот начал вот эти аяты, типа, ссылаются там, они враги, там, туда-сюда. Вот такая тема была. Я Вот хочу, смотри, чтобы вот это... смотри, Верта, во-первых, да, то есть мы, если будем брать, то вот написано же, да, что Коран, первый Коран был написан не во времена жизни Мухаммеда, а 30 лет после его смерти писали Коран. После того, как он умер, через 30 лет написали Коран. Представляешь? То есть, кто писал Коран, как описывали его жизнь, да? Уже можно было столько всего придумать, понимаешь, и столько можно было описать для того, когда создавалась эта религия, она этого создавалась... в Коране нету, это не в Коране, это не коранические тексты, это исторический такой факт. Это да, это кто-то, а тем более в то время долго не жили эти люди, да, через 30 лет это уже какой-то человек писал, которому было уже там 40 лет, а когда умер Мухаммад, ему, наверное, было лет 10, понимаешь, да, то есть вот что человек этот мог написать? Да, в Коране. Как мог описать эту... Тем более, понимаешь, истории же долго не сохраняются. Тем более, никаких таких чудес каких-то не было. Не. Постой. Они не были такими маленькими, как ты говоришь, 10 лет. Например, возьми Абу Бакр, у него дети есть. Возьми Умар, у него тоже дети есть. Они были постарше. Это они начали уговаривать Хариса бин Сабита, чтобы написать Коран писарем этого. Вот а насчет того, Алихан, который ты сказал, да, мать ходила с ним куда-то, я точно не помню, наверное, ближайший Медина тоже не рядом. И она по дороге умерла у него, мать дует. Вот смотри, я вот какие-то такие события, которые связаны со смертью близкого человека, они могут запоминаться даже в деталях. Ну вот, допустим, у меня 3 детей. И я тебе скажу честно, если бы не было вот возможности у меня записывать каждый день их на видео, да, записывать и выкладывать это в YouTube, да, то есть нашу всю жизнь, вот эту семью. Я вот вчера мы с детьми встречались, да, то есть они у меня были, и мы сидели и смотрели видеоролики, которые записывались в их детстве, да, то есть вот теперь представь себе, без этих видеороликов мог бы я написать о них целую историю и настолько подробно, при том, что в то время у людей не было письменности, не было бумаги, что-то писалось на пергаментах, непонятно чем, да, то есть длинные истории записывать не могли, понимаешь, да? То есть я сегодня про детей своих много вещей не помню. Как раз к тому, что после смерти Мухаммеда вот эти все хадисы, которые спустя 200-300 лет были написаны, туда еще много просто накидали, просто от себятины записали. Они не от себятины, не. Все эти хадисы были написаны в свое время, и каждым годом, каждым пятилетием добавлялись новые хадисы, да, то есть, а знаешь почему? Потому что были новые ханы. Каждые хадисы, они создавали определенные границы управления теми массами, которыми они управляли, эти ханы. И по их приказу писались эти хадисы для того, чтобы можно было объяснить людям, как нужно себя вести при том или ином правителе. Это создавало уют для правителя и спокойствие в его государстве. Понимаешь? То есть, и вот таким вот образом они управляли народами. С помощью хадисы это были, в принципе, политические, они имели политическое значение больше. Они не имели какой-то такой позиции, какого-то смысла для того, чтобы описать жизнь человека. Они создавались для того, чтобы можно было дальше управлять массами людей. Вот и все. То, что я и сказал, что, допустим, какой-то правитель хотел свои как бы интересы продвигать,
и подбивал под это и Коран, и хадисы. То есть писались хадисы, которые выгодны ему в его политических действиях. Абсолютно верно, да. Можно Абсолютно вопрос, верно. Александр? Я только поздороваюсь, Марша Боева. И Здравствуйте. доброй ночи всем. Доброй ночи. А еще один такой вопрос. Вы поститесь один день, Да, я тот день, хотел когда задать Муса спас вопрос людей. Александру. И как это называется, этот день у вас? Ашура или как? Нет, о каком дне вы говорите? Когда Моисей спас людей, пройдя через это море. Ну, нету такого особенного какого-то названия. Песах. Это Песах. По-мусульмански Песах. выходит Песах. Мухаррам, это 10 число, и один день вы, говорите, поститесь, а мусульмане, чтобы еще больше поститься, чем вы 2 дня постятся. Это у нас называется Тиша Беав. Это день скорби у нас называется, не день спасения. Это не праздник, это день скорби, который символизирует падение 2 храмов в один день. То есть в одно и то же число. Как, допустим, 31 декабря у нас празднуется Новый год, да, допустим. Вот у нас 2 храма были разрушены в одно число, в разные столетия. Понимаете, да? Не, он имеет в виду, как мы празднуем исход из Египта. Песах. Мы празднуем исход из Египта, Песах. Получается, это как праздник, если он спас людей, люди спаслись, это, понимаешь? Не, ну на Песах у нас нету этого, это у нас не день скорби, это у нас, нам не надо поститься на Песах. Песах, наоборот, мы празднуем. А вот то, что мы пост соблюдаем, сутки не едим, одни сутки не едим, это вот на этот день, когда были разрушены 2 наших храма, и все. Есть вот такой, вот пророк спрашивает у иудеев, почему вы сегодня поститесь? Они говорят, что этот день Муса, Моисей, спас своих людей от фараона, и за это он, как благодарность Богу, Аллаху, мы постимся. Тогда Мухаммед отвечает им, мы больше имеем прав, чем вы на Мусу, и мы будем поститься этот день, еще один день. Вот так они сказали. И забыли, какой день. У нас бы спросили, мы бы им сказали, зачем им 30 дней мучиться. Это не Рамадан. Это не Рамадан. Это как Песах у нас. У них как Песах. То есть, получается, они празднуют наш праздник, но при этом они считают себя правообладающими на этот праздник, но не евреев, правильно? Но при этом Да, они говорят, что они народ, больше не имеют спасал. право, чем вы на Мусу. А на основании чего? Вот этого я не знаю. Он же не их выводил из... Я вам больше скажу. Смотрите, Александр, когда у меня египетское царство пало, вот после того, как... Александр, подожди, пожалуйста. Позвольте мне задать один вопрос, и все, я только буду слушать, потом другие, кто хотят, будут задавать вопросы, задай ты вопрос, будешь... потом слушай. Только один вопрос. Вот никогда об этом не думал, вот прямо у меня сейчас эта мысль пришла в голову. Вот насчет Корана, вот мы знаем все, что он собран потом, через несколько столетий, и что не было там разные кожи, куски, там, не знаю, листки разные, ну, шкуры, муры, там, доски. Вот Тора же намного раньше послана. Она как послана, эта Тора, она как собрана, как книга, или она устно? Я отвечу на этот вопрос. Я понял вопрос. Когда вокруг горы Синай весь народ встал, они услышали только 3 заповеди. То есть они настолько хотели, евреи, чтобы Бог разговаривал не только с Моше, но еще и с ними, потому что они как бы хотели услышать его, как слышит его Моше. И хотели утвердить себя в том, что они тоже его слышат, и поверить Богу основательно.
Вот, потому что слышал только Моше и передавал Богу, людям то, что передал им Бог. И это вызвало у евреев немножечко многих там сомнения, и люди начали роптать, то есть, что они тоже хотят. И Моше стал перед Богом и сказал, что люди хотят услышать тебя, они перестали мне доверять. И Бог сказал, хорошо, пускай они умоются, поменяют свои одежды, и я говорит, буду с ними говорить. И когда он спустился, начал им говорить заповеди, вот эти 10 заповедей он должен был им озвучить. 3 заповеди он озвучил, им больше они не выдержали слышать, потому что у них у всех начали шум в ушах, голова начала раскалываться, все опустились на колени, с ужасом закрывали уши, потому что не могли их... Глаз Божий слышать. Не могли слышать этот звук, он, как будто у них голова взрывалась. И они начали кричать: Моше, попроси Бога, чтобы он больше не говорил с нами. Мы говорит, все поняли, говорят, и пускай он говорит все через тебя. И все, то есть на этом закончился весь этот цирк. И Моше поднялся на гору Синай, и 40 дней, 40 ночей он отсутствовал. То есть 40 дней, 40 ночей, что он делал? Он был в обители Бога, и 40 дней, 40 ночей его душа переместилась в то место, где находился Бог. И вот 40 дней, 40 ночей по нашему времяисчислению он находился там и изучал всю Тору. Он принимал всю Тору, как если бы с одной флешки на другую передавалась бы информация. И вот эту всю Тору он в себя впитал, и вот эти 40 лет он ходил, вот они ходили по пустыне, и вся устная Тора, которую он получил, вот письменную Тору, он получил 10 заповедей на скрижалях, да, то есть это то, что было принесено с этих 40 дней, 40 ночей, а все самое главное, всю устную Тору он держал у себя в голове, как на флешке, которые передали все эти знания, которые он должен был переместить потом на оленью шкуру, то есть на пергамент. Да? То есть и вот эти 40 лет, когда они ходили по пустыне, за ним его брат писал, он говорил, он диктовал, а брат его писал эту Тору. Это была письменная Тора. За 40 лет это он его передавал, и они ее не только писали, они не только, да, то есть они не только писали, но уже начали исполнять заповеди. Там было около 213 заповедей, которые были переданы вместе с этими. То есть они должны были полностью восстать из пепла как народ, как единый народ с определенным обрядом, с определенными правилами жизни. И у всех должны были эти правила жизни отточиться за эти 40 лет. У них должно было бы полностью умереть вот эта рабская внутренняя составляющая, которая напугала их после того, как Бог им сказал: освободите эту землю от этих амаликитян. Да, то есть они ослушались его, и в знак этого наказания, они получили наказание, то есть в знак этого отвержения того, что им приказал сделать Бог. Подожди, я тебя понимаю. Ты только от меня, если знаешь, вот письменную Тору не знаешь. Вот получили как Коран, вот эта книга Тора, когда была собрана, вот это мне можешь сказать? Вот 3000 лет назад. У нас же мы и празднуем получение Торы как 3000 лет назад. Когда мы вышли из Египта. Уже была книга, да, как Коран, как сегодня. Свитки, не книга, свитки. Свитки, полный комплект, да? Да. В течение 40 лет был полный комплект. Все, больше вопросов у меня нету. Я только добавлю. Скрижал, это что? Давайте в Коране написано, они хранятся в хранимом скрижале. Только добавлю, Саша, извини. Свитки Торы, те свитки, которые были найдены в пустыне, кумранские свитки, включая все проверки всех профессоров, которые можно было проверить, которые проверяли эти свитки, они датируются
2500 лет назад. Так что это все зафиксировано, это все находится и задокументировано, так что это можно проверить. 2500 лет этим свиткам. А все то, что Саша сейчас говорил, да, 3000 лет назад. А по поводу скрижалей, да, мы можем только догадываться, и скорее всего это так, что эти скрижали находятся в Ватикане. Да, то есть они находятся в ковчеге, должны быть вот этот ковчег у нас либо мы сами где-то спрятали, и кто-то, может, даже знает из наших раввинов, каких-то очень высокопоставленных, которых держат в тайне, где находятся эти скрижали и где находится наш ковчег, да, то есть, но и, скорее всего, местонахождение этого ковчега известно. Просто от нас это держат в тайне. То есть вот этот ковчег, к нему нельзя было, то есть к нему могли прикоснуться только коины. То есть остальные, неважно, кто к нему бы не прикасался, они замертво умирали, погибали. То есть к нему прикасаться. Да, но есть еще момент, что это вторые скрижали. Первые скрижали, когда он спустился... Он разбил, да. Он разбил. Из-за того, что в этот момент евреи стали поклоняться золотому тельцу. И он потом уже сам записал новые скрижали. Можно я не то, что евреи, это неточность. Извините, ребята, что я вас поправляю. Опять же таки, говорится о нескольких евреях, и те народы, которые вместе... Давайте начнем с самого начала. Вместе с евреями вышли еще много других народов. Среди них было очень много египтян, потому что это были политические преступники, это были там неугодные. Александр, скажи, пожалуйста, как Моисей вошел к фараону и за один день смог организовать выход всех рабов? Не за один день, это не за один день. Это дети, женщины, старики, больные. Это не один день. Возле выхода. Вот смотри, мы точно не знаем, сколько времени. Смотри. Все, весь Египет, и мы знаем, кто такой раб. Раб может находиться на какой-то части. Как он смог дозвониться до всех, собрать всех? Это же не просто вывести людей. Смотри, все евреи, было очень просто. Все евреи были рабами. Все рабы жили в одном месте, как в казармах. Они не были как граждане Египта. Их использовали как рабов на протяжении многих столетий. Да, это первое. Второе. Нету определенного описания, сколько времени длились эти 10 казней. Это было не в один день. 10 казней были на протяжении даже, может быть, месяца. То есть, почему? Когда первая казнь, которую он совершил над Египтом, это превратил Нил и всю воду египетскую превратил в кровь. И в кувшинах евреев вода в кровь не превратилась. Только коснулась эта казнь египтян. Потом жабы, потом саранча, потом проказа, потом Я хочу блохи. спросить, как фараон узнал потом, когда все евреи или все рабы, которые еще плюс египтяне, вышли, только тогда он узнает, что евреи покинули Египет. Нет, он разрешил. Он сам отпустил, потом передумал. Он сам отпустил, а его жена, которая любила... Значит, он согласился тем, что Моисей действительно пророк. Нет, потом он признал не его пророком, он признал, он потом Зачем признал... догонять, если он сам отпускает? Я не могу понять. Ты вот задал вопрос, я уже начал на него отвечать, и ты продолжаешь задавать. Давай я отвечу на него. Смотри, он отпустил, а потом его жена начала на него, ему мозг выклевывать.
она начала ему говорить и в нем как бы порождать в нем агрессию, да, то есть и на фоне чего? На фоне того, что якобы Моисей забрал нашего сына, а ты его просто так отпустил, кто ты такой после этого, та-та-та, и начала его унижать. И он для того, чтобы воспрять духом перед лицом своей жены, он поднял войско, он опять ожесточил свое сердце, воспрял духом и пошел на кровную месть. То есть он решил отомстить Моше. То есть и думал, что он, отпустив народ, сделал ошибку, а он же не просто отпустил, он отпустил с золотом, с деньгами, отпустил со всем продовольствием, отпустил со скотом, со всеми животными. Сколько времени нужно, чтобы они собирались в кучу, дети, женщины, старики, со своими богатствами. Если они собирали богатство, они вообще не были рабами. Ты смотри, ты смотришь на это все, ты смотришь на это через призму. Смотри, можно сказать? Ты смотришь на это как через призму, как бы логичного мышления человека, но мы смотрим на это по-другому. Мы, когда изучаем Тору, мы тоже задаемся вопросом, а зачем фараон, неужели такой тупой был, что он там не понял, что не надо связываться? А дальше мы читаем, и оказывается, что мы видим, что Бог играет со всей этой ситуацией в такую игру, там написано, «И ужесточил я сердце фараона». Ужесточил я сердце фараона. Александр, знаешь, какая правда там? Хочешь, я тебе скажу из вашего раввина? Ну, скажите. Он сказал, евреи не были рабами в Египте. Рабство имелось в виду, что они там жили хорошо, и Моисей пришел к ним и сказал, это не ваша миссия. Ваша миссия распространить единобожие. Нет. Вы живете в роскоши. Не. Вы народ избранный. И вам нужно распространять Нет, это было не так. Божье. И вы должны выйти оттуда, чтобы... Нет, он бы так не смог бы. Послушайте. быть рабами этих денег. Евреи никогда не уходят с тех мест, где им хорошо. Евреи никогда не уходят с тех мест, где им хорошо. Это была их, в принципе... пришел, чтобы их вывести. Секундочку, он их вывел как рабов, которые хотели выйти оттуда. Они выходили в пустыню. Никто бы не захотел из евреев, послушав Моше, что он им рассказывает, что вы станете святым народом, и сейчас на вас будет возложена миссия, что вы теперь должны будете из вот этого хорошего состояния жизни, прелести вот этой, и благ, которые вы имеете здесь, сейчас все бросить и по пустыне ходить 40 лет, а потом найдем себе уют, там мы построим храм, и оттуда мы пойдем на другие народы, будем просвещать. Кто бы на это пошел, если они жили хорошо? В Германии они уже слышали... Смотрите, в Германии, вот вам доказательство, то, что произошло, какая катастрофа произошла с евреями в Германии. В 1937 году уже было понятно, что что-то происходит. В 1936 было понятно, в 1938 было понятно. И евреи имели возможность оттуда свалить. Но не валили. Почему? Потому что имели хорошее место работы, бизнесы имели, комфорт, дом, уют, кладбище своих близких и родных там. Зачем им с этого нажитого места уезжать? А мы, возьмите, я вот с Узбекистана, у нас там жило 1,5 миллиона бухарских евреев. Мы там тоже хорошо жили. Мы даже не думали никогда в Израиль возвращаться, пока не начались погромы в 1988 году. Да, то есть там у наших отцов, дедов, там такие дома были роскошные, бизнесы были, деньги они зарабатывали, поколениями жили там. Какой Израиль? Мои тетки в 1974 году уехали, и у нас была возможность, мы там перезванивались, да, то есть, но каждый раз, когда они нас звали, мы над ними смеялись, что мы сейчас в Израиль поедем, а здесь нам хорошо, зачем мы должны уезжать? Какую миссию, о чем вы говорите? Они там жили в рабстве. Какая у фараон, вы знаете, как Моше попал, вы знаете, да. Секундочку, вы знаете, как Моше стал принцем? Вы знаете, как Моше стал приемным? Вы знаете, при каких обстоятельствах Моше стал приемным сыном фараона? Это вообще чудо.
Это не чудо, это просто-напросто его Мирьям, чудо. Мирьям, его мать, да, спасла его сестра, вернее, спасла Мне его. интересно. Саша, расскажи с Йосеф, как Йосеф пришел Не, в секундочку. Египет и привел весь народ. Сейчас этот момент важен. какой-то- Моше был спасен в ту ночь, когда Мирьям, его А сестра... сколько детей погибло? Вот, а кто убил их? Кто убил их? А кто подсказал им это? Так его жрецы, фараона жрецы подсказали. Нет, жрецы. А кто показал сон жрецам? Нет, это не Йосеф. Йосефа уже давно не было. Нет, я говорю, кто Вы путаете вообще время. показал этот сон? Что Кто родится показал? такой-то? Мы сейчас не про сон говорим. Ну как же? Вы про сон Он пришел рассказываете. к фараону, сказал, я увидел сон. Родится Кто пришел? тот, кто убьет тебя. Кто? Он Кто пришел сказал, к фараону? Ну, пришел его... Ты говоришь сейчас про Юсефа. Юсеф уже давно умер в то время. О чем ты говоришь? Не, Мы говорим... не Юсуф. Вообще я не про Юсуфа. Я говорю, кто Про показал сон и пошел к фараону и сказал, я видел сон. Ну, Родится- кто пришел? Кто пришел? Ну, один из подданных. Кто? Он был еврей? Нет, там не сказано, что он был еврей. О, окей. Пришли к жрецы. Какая разница, кто он Пришли был? к жрецы, Он к пришел, фараону. сказал, родится мальчик, родится Мы, человек. нет, И в эту жрецы, же ночь жрецы или на пришли, следующий день. жрецы пришли, которые ревновали фараона к евреям, потому что фараон давал им привилегии евреям на основании того, что они когда-то Юсуф спас весь Египет. Я не И про они Юсуфа, были, я про евреи были, Моисея. секундочку, дайте ответить, не перебивайте, пожалуйста. Вы когда же задаете вопрос, я же вас не перебиваю, правильно? Ну, ты пришел Вот. к Юсуфу. И жрецы пришли к фараону и сказали, потому что он к евреям лояльно относился, что один из евреев, да, который должен родиться, который уже родился, он будет мессией, который выведет этот народ из Египта, и ты останешься, и тебя еще и убьют. И тогда он приказал всех первенцев убить, еврейских мальчиков. Это Всех было при первенцев. Юсуфе, что ли? Это мы не про Юсуфа. Юсуф уже давно умер с того времени. Да, я говорю про Моисея. Мы про Моисея сейчас не... Мы сейчас И не кто про... этот сон показал ему? Не сон. Не сон. Ему жрецы это по звездам сказали. Они как-то колдовали по-своему. Там. А Это как было они не про... узнали вообще то, что Господь как бы принял решение? Как они узнали? Во-первых, у них было многобожье. У них был бог, центральный бог Ра. Да, то есть откуда я знаю, как они там со своим богом общались, со своими богами? Что ты меня спрашиваешь? Сегодня ты египтянина не сможешь спросить, потому что арабы всех египтян убили. В Египте живут уже не те египтяне, которые жили во времена фараонов, а простые бедуинские арабы. И представь себе, Александр, они не ошиблись. Ну и копты, да. Они сказали точно, когда он появится. И что произошло? Убийство детей. Ну и что он сделал? А кто убивал? Он убивал детей. А кто навел на это? А кто отомстил потом за убийство детей еврейских, Нет, знаешь? кто навел? Жрецы навели, я же тебе ответил уже. Откуда? Его Как эта жрецы, информация которые можно находятся при дворе. Если Господь решил, как это можно узнать? Не, ну смотри, он всегда доверял своим жрецам. При фараонах всегда были жрецы, которые ему толковали те или иные вещи, которые либо во сне ему приходили, либо еще где-то сомнения. Им скучно было, у них не было Гугла, у них не было GPT-чата, чтобы можно было пообщаться. Он общался со жрецами. И они узнают... Самое интересное, они узнают 100%, что должен родиться Моисей. И говорят Послушай, это фараону. Фараон послушай, хотят убивать всех детей. я тебе скажу одну такую То вещь. есть Господь, Все, что произошло, Творец,
Все, что решил, произошло... и Смотри, какой-то давайте человек скажем. узнает об этом. Странно. Все, что произошло, это все воля Творца. Потому что ему нужен был народ, которому он должен был передать Тору. Теперь Тору нужно было передать таким образом, чтобы весь мир об этом узнал. Убив тысячи детей. Ну, это для тебя смерти детей, людей считаются поддерживаешь то, смертью. что Смотри, если к тебе придет, послушай, что такое для тебя смерть? Что такое для тебя смерть? Ты можешь ответить? Я отвечу. Нормально, Для меня смерть сегодня я здесь, в этом мире, в этом теле. А завтра вот я умер, и моя душа переместилась в то место, откуда она пришла в это тело. Все, вернулась домой. Все, я здесь в путешествии, понимаешь? А теперь для Бога, в глазах Бога, в глазах, в понимании Творца не существует жизни, смерти. Для Него есть сущность. Для Него есть вот все время, у Него нету прошлого, настоящего, будущего. Все время принадлежит Ему. И прошлое, и настоящее, и будущее. Все люди, которые в 18 веке жили, все умерли. Все люди, которые в 17 веке жили, все умерли. Все люди, которые живут в 21 веке, тоже умрут. Все умрем. Мы все умрем. Но какие события останутся в истории, вот это все, что значит вот для этого мира. Но для того мира, куда мы уйдем, для этого мира не существует ни жизни, ни смерти. Для Бога не существует сожаления о смертях тех людей, которые умерли в 17 веке. Неважно, детьми они были, женщинами, бабушками, дедушками. Будь это Вторая мировая война, любое убийство, ты должен признать, это нормально. Смотри, любое убийство человека человеком, оно ставится на чашу весов для того, чтобы определить следующую жизнь той души, которая возвращается домой, какую будет она игру играть в следующую жизнь, в каком теле она заслужила находиться в следующей жизни, или в каком другом мире она заслужила находиться. Думают люди, что они в рай и ад попадут туда, где-то там на небушке будет там рай им и ад. Нет, вот здесь у вас есть на этой земле достаточно примеров